Я памылкова думаў, што пачнецца ў 9. Ну, я ўжо сталы чалавек. А з 9 до 10 была рэгістрацыя, і вось зараз было аб'яўлена, што пачнецца канферэнцыя, і каб усе занімалі свае месцы, і я ўжо заняў. Прашу вас далучацца да трансляцыі, задаваць свае пытанні. Ну і ввогуле быць з намі тут побач, таму што мы зараз знаходзімся ў Варшаве. Шмат у каго няма магчымасці сюды трапіць, таму што гэта далёка даволі такі ад Беларусі, да? Я буду звычайна трансляваць тое, што здзяйсняецца на сцэне, таму што у зале шмат людзей, яны адзначаны чырвонымі біркамі, которые не жадаюць, каб іх здымалі. Вось. Ну, а спікеры, которые будуць казаць прамовы, яны будуць в агульным доступе, скажем так. У Варшаве вельмі горача сёння, у зале таксама тут вельмі горача. Зал арендавалі, я так разумею, у нейкай рэлігійнай абшчыны. Там у іх стаяць барабаны. Вось гэта Юра Чудзіновіч. Гэта ось адзін з арганізатараў Рыгор Дмітрук. Все падыходзіць да пачатку. Дзякуй вам за лайки, рэпосты, дзякуй за актыўнасць. Вось, я думаю, што гэта вельмі ввогуле важна быць актыўным, хаця цалкам разумею тых, хто даўно забіл на актыўнасць, расчараваўся, вось, і заняўся уладкаваннем уласнага жыцця. Цалкам разумею і скажу шчыра, так, толькі пачалося. Так, шчыра і цалкам разумею, і шчыра кажучы, я б сам з задавальненнем бы заняўся бы чымсьці сваім. Вось, но я уже у даволі сталым узросце, мне цяжка нешта мяняць. Вось, і, ну, не ведаю, это атрымоўваецца так, што я у такой западне, да, што вось уже мікрафон пачынае працаваць. А вось спадарыня Шапёркіна тут ёсць са СМІ, это радыёрацыя. Вось ёсць тут Павел Свердлаў. Окей. Я понял. Поважали господарство, займайте свои места. Поки чекаємо всіх, хто підтягується, і будемо починати. Каля меня лепш не сядайте. Ну, у меня просто стрим идет. Зал я не буду показывать. Так, тут, да, я даже бачу Франака Вечорку. Ён тут, ось, до речі, от я зараз його бачу. Добре, що ён прийшов. Станоўча, тому що, ну, гэта все ж таки размова для, як анансавалася, для пошука і рашэнняў са складанай. Спадар не магу ўсіх паказваць, таму што толькі што казаў, што у зале шмат людзей з краснымі біркамі, бэйджамі, якіх нельга паказваць. Таму я буду трансляваць толькі, ну, агульна зал не буду браць. Там неяк буду камеру выносіць, каб было незразумела, да, праз пол, там, если может з кем-то буду размаўляць. Я вельмі спадзяюся, што інтэрнэт вытрымае мой эфір, і я ўжо адзін раз вырубаўся. Ось, я один раз вырубаўся, і спадзяюся, больш такога не будзе. Ось. Франак ось сядзіць праз 3 стула ад мяне. Ось, ёсць тут радыёрацыя, еўрарадыё. Ёсць яшчэ, хутчэй за ўсё, нейкія журналісты, проста невядомыя мне. Я проста Павла Свердлава ведаю асабіста журналістаў з радыёрацыі, астатніх не, таму не магу дакладна сказаць. Вось. І галоўная прычына, па якой збіраецца гэта мерапрыемства, гэты сход,
ну, на мой погляд, я, магчыма, памыляюся, но гэта тупіковая сітуацыя, у якой зараз апынуліся дэмакратычныя сілы пасля шэрагу, да как пасля шэрагу, пасля пастаянных скандалаў, і апошні скандал з Мельнікавай, ён проста, як кажуць, знішчыў твар, знішчыў ўсё. І як аднавіцца пасля гэтага, ну, мне не прадстаўляецца магчымым, таму што, ну, это просто дно, і у такім выпадку я думаю, што трэба нешта прымаць кардынальнае, ну, таму што, ведаеце, это быць таким ходячим позором, ну, просто все люди, которые, ну, все ж в курсе, все смеются. И это, конечно, вельми такая ситуация неприемная, но мы сами маем то, что маем. І, до речі, мені було вельми цікаво, увесь час, я увесь час думаю, а адкуль узяліся тыя людзі, якія зараз усё зганьбілі. То есть на низовых узроўнях, да, ініцыятывы з людзей на низовых працуюць. Я адчуваю гэта на сабе. Вось. А тыя людзі, якія нас нібыта прадстаўляюць, якія кажуць, што мы там абраныя людзьмі на гэтым незразумелым галасаванні ў мінулым годзе, да, 6 000 людзей, яны цалкам, ну, на мой погляд, все ж я кажу на мой погляд, запсавалі, запарафінілі, закрынжылі Дэмрух. І што самае галоўнае, што яны робяць, гэта убіваюць у людзей веру у светлыя моманты, у веру у справядлівасць, у адзінства. Вось, таму што кажуць, да ўжо нават і не кажуць нічога, уже не кажуць, уже просто поехали у паре, давайте стварым камісію, давайте выберем помощника спикера. Вось, я вось знаходзячыся ў КР, ну, магчыма, я там не вельмі там разумны чалавек, да, но тыя рухі, што яны там падпісваюць там па Чэрнобылю, супраць смяротнага пакарання, какие-то канстытуцыі пішуць, люстрацыі. Ну, зачем? Навошта? Толькі для рэалізацыі сваіх уласных амбіцый, цэлей. Вось. Таму што я учора званіў некалькім людзям, пісаў, то бок, у тэлеграме, і пытаўся ў іх, хто з цяперашніх дзеячоў апазіцыйных, хто прадстаўляе беларусаў, да, быў разам на вуліцах падчас мірных шэсцей, калі беларусы адстойвалі свае правы выбарнікаў. Там, ну, напрыклад, возьмем дыназаўраў апазіцыі Лябедзька, чи Губарэвіча, ці там этих Мацкевич, там Михалюк, который там фанат Анжелікі Мельнікавай. Ніхто. Ну, карацей, мне сказали, што нікога яны не помняць. Ось. Ну, а самых буйных, самых хороших, в самом хорошем смысле этого слова, Павла Северынца, Володю Цыгановича, Лінніка, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Все, их арыштавалі, іх няма. Вось. І я чамусьці думаю, што магчыма, што рэжым паказвае ім там у турме вось, інстаграмы, соцсеткі наших дзеячоў, як яны адпачываюць, як яны кушаюць у дарагіх рэстаранах, вось, як яны тут добра жывуць. Дайте мне, калі ласка, сувязь, чутно меня ці не, тому что не ідзе ніякага контакту. Я такой думаю, можа опять зависла. Не могу проверить. Другого телефона у мяне няма. Дякую. О, дякую.
Смисл під'їжджати, слухайте, я зараз запитаюся, секундочку, скажіть, будь ласка, коли, наприклад, люди можуть собі просто здаїти приїзд, без всякої реєстрації? Зареєструватися треба. На входе. Слушайте, мне тут подсказывают, что можно приехать, на входе есть регистрация, и вас без проблем пропустить, потому что я скажу вам, что место тут хапает, зала для сходов баптистов великая, так что, приезжайте. Тут, слушайте, люди приехали с Вильна, тут паук, кстати, есть, я казал в попереднем стримшке, який у меня завалился. С Вильна приехало, насколько я веду, там 6 человек. 6 человек. І ось я бачу активних людей з Фейсбука, які читають мене, принаймні, Дмитра Сергійовича. Ось. Він, по-моєму, варшавський. Почалося. Вітаємо господарство. Починаємо сходні вияви. Починаємо його з слова представників організаторів. Спочатку це буде Євген Вільський, потім Георгій Вікторук і онлайн буде Петрос Австравічус. Вітаю, шановне господарство. Пробачте, нервуюсь, комусь подручно. Я Євген Вільський, виконуючий обов'язки старшини партії «Народная громада». Покуль за кратами знаходиться Микола Старкевич. Вітаю усіх, хто не пошкодував часу і прийшов к нам. Сьогодні ми зробимо спробу проаналізувати ті амаль 5 років, що пройшли після жнивня 2020 року. Поспробуємо зрозуміти, що було зроблено, що ні, які поспіхи або помилки ми маємо на цьому шляху. Поспробуємо зрозуміти, куди ми рухаємося і який сенс всього цього. Нездарма наш круглий стол ми назвали
сход неабыякавых. Гэта першая спроба зорганізавацца гарызантальна. Не пад якую-то лічнасць, а пад ідэю. Пад ідэю вызвалення нашай краіны. Магчыма, у нас не все атрымаецца сёння. А магчыма, і нічого не атрымаецца. Але гэта шчыры першы крок у гэтым накірунку. Мы запросили усіх, кому неабыякавы лёс нашай краіны, без дзялення на сваіх і чужых, как почуть усіх. Сюды пришли ты, кто не пал духом, не смирился, не зашел во внутреннюю миграцию, кто готов нечто робить и объединоваться. Вы лепшие. Ничего не скончено, ничто не забыто. Мы протягиваем. Живи Беларусь! Вітаю всіх. Уважаемые сябры, чему мы собрались тут? Наше мероприемство называется «Сход неабыякавых». И у гэтым и кроется отказ на питание, что мы тут. Мы неабыякавые, ці по-іншому нам не все ровно. Неабыякова мы ставимся до 5 рэчаў. Па-першае, диктатура ці аўтарытарызм у Беларусі працягваецца уже больше за 30 гадоў. Это выявляется у отсутности демократичных выборов, признания признанных сусветной супольностью, а так само у актах агрессии улады у адносінах до громадянской супольности и вольности в Беларуси. Нам не все равно. По-другое, пагражальная фрагментация демократичной супольности, особливо с уликом недавних оптимистичных подій 2020 года, демонструється нам негативний тренд як унутрі Білорусі, так і звонку в умовах вимушеної імміграції. Нас жадають примусити мовчати, нас хочуть посварити, нас послідовно ведуть в емоційний тупик. Нам хочуть сказати, що демократія – це добре для усіх, окремя білорусів. Ці нас жадають просто контролювати. Ми, білоруси, ще ніколи не були так розрознені, як тепер. Нам не все равно. По-третє, білоруський порядок Дня сусветної поліції завис у чеканні генерування ідеї самої білоруської демократичної супольності. Фінансові вплині підтримки наших сябров, які предугледжують високу мету підтримку білоруського народу в тяжкий час, на жаль, були накеровані некими особами у некі приватні проекти, у некі сумнівні ініціативи, у некую віртуальну боротьбу. Підтримка з боку сусветної супольності зникає разом з довіром до демократичних сил. Это приводит нас до отчувания того, что в смену национальному оптимизму у белорусов приходится отчувание глубокого расчарования. Нам не все равно. По-четвертое, ситуация с осветлением нашего политического мероприятия, погрозы, спробы блокировки нашей инициативы, игнорования сбоку некоторых сил показывает нам вельми негативную оценку. Авторитарная система керування в Білорусі спробує бути примусово нав'язана білоруською демократичною супольністю народів свободної Європи. Іншими словами, з'їжджаючи з Білорусі, хтось захопив у свій чемодан інструкцію по авторитаризму і спробує нам тут це пропонувати. Нам не все равно. Пятое. Что ж нам робити? Як нам, неабияким білорусам, викликати довір до нашої ініціативи? Так само і у нас є проблема з довірою, як і для других білоруських сил. Довір народу дається виключно авансом, але його треба оправдати. Довір и доказать, и показать. Сябры,
Тое, што вы зрабілі, прыйшлі сюды, в гэтую залу, не пабаяліся ні рэжыму Лукашенко, ні віртуальную ціску. Таксама гэта есть невялікі крэдыт даверу, што нам трэба будзе сумесна адпрацаваць на карысць свабоды і дэмакратыі Беларусі. Такім чынам, я канкрэтызую, недавер да рэжыму Лукашенко, недавер да тых так званых віртуальна-дэмакратычных сіл і недахоп даверу да нас. Гэта есть прычына, чаму мы сабрались тут. Менавіта пра гэта і будзе наша размова. Мы запросили сюда ўсіх беларусаў, без выключэння. Але я веру в то, што прыйшлі неабыякова. Калі кожны з нас, хто прыйшоў сюды і згодзін са мной, значыць, мы таксама неабыяковы. Значыць, у нас разам усё атрымаецца. Значыць, дэмакратія не памерла ў нашых сэрцах. Значыць, наши лідеры, Павел Северинец, Микола Статкевич, Сергей Тихановский, шмат іншых, не зря змагаліся, і яны жывуць дагэтуль в наших сэрцах. Значыць, жыве Беларусь! Жыве! Зараз у нас будзе онлайн вітанне ад Петерса Аўстравічуса. Так, добра, тады вітанне мы перакладзем на наступную секцыю, другую по ваярам, а цяпер адкрываем панель по палітвязням. Увогуле у нас сёння расклад такі. Уводне слово, якое мы прайшлі, секцыя палітычныя зняволеныя, потым з 11:15 до 12 кава-пауза, з 12 до 13:15 секція друга, расійска-українська війна і беларускі фактор, з 13:15 до 14:15 перапынак, з 14:15 до 15:30 секція 3, кредит даверу і питання лідерства. З 15:30 до 15:45 знову кафе-пауза. І апошня секція стратегії консолідації до 17 години. Приблизний час на кожного виступаючого 3 хвилини. Чекаємо технічну частку. Очиняємо панель по політв'язням. А пакуль чекаємо, ми зараз поглядім на агульний розклад тем, які у нас будуть. По першій секції у нас будуть діяння, які мають поспіх і визволення політичних зневолених. Поставки санкційних товарів, як фактор російсько-української війни і політичної репресії в Білорусі. Об'єднання змаганням націй для досягнення перемоги. Білоруси заміжжя, які по тих або інших причинах живуть на вулиці. Консолідація білоруського громадства, аналіз умов і конкретні пропанови. Сапраўдныя причини наявності політв'язнів. Шляхи консолідації національної рятувальної супольності в умовах боротьби з режимом Лукашенки і його представниками, регіональне лідерство і представництво, допомога політв'язням. По другой секции мы различаем, что будут доклады помылки 2020 года и проблемы лидерства, кредит доверия и питание лидерства, легитимность лидерства и демократичная позиция и новая структура транзиту влады. И далее, як наша технічна частка. Дух буде? Починаємо туди застраюватися.
до господарства. Тоді починаємо другу секцію, першу секцію по політвязі і починаємо її з хвилини мовчання. Дякую. Передаємо слово ведучим першої секції Олені Сергіївні. У нас тут выступили на выступление перед секцией. Так, добрий день. Так, Свести, тому ён трошечки буде паза межами секції. Франц Чорка запрошує зараз Світлани Тихановської зараз. Дорогие сябры, рады вас всех привітаць. У першую чергу дзякую за то, што аб'ядноўваецеся, тому што трэба яднацца, і то, што сказалі папярэднія выступоўцы, яднацца абавязкова, кансалідавацца, але кансалідавацца не вакол асобаў, а кансалідавацца вакол справаў, кансалідавацца вакол ідэяў. У нас ёсць ідэі, якія нас аб'ядноўваюць, гэта незалежнасць Беларусі, гэта демократичная каштовность, это вызволение политвязнёў. Но люди стали все к Франнику спиной у зале. Я не хочу показывать, потому что тут есть охрана. У нас есть супольные И нельзя сдымать зал, потому я не сдымаю, но вам констатую, что люди стали к Франнику спиной. Буду с вами гулять у цирк. Я пришел, потому что вы меня запросили. Вы меня запросили, и я пришел. Я готов отказывать на все ваши питания. И многие из вас и трансляция идет. Тому специально запрошать, как Я то не снимаю, я только сцену снимаю. Я специально приехал до вас в Вильне, как с вами поразмовлять и провести час. Давайте с вами размовлять. Когда мы разворачиваемся до одного, то мы не можем выдавать так диалог. Нам треба шукать то, что нас єднає. Там є домагатися визволення наших політв'язнів, тому що то, що ви відворачуєтеся спиною, воно не допомагає визволенню політв'язнів. Хоть одного політв'язня визволю! Хоть одного визволю! На кой чорт Я міркую, що не треба Шчыра кажучы, мне гэта вельмі не падабаецца, то што балаган, людзі так сябе паводзяць Я рад завжди бачити вас на любих мероприятиях. некрасиво. Мы открыты. Давайте шукать что-то новое. Я лічу, што гэта недобра, непрымальна. Чалавек прыехаў, якім бы ён ні быў, кажа прамову, перабіваць его, крычаць, так мы сапраўды ні аб чым не дагаварымся. Я ведаю, хто такі Вечорка, чым ён займаецца, но я кажу просто, што я б так сябе не паводзіў. Пробачьте, мы даем слово всем. Никто за и против никого не выбирает. Поэтому будьте добры, если сюда пошли, послушайте. Какой бы вы, как бы вы ни относились, Организаторы, Давайте следующего раза. Давайте пора. Дякую вам велике, що ви разожгли Беларусь, откидывается в этой амбиции.
ваши крылки. Давайте меньше мыть и больше працевать. Объединоваться вокруг справа. Потому что никто, кроме нас, людей, что мы не вызвали, никто, кроме нас, не оставил рожденного служащего. Они не договорились. Понимаешь, в том-то все и дело. Я, допустим, в один прекрасный момент, я с консулом, который у нас был Белый, допустим, да, я разговаривал, без проблем. Он был на 100% уверен, что Лукашенко выиграл, да? Я был на 100% уверен, что, допустим, Светлана выиграла. Но он с уважением относился к моему мнению, я с уважением относился к его мнению. И у нас нормальный был Добре, і разговор. все ж таки починаємо першу секцію по політв'язням. Дякую. Так нельзя. Що ж, Ішорку за те, Франку Ішорку за те, що він завітав, і дякую всім за свої думки. Ми повинні виказувати свої думки, це зрозуміло, ми живемо, дякую Богу, зараз у демократичних країнах, тому це така справа. У демократи завжди буває ось такі. Ему это надо Да. было. Он получил то, что он хотел. І виказувати, і показувати своє те саме. Ось, супроводив нам шмат чого прийдеться зробити. І увогуле по житті, і менавіта сьогодні. Ми тут усі зібралися не просто ось, як експерти, там, журналісти, правоохоронці, ті свояки. Ми тут, бо нас збирають, у нас забирають людей. І ми просто не можемо з цим миритися. Але гэтым разом мы собираемся как не просто поговорить, как взять на себя Не знаю. громадянскую отказность. Кроме вот Вячеслава. Бо політв'язні в Беларусі это не просто офіари, это закладники оккупаційного режиму. І їх визволення это не ласка, это наш обов'язок. Так, і сьогодні ми послухаємо тих, хто прийшов на волю, послухаємо тих, хто змагається за справедливість. І спробуємо разом сказати, що ще ми можемо зробити, що повинні зробити. Мы тут, как насамрэч, размаўляць шчыра, спадзяёмся дзейнічаць разам і будаваць платформу для сістэмнага ціску і падтрымкі. Ну, а зараз я запрошую сюди усіх наших ось тих удільників секції, так, Михаил Кучеров, Ольга Пашкевич, Сергей Коршун, Алена Зязюля, Виктор Лосик, Ольга Дубовик, Франк Чорка Сихович, Сергей Бульба. Ну, для початку ми представимо тему першого виступу. Це тезисний огляд сучасного становища опозиційного руху за останні 5 років для свідомості былих зневолених менавіта. І я хочу представити два промовці. Михаил Кучеров, это IT-специалист, эксперт, криминалист, политтягач с 2002 года, координатор международной кампании «Шлях Гааги» и громадянской онлайн-супольності згуртування білорусів Люксембурга. А так само святокладчик Ольга Пашкевич, президент фонда «Отражение свободы» и лидер комедийной инициативы Что не через это надо. Мы передаем Настройки вам Wi-Fi. микрофоны и... Прошу Нет, вас. Wi-Fi. Ну что, запокоились? Wi-Fi. Чик. Дякую, Леонид. Але это усмотрено было. Ми повинні слухати усіх. Як нас слухають, ми всі побачили. Гэтага дастаткова. І щиро прошу, калі ласка, Пароль не будем говорить. не закидывайте меня тухлыми яйцами, 164. гнилыми помидорами. Бо я сердечно вам дякую за то, Так, це что вы собрались за 51. нашим круглым столом. То есть не завтра.
Стол неба, сход неба Якова. Гэта першы прэтэндэнт за апошніх 5 гадоў. Калі беларусы, неабыякавыя калёсы Вадзіма, сабраліся па зову свайго сэрца. Абмеркаваць сваю пазіцыю, сваю бачанне рэальнай сітуацыі нашым дэмакратычным рухам. Напрамку да свабоды і дэмакратыі нашай роднай Беларусі. Я не буду прытрымлівацца метадычкаў, якія напісаны яшчэ НКВД, нават не КГБ, а буду рэалізоўваць сваё безумоўнае права данесці свае думкі як мага ясна і як мага для большай колькасці людзей. Толькі з гэтай прычыны, на вялікі мой жаль, я перайду на расійскую. Для нас, беларусаў, яна варожая, але яна міжнародная. Чым болей людзей нас пачуюць, зразумеюць, тым будзе лепш. 23 гады жыцця вымушанай эміграцыі навучылі мяне талерантнасці і дэмакратыі ў гэтых пытаннях. Загадзя дзякую. Дайте ссылку на трансляцию. Кому? Дайте Основные ссылку на проблемы, трансляцию. о которых большинство бывших Нет, политзаключенных тогда после сцены. не имеют полного Сейчас представления, выступаете оказавшись после сцены. за делом своего. Ведущим надо сообщить. В моем докладе они выстроены Технически логичными будете блоками дать вашу ссылку на по Zoom. нарастанию масштаба, Сможете? Ссылку на ведущего. от локальных управленческих ошибок к системному кризису. Каждый последующий блок затрагивает более глубокие, Просто чтоб люди и из Zoom сложные смотрели в проблемы, Ютубе вас. Вот и все, которые хорошо? усугубляют предыдущие. В качестве примеров я буду приводить только наш с Игорем Летниковым, погибшим, замученным за стенках, личный опыт и непосредственное участие. Простите, буду кратко. Внутренние организационные проблемы офиса Тихановской и Пинала. Игнорирование инициатив белорусов. Вы сами сейчас увидели. С нами пришли поговорить на самолет. Вступительное слово на секции політзневолі. Тых, якія осидели за того, что было с 20-го. Вы можете подойти там к техническим людям, пожалуйста. 23 августа 2020 года, через 2 недели после 9 августа, прошла живая цепь межморья в десятках городов Европейского Союза. Цепь готовилась вместе диаспоры Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Беларуси. Основным костяком была украинская диаспора. На базе этого сотрудничества, на базе тех людей, с которыми мы познакомились, начала работу наша инициатива, в первую очередь Игоря Летника, «Шлях до Гаги» и «Е-Беларусь». База, то, что в дальнейшем не сделано, это объединение, в первую очередь, украинской диаспоры и белорусской диаспоры. Что произошло, объяснять не буду. Все вы это как бы видите, сегодняшнюю ситуацию. Невозможность официальной коммуникации. 21 сентября 2020 года Игорь передал обоснование, почему Тихановская должна принять инаугурацию.
в сотрудничестве с Гарри Погоняевым и еще 4 адвокатами, которые находятся часть в Беларуси, часть уже здесь. Первый визит 21 сентября 2020 года в Брюссель. Данное письмо собственноручно мною передавалось Тихановской. На расстоянии 1 метра мне не удалось передать это письмо ей в руки. Видеозапись присутствует. Охрана оттесняла нас. На тот момент секретарем Тихановской была Ковалькова. Это письмо было передано. Информации до 3-го дня открытой оккупации Украины не было. На третий день войны состоялся Zoom, где мы затребовали принять присягу. Ситуация присяги не было. Следующий пункт. Присвоение чужих проектов, концептов и идей активистов. Концепт цифрового государства Е-Беларуси, но и Мета-Беларусь, начатого еще в 2015 году. Если у кого-либо из присутствующих в зале происходили подобные истории, то мы будем рады в дальнейшем услышать ваше дополнение на нашу секцию. Данный концепт развивался 2020-2021 год. 21 июня 2021 года офис был свидетелем в Люксембурге. Полный концепт с вечеркой был обговорен, на что человек ответил: ой, а як это будет политично? Развитие ситуации дальше. Сентябрь 2021 года. Конференция «Белорусскому свету». Вместо проекта Е-Беларусь плюс Мета-Беларусь. Новая Беларусь лидера. Ситуация буквально вчерашний и позавчерашний день. Следующее. Неуважительное отношение и нарциссизм к белорусам диаспоре при планировании и проведении совместных встреч. Здесь не было шифровано, что я передавал, сегодня вы увидели. Конфликты с бывшими соратниками. Пример с Валерием Цветковым. Меня, кстати, приписали, что я близко с Валерием Цветковым. Сегодня как бы ясно. Вена, когда Тихановская в зале от неожиданности, когда вручали премию, предназначенную для Тихановской, Цветкова и девушки, которые нас закатывали. В результате приз статуэтка было забыто офисом прямо в зале. Грубейшие ошибки, следующий пункт. Грубейшие ошибки проработки. Далее я уже кратко по тезису, потому что время поджимает и прочее. Грубейшие ошибки проработки системы безопасности, как в документооборотах, так и в проведении мероприятий, как массовых, так и локальных, что повлекло массовое преследование со стороны картелей. Следующий блок. Оперативные ошибки и нестыковки. Не случайная кандидатка вместо мужа поддержана штабами 2 кандидатов. И без поддержки не стало, и без их поддержки, естественно, не стало бы символом свободы. Отъезд в центр избирком, покаянное видео, необъяснимые 15 тысяч. Тема замалчивается. Бегство гражданки Тихановой в Литву, оставление людей без лидера на произвол властей, самопровозглашение гражданки Тихановской в Вильнюсе без инаугурации и присяги. Все вы знаете статуты. Президент-элект, лидерка, президент вы знаете. Ну так остановитесь, кто вы? Третий, коротко. Проекты офиса и их последствия. Проекты офиса. ГАИ, Белпол, Перемога. Новая Беларусь, вчерашняя, позавчерашняя новость.
ведущая к арестам и росту числа политзаключенных. Четвертое. Финансовая неэффективность. Частые зарубежные поездки гражданки Тихановской не дают видимых результатов. Социальный кризис углубляется. Высокие тарифы на содержание офиса гражданки Тихановской и аффилированных с ней структур. И третье. Распределение средств между элитами. Резистанс остается без поддержки. Пятый блок. Социальные последствия и отсутствие поддержки. Отсутствие социального статуса для бояров и их семей на территории Европейского Союза. Отсутствие, соответственно, государственной социальной помощи семьям погибших бояров. Социальная незащищенность бояров, получивших ранения и увечья. Нестабильное социальное положение белорусов в эмиграции в целом, особенно волны 2020 года. Пример. То, о чем здесь впервые публично будет произнесено, подписаны междугосударственные договоры между странами о пенсионном обеспечении согласно отработанного стажа на территории обоих государств. Но какая фишка? Заочно осужденные в рамках спецпроизводства не попадают под эти отношения. Стратегический просчет, игнорирование гражданки Тихановской, требования резистанса о принятии присяги на верность белорусскому народу. Отсутствие четкой программы по политике, экономике и социальной сфере. Разделение сторонниками гражданки Тихановской резистанса на элиту и волонтеров. Социальная повестка дня. Растворение диаспоры. То, что происходит за эти 5 лет. Нет белорусских школ. Диаспоральное сообщество на нулевом уровне после 2020 года. Заботу проявляют принимающие страны, а не офисы. Люди растворяются в социальных обществах стран пребывания. 7-й предпоследний пункт. Внешнеполитические провалы, непризнание инаугурации, сотрудничество гражданки Тихановской с бывшими чиновниками режима и силовиками с сомнительной репутацией, провальное внешнеполитическое отношение с Украиной в ущерб государственной повестки, нулевой статус белорусского паспорта. Ну и, наконец, последнее, самое глобальное, системный кризис в движении. Офис дистанцируется от мероприятий, организованных белорусами. Все это все увидели. Отсутствие долгосрочной стратегии, углубление социального кризиса, потеря доверия, обманутая надежда на возвращение. Результат 5 лет работы офиса. Билет в один конец. А внутри страны белорусы, прошедшие задержание и судебные процессы, хотят видеть рядом и Лукашенко, и Тихановскую. Спасибо. Зараз у нас слова. Вітаю всіх. Шановні беларусы, першее, за что я хочу выбачиться, за то, что мы так спозднились. У нас техничные проблемы. Мы стараемся наладить совесть и сподіваемся, что на другой панели, у нас просто нема грошей, мы працуем своими силами. Это первое. По-другое, я решу, что я не имею права стоять на этой сцене. Чему не имею права? Бо все эти люди сидели за кратами. Я за кратами, на жаль, не была. Может и на счастье. Может и на счастье, не ведаю. Но так Бог распорядился. И я не жадаю критиковать. Як кажуть, жанчина, яна зложена з конструктива. Яна завжди планує, мяркує, які-то у неї думки, марни, літотельчики. І тому зараз я б хотіла зачитати ту річ, яку я підрихтувала. Писала до 3:30 ночі. Тому, коли ласка, строго не судите. А Лена сходила от серця.
Для мяне наш шлях – гэта урокі стойлівасці, шлях да адзінства і свабоды. Удзельнікі схода, дарагія сябры і самае галоўнае, дарагія шаноўныя паплечнікі, мы сабраліся сёння, нясучы на сваіх сэрцах боль апошніх гадоў, але і незгібаемую надзею. Мы беларусы, якія прайшлі праз выпрабаванне, сутыкнуліся з несправядлівасцю і гвалтам, як і тыя, хто ў іншыя часы і ў іншых землях змагаліся за сваю свабоду. Часамі я зраўніваю нас з габрэямі. Яны хадзілі 40 гадоў, але дзяржаву атрымалі праз 20 вякоў, як ёсць. Сабрацца тут, на гэтым сходзе, гэта ўжо акт кожнага веры і мужнасці. Мы тут, каб шчыра паглядзець у вочы нашаму сумеснаму мінуламу, вынесці урокі з нашых крокаў і тых, што прывялі нас да вяршыняў салідарнасці ў 20-м годзе. І тых, дзе мы, магчыма, не змаглі прадбачыць усю жорсткасць і не знайшлі найлепшага шляху. Гэты аналіз не для таго, каб вінавачваць, а для таго, каб зразумець, як стаць больш мацнейшымі, як выкарыстаць наш досвед кожнага і наш патэнцыял для будучыні. Я так лічу, мы не павінны крытыкаваць іншых, але маем на это права, калі пачынаем з сабе. Што я сёння зрабіў для сваёй краіны, для сваёй будучыні. І калі я зрабіў болей, чым іншы, тады я маю права на крытыку. Але тая ж самая крытыка, яна забірае ў мяне мой час, які я магу патраціць на добрае дзела. А зараз я хочу пералічыць, на жаль, нашы памылкі, на маю думку, якія мы зрабілі. Наша вера ў хуткую перамогу мірнага пратэста, магчыма, пакінула нас без гатовай стратэгіі на выпадак доўгага і жорсткага падаўлення. Мы не былі гатовы да гэтага. Мы паддаліся сваім эмоцыям. І для нас гэта урок. Недастаткова проста выйсці на плошчу. Трэба мець план дзеянняў, на розныя сцэнарыі, быць гатовымі да доўгага марафону. Другая наша памылка. Мы недоацэнілі глыбіню рэпрэсій і гвалтоўнасць. Улады ўжываюць катаванне і гвалт у такіх маштабах, у такіх памерах. Колькі загінула людзей, нашых людзей, на першых днях 20-го года, жніўня. І для мяне гэта урок, што барацьба за свабоду патрабуе не толькі мужнасці, але і прадуманай бяспекі, умение абараняць сябе і сваіх паплечнікаў. Яшчэ адна памылка. Мы не змаглі стварыць адзіны прызнаны усімі цэнтр, які мог эфектыўна каардынаваць намаганні як унутры нашай краіны, так і за яе межамі. І для мяне, для нас гэта урок адзінства. Але гэта не проста лозунг. Гэта крапатлівая праца, крок па кроку, па побудове даверу, стварэнні інклюзіўных структур і выпрацоўкі агульных правілаў гульні. Мы недастаткова інвеставалі ў стварэнне устройлівых, дэцэнтралізованых структур, самаарганізацый унутры Беларусі, якія б маглі вытрымаць удары рэпрэсій. Все гэтыя людзі, як і я таксама была актывісткай. Но мне пашчасціла. Я з дачушкай выехала в кастрычніку 20-го года. Гэтым людзям, на жаль, не пашанцавала. І для мяне наша сіла ў гарызантальных сувязях, у нізавой самаарганізацыі. Менавіта гэтыя нябачныя сеткі аснова для будучага супраціву і будаўніцтва новага грамадства. Мы не змаглі ў поўнай меры падтрымаць і развіць патэнцыял забастовачнага руху.
І для нас гэта урок. Эканамічны ціск гэта магутны інструмент, але ён патрабуе сістэмнай падтрымкі, салідарнасці і опять-таки ж таксама доўгатэрміновага планавання. Наша тактыка была, магчыма, занадта прадказальнай, што палегчыла яе падаўленне. Крэатыўнасць, а мы крэатыўныя. І непрадказальнасць, дэцэнтралізацыя дзеянняў, наши союзники в борьбе с авторитарным режимом. Мы, на жаль, не заўсёды забяспечылі дастатковую бяспеку для тых, хто знаходзіўся на перадавой. І гэта для нас урок. Абарона людзей на вышэйшы прыярытэт. Ну, я разумею, што ўжо дуже мала часу. Не буду нас больш крытыкаваць. Давайте будем абмяркоўваць, што Мы удзельнікі гэтага сходу неабыякавых. Для мяне сабраліся просто для того, каб паговорыць. Мы сабраліся, каб пачаць не просто паговорыць, а пачаць дзейнічаць. Разам. Каб, апіраючыся на тыя горкі или наш досвід, знайсці сумеснае рашэнне. Наша задача на гэтым сходзе не просто пералічыць праблемы, але і выпрацаваць канкрэтныя ідзеі. І я веру у мудрасць гэтага сходу, веру в сілу кожнага з нас. Давайте пачнем разам гэты шлях для пошуку сумесных рашэнняў і шлях да нашай агульнай перамогі. Жыве Беларусь! Сапраўды нам павінна, мы павінны усе займацца канкрэтнымі справамі. Мы ўсе хочам выказацца наконт таго, што ў нас набалела, але давайте ўсё ж гэта рабіць прынцыпова па секцыях. Калі гэта паліцыя зняволеная, то займацца і казаць больш пра гэта, і казаць пра менавіта палітвязні, падтрымка, координация, дзеянне. Гэта ўсё, што нам патрэбна, можа болей, можа меней. Гэта вось мы іх хочам абмеркаваць, мы хочам даведацца і хочам даведацца, што рабіць далей. Менавіта таму давайте перейдем далей. І ось Сергей Коршун, былы палітвязень, блогер, адміністратор тэлеграм-канала «Армія з народам», які аб'ядноўваў сумленных былых дзейных сілавікоў, раней служыў у міліцыі. Ён быў затрыманы 21 ліпеня 2020 года, служыў асуджаны на 4,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму па справе аб масавых беспарадках. Ну і гэтак далей. І тэма выступу яго пасля турмы да жыцця. Дапамога былым палітвязням і рэпрэсаваным. Менавіта мы чакаем сапраўды больш такіх канкрэтных фактаў і праблемаў, якія патрабуюць вырашэння. Так. Спасибо. Всем добрый день. Ну, наверное, я начну с того, что меня уже представили. Скажу вам так, что этот инцидент, который произошел с Иваном Вечеркой, он не дает нам никакой чести. То есть мы повели себя не совсем корректно. Друзья мои, то есть, да, у кого-то закипело, у меня, может, тоже подкипает, но переросло это, скажем так, в деревенский какой-то хайп. Скажу вам честно, мы должны, если уже человека пригласили, то давайте, мы должны были, отнестись к нему как к гостю. Понимаете, то же самое, когда вы приглашаете кого-то в гости, мы должны себя вести как хозяева по отношению к этим гостям. Получилось так, мне это не очень понравилось. Это моя точка зрения, вы можете поддержать, можете нет, каждый решает сам. Но мы все интеллигентные, образованные люди и должны себя вести, скажем так, быть на голову выше наших оппонентов. Спасибо. Да, я постараюсь максимально быстро. Скажу вам так, что никто не может знать проблему политзаключенных, кроме тех, кто является этим политзаключенным. Зачастую от нашего имени говорят всевозможные инициативы, которые понятия не имеют, что же такое быть политзаключенным, что такое пройти дела.
Остановлюсь на некоторых темах. Это все-таки, масштаб репрессий, наверное, озвучивать вам не буду, потому что, все вы знаете, тысячи и тысячи людей прошли кто через РС, кто через административку, где-то около 1500 сейчас находятся в местах лишения свободы. Что же является, в чем уязвимость политзаключенного? То есть, чтобы вы понимали, это первое, это травма тюрьмы. Травма тюрьмы. Следующие две – это потеря дома, работы и, главное, здоровье. И что это получается в итоге? Провал. Это провал без организованной системной поддержки. Ту поддержку, которую ребята ждут, в которую они верят в лагерях, выйдя на свободу, они просто-напросто разочаровываются и разбиваются, как хрустальный шар. Они думают, что здесь все продолжается, никто не забыт, ничто не забыто, а в итоге они видят, что это просто-напросто качели. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, системности и открытости они не увидели. Да, была поддержка, у меня она была, но далее все, далее тупик. Миссия диаспор, все-таки превратить разорванное сочувствие в спланированную помощь. Я обращаюсь ко всем диаспорам, которые находятся в других странах, в Варшаве, в Польше. Все-таки мы должны консолидироваться и выстроить единую цепочку помощи политзаключенным и вынужденным иммигрантам, которые уехали из страны. Что предлагаю я? В первую очередь достучаться до властей, как Литвы, так и Польши, это два основных направления, это все-таки организовать быструю, причем даже не скажу не быструю, а возможно моментальную выдачу гуманитарных виз людям, которые только освобождаются из мест лишения свободы и вынуждены бежать. Чтобы вы понимали, я когда освободился, и большинство из политзаключенных, с которыми я общаюсь, если бы в Беларуси нас оставили в покое после освобождения, то очень бы многие сюда бы не поехали. Просто-напросто продолжается репрессивная машина. Человек отсидел. Он, в принципе, он увидел, что все сделать немножко не так, но правоохранительные органы на территории Беларуси продолжают кошмарить. Если бы оставляли людей в покое, сказали бы, все, ты сидел, все, живи дальше, то готов 95% бы сюда бы не поехали. Потому что остались там жилье, родители, машины, квартиры, то есть и сюда приехать на ничто, к сожалению, как-то так. Я постараюсь еще максимально быстро, понимаю, что я не поджимаю. Плюс ко всему, все-таки я рассказал, разрабатывать непосредственно маршруты пересечения границ, потому что некоторые кейсы бывают длятся неделями, а то и по 2 недели. И все-таки это финансирование данного пути, если человек вынужден будет уезжать, то зачастую, опять-таки говорят, как вы сказали, денег нет, ты держи. То есть он должен каким-то образом сам найти эти деньги, сам купить себе билеты, то есть так и так. То есть нету конкретной налаженной системы, я не буду называть организацию. Следующее, конечно, это все-таки вопрос с медициной. Скажу вам честно, что здоровье дороже паспорта. Чтобы вы понимали, потому что медицина, то есть человек, как бы мы от себя это не отталкивали, мы, бывшие политзаключенные, все-таки психически травмируем. Хотя никто не хочет этого признавать по одной простой причине, что не может быть, я не могу быть психом, я же нормальный. Но, к сожалению, мы должны это в глубине души понять, что, скажем так, как у меня 40 суток в одиночной камере 600, и после нее просто выходишь, голова шаталась, я не мог прийти в себя, наверное, около 2 месяцев. Поэтому, наверное, все-таки эта психика должны быть, они есть, но есть курсы онлайн, психологическая помощь. Она должна, как я вижу, все-таки она должна быть в группах и офлайн. Наподобие, знаете, даже как, другой, конечно, наверное, пример. Здравствуйте, я не алкоголик. То есть, здравствуйте, я не псих. То есть собраться всем в одном кругу и обсудить, у кого что болит, потому что мы все замыкаемся друг в друге. Понимаете, мы замыкаемся в себе, мы не хотим выпускать из себя, что я психопат. Нет, мы не психопаты, но мы травмированы. Мы травмированы, потому что мы брошены на произвол судьбы.
Ну и, конечно, все-таки самый такой еще наболевший вопрос, он дорогостоящий, я прекрасно понимаю, что это все-таки стоматология. Чтобы вы понимали, за 4 года, ну, последний раз я был у стоматолога почти 5 лет назад. Можете представить, что творится у меня с зубами. Ну, просто так, для общего. То есть 5 лет назад, последний раз, я был у стоматолога, который мне поставил пломбу. Который пломбы, конечно, они все вываливались. Я пытался, на том было 3 недели, пока я делал себе визы там, и все остальное, попасть к стоматологу. Не успел, просто-напросто, и был очень был вынужден быстро уехать. Поэтому стоматология, да, это дорогостоящее удовольствие, я это прекрасно понимаю. Но все-таки нужно искать договоры с нашими клиниками, партнерами и со всеми остальными, чтобы мы могли, конечно, не за все деньги мира, но у каждого же с вами разная ситуация. То есть у кого-то, может быть, они говорили все, у кого-то осталось там несколько здоровых. Но все-таки на это стоит обращать внимание. И, наверное, еще один вопрос – это мягкая посадка, когда ты приезжаешь уже в вынужденную миграцию в страны Евросоюза. Все-таки я смотрю на ребят с Украины, которые здесь, в Варшаве, как они организуют. Почему-то украинцы молодцы. Они строят свои хостелы для своих ребят. Чтобы вы понимали, ты можешь туда приехать, для украинца это будет, по-моему, 700 злотых, а для тебя, белоруса или другого там грузина, армянина, это будет 1000 злотых какое-то место. Но почему-то украинцы смогли консолидироваться, объединиться и построить этот хостел, а у нас как бы кроме одного шелтера, двух шелтеров в Польше и одного замка в Литве, ну, больше ничего нет. То есть, как бы, ну, не совсем здорово. Ментор ангел, я его назвал так, это локальный куратор, который будет заниматься тобой не онлайн, то есть который находится или в Чехословакии, или там в Германии, он должен находиться с тобой, он должен, вот, как брат с сестрой, вы должны с ним вместе пойти, он должен тебе помочь открыть песель на первоначальном этапе, банковский рахунок, ну и прочая бюрократия, с которой мы сталкиваемся, потому что отсутствие языкового барьера, то есть мы очень часто не можем понять, ребята, что нам делать, куда нам бежать. Я даже первый раз в автобусе не знал, что нужно нажимать на кнопку, я проезжаю свою остановку и думаю, почему он остановился, потому что я этого не знал. Вот. Ну и международная защита, все-таки, да, сопровождение от А до Я. То есть, а не то, что тебя бросили, вот, иди на Табарова 33, там как-нибудь, там кто-то есть по-русски, тебе помогут, объяснят, ну, блин, тоже так, мы в другой стране, у нас как бы, все-таки пускай этот ангел, то есть это будет наш ангел-хранитель. Образование, инвестиции и устойчивость. Ну, языковые курсы, думаю, останавливаться не стоит, они должны быть, потому что зачастую есть диаспоры, которые здесь, в Польше, в Литве, Латвии, Германии, в другой стране. Есть люди, которые уже прожили здесь не 5, не 10, я постараюсь еще побыстрее, которые прожили уже более 20 лет и которые владеют языком на уровне минимум B1, B2. Да, я понимаю, у них у всех есть свои вопросы, свои дела, но для нас, скажем так, как бы, ну не сирот таких, скажем, не обиженных, а немножко, скажем, травмированных, ну есть доступным языком своим, как, вот как ты его учил, знаете, то есть расскажи, покажи, то есть как, что, ну просто-напросто основные языковые барьеры должны быть преодолены. Ну, также профессиональная переподготовка и сертификация профессий своих. То есть я, допустим, как экономист, я сейчас вкалываю на стройке по 12 часов в день, поэтому ну, я с перфоратором никогда не дружил, я даже его знать не знал. Но теперь, к сожалению, знаю очень хорошо. Трудоустройство. Все-таки последняя информация, которую я прочитал в интернете, это где-то в Евросоюзе белорусские предприниматели уже дали 25 тысяч мест для вынужденных иммигрантов. Мне бы хотелось задать вопрос, где же эти 25 тысяч мест? Где же эти 25 тысяч мест для вынужденных белорусских иммигрантов и политзаключенных? И, к сожалению, я не увидел. Все-таки надо создать единую базу белорусских предпринимателей, максимально их поддерживать только для одной простой причины, чтобы было расширение их бизнеса. Они будут расширяться, тем самым будут давать возможность работы белорусам, простым белорусам, вынужденным иммигрантам. Потому что, когда по последнему, все мне будут это открывать, вложили деньги в АБУ, куда это АБА? А может быть, есть Иванов, у которого кофейня, есть Петров, у которого... Регламент. Регламент, да, я же заканчиваю, да, извините, пожалуйста, все, буквально еще секундочку и все.
поиск аренды жилья все-таки, так, ну и это и социальная ипотека. Ну и финансовая подушка безопасности, как минимум хотя бы, чтобы ты мог жить в этих шелтерах не 2 месяца, а все-таки 6 месяцев для того, чтобы ты мог акклиматизироваться. Я не все успел сказать, прекрасно понимаю, спасибо за критику, согласен полностью. Спасибо. Я думаю, що ми усі всі питання зададим після виступу всіх. Так, коли згодні. Так, зараз у нас передаємо слово Олені Дзядзюлі. Була політична війна. Так, я многодетная мама. У меня 4 детей, 4 родных детей и воспитала 2 сирот. В 2020 году я вышла, чтобы я понимала, что нужно выходить вместе с народом, чтобы мои дети жили в свободной стране. Было 3 задержания административных, и потом в 2021 году нас задержали на поле, это по делу Тюгов, нас 7 человек, дали только год, это очень мало, это страшно говорить, но год это мало, только потому, что все наши подельники не сдали никого, то есть мы 7 человек, не договариваясь, говорили одно и то же, никого не сдавали, и им не было за что придраться. Я, наверное, вот сейчас говорили по проблемы, которые встречаются, материальные больше. Я, наверное, скажу про внутренние проблемы. Когда мы сидели в тюрьме, я все время ждала, что меня освободят. Я все время ждала, что откроются вот эти вот ворота, и наши белорусы нас освободят. Загремело что-то, где-то стены гремят. Это нас освобождают. На коридоре тишина, это значит, все, нас освобождают. Я вышла, вынуждена была опять в КГБ, вынуждена была съехать. И что я здесь вижу? Тишина. Ну как, митинги есть, красиво говорят. И сначала я адаптировалась, да, вот тяжело было, адаптировалась, я с ребенком одна, я привыкла жить с мужем, я привыкла жить большой семьей, здесь я осталась одна с ребенком, мне надо было адаптироваться. Но все равно, что же делается для того, чтобы победить? У меня все время этот вопрос, я немножко стала на ноги и начала задавать вопрос. Ребята, вот мы приезжаем с тюрьмы заряженные, что делается для тех, кто приезжает заряженный с тюрьмы? И вот этому товарищу я задавала этот вопрос лично, который сейчас здесь стал на сцену, вместо нас пришел становиться, не по регламенту. Лично я ему этот вопрос задавала. И уже 2 года жду ответ. Что делается для тех людей, которые перебегают границу еще заряженные, с тюрьмы люди выходят еще заряженные? Что для них делается, чтобы они остались заряженные на освобождение Беларуси? И я сейчас вижу, я очень удивлена, но люди, которые уже отсидели 4-5 лет, они перебегают через границу, и они заряженные. А потом, видя вот это вот бездействие, они опускают руки и начинают заниматься собой. Начинают вникать, да, проблем много. По жилью, по всему проблем очень много. Их не перечислить сейчас. Но они опускают руки на борьбу. И знаете, вот сегодня мы ехали, и когда к этому вот зданию люди начали подходить, я вспомнила 20-й год, как мы с двориков, с подъезда тихонько выходили и смотрели, кто идет. Вот наш, все, достаем флаги, идем толпой. И я вот сегодняшний день видела так. Давайте дальше, чтобы следующее такое собрание нас было еще больше, чтобы нас услышали. Вот это моя мечта. А что мы еще сделали, я просто еще чуть-чуть скажу. Мы в Вильнюсе с моими подельниками еще нашли политвязни, организовали организацию «Ре Беларусь». И когда уже пришло время выборов, без выборов того товарища,
поняли, что ничего не делается. И вот именно в ноябре 2024 года, найдя единомышленников, на которые люди тоже ходили, искали, что мы новую организацию сделали, «Звичайные люди». Не знаю, кто-то слышал, кто-то не слышал. Но у нас там нет лидера. Мы просто друг друга пытаемся услышать, договориться и что-то делать, учитывая, что приходится еще платить аренду, выживать, смотреть детей. Но мы все равно собираемся и что-то делаем. Можете зайти на телеграм-канал «Звичайные люди», увидеть, ну, что мы смогли, то сделали с ноября месяца. У меня все. Дякую за те, що ви шмат робите, за те, що ви пройшли. Справді, ось політв'язні, вони проходять доволі складний шлях. Але є політв'язні, які є ще там. Ось про те, наколькі вельмі важна вызваленне політв'язнів, і гэта мэта нумар адзін для дыаспоры, для нас усіх. Про гэта ўсё пагаворыць Віктор Лосік, фрилансер, айтишник, інтэрнэт-маркетолог. У 2020 годзе удзельнічаў у ініцыятыўнай групе Віктора Барабойкі, Бабарыкі, Прабашкі, калі ласка, просто нешта сеў голас. Ён волонцёраў у аб'яднаным штабе, быў незалежным назіральнікам на выбарах. Затрыманы ў снежні 2020 года, асуджаны на 4 гады колонии. Виктор, дякую организаторам за магчымасць выступіць, бо не все форумы даюць такую магчымасць, хотя спробы былі. Па-першае, я зноў-такі хвіліну свайго часу патрачу, вернусь к выпадку з вячоркам. Трэба разумець, беларусы розныя, і такія, і не павінны мы адзін аднаму падабацца. У меня таксама шмат пытанняў і асабіста к вячорку, і к атачэнню Ціханаўскай, і к самой Ціханаўскай. Але калі мы дакладна хочам стаць нацыяй і аб'яднацца вакол ідэі стварэння новай Беларусі, трэба слухаць усіх. Флешмоб гэта добра, але добра, калі б было без асабістых абразаў. Дзякую за гэта. Цяпер к асноўнаму пытанню. Вядома, што галоўная наша мэта ўсіх – гэта свабода нашай роднай Беларусі, яе незалежнасць. Але трэба ўжо пазбаўляцца ад эйфарыі 2020 года і разумець, што гэта шлях доўгі. Добра, калі ён зойме 5 гадоў, але я прагназую, што больш. Таму гэта стратэгічная мэта, а трэба вырашаць тактычныя мэты, і адна з іх, адна з галоўных – гэта вызваленне палітвязняў. Там сядзіць шмат добрых людзей, якія ёсць двухзначныя тэрміны, і яны не губляюць пакуль надзею і вераць, магчыма, дзе-то самі сябе падманваюць, што за іх тут змагаюцца. Што ўбачу я праз 4 гады турмы. Хаця эйфарыя ў меня зашла з пачаткам вайны на Украіне. Я ўбачыў, што за гэта 5 гадоў нічога не зроблена для вызвалення палітвязняў. Акцыі, якія зрабілі, зладзілі адміністрацыі США па вызваленню сваіх грамадзян, альбо вызваленні па памілаванням, гэта не вынік працы дэмакратычных сілаў. І я лічу, што адказнасць за вызваленне палітвязняў ляжыць на кожным з вас, з мяне, з тых, хто тут сядзіць. І не трэба хавацца ад гэтай адказнасці, і над гэтым трэба штодзённа працаваць. Якія я бачу накірункі працы, магчыма, з іх нейкія ўжо рэалізованы, але калі яны не прынеслі выніку, трэба альбо мяняць падходы, альбо людзей, альбо і тое, і другое. Першае – гэта публічнасць. У турме падтрымліваецца такое, што, на сваім выпадку, калі пра мяне публічна пачыналі пісаць, са стратам ці жонка, мяне вызывалі на беседу, давай, ты там не будешь шуметь, ты будешь сидеть спокойно. Я кивал головой и сказал, протягивайте далее. И треба публичность это то, чего они боятся. Родные конкретных полиздявольных, они боятся так само публичности, бо думают, что это повпливає на становище політзека там. Але, що можуть зробити в турмі? Посадити у ШИЗа, там, посадити ще одну турму. Тому не треба этого бояться, і треба
Публічнасць у якім сэнсе? Заўсёды паведамляць пра тое, што палітзняволены ў Беларусі есть, бо у Европе падаўляючая большасць людзей не ведае нават, што гэта адбываецца ў Беларусі. Пра гэта трэба напамінаць кожны дзень на сваіх асабістых старонках, там дзе-то на публічных мерапрыемствах. Трэба працаваць з міжнароднымі СМІ, каб яны заўсёды асвяшчалі на сваю аўдыторыю тое, што адбываецца ў Беларусі. Потым трэба канкрэтныя прафесіянальныя групы юрыстаў, якія будуць працаваць з Еўразвязам, з США, з урадамі канкрэтных краін, нашых заходніх партнёраў, і там доносіць. І галоўнае, каб гэта закончылось не чарговым там выказваннем нейкай занепакоенасці ці вельмі моцнай занепакоенасці, а канкрэтныя шагі. Таксама я лічу, што патрэбна быць уведзена персанальная адказнасць тых, хто датычны да з'яўлення ў Беларусі палітвязням. Суддзі, следакі, турэмшчыкі, нават сексоты, якія ў турмах працуюць на тое, каб жыццё палітвязняў не было там увогуле не так несалодкае, щоб зусім было несалодкім. Гэта ўсё трэба апублічваць і выкарыстоўваць супраць гэтых людзей конкретные персональные санкции. И на уровне краін, на уровне нейкіх міжнародных структурах, але гэта трэба даводзіць. Потым, вядома, гуманітарны трэк — гэта падтрымка сем'яў палітвязняў, якія сядзяць. Не будзе гэта навінай, што колькі каштуе утрыманне палітвязняў у турме. Зараз, што бачу я, люди, знаходзячыся ў Беларусі, яны баяцца ўвогуле, пасля шматлікіх зліваў інфармацыі, яны ўвогуле баяцца якія-то контакты наладжваць з тымі, хто з'ехаў. І таму адмаўляюцца ад дапамогі. Магчыма, тут ёсць выйсце працаваць на асабістых адносінах. У тых жа сем'яў палітвязняў ёсць давер к былым палітвязням па рэкамендацыям сваіх хлопцаў, дзяўчын, якія сядзяць. Не выкарыстоўваць гэтую цепочку, каб, гэта жыццё, грошы патрэбны. У іх там засталіся сем'і, трэба збіраць перадачы, грошы на адвакатаў і т.д. і т.п. Таксама паперу, пра якую памячаў. Праца з міжнароднымі арганізацыямі, гэта я казаў. Здаецца, магчыма, і ўсё. Я яшчэ раз напомню, што мы павінны разумець, што гэта адказнасць кожнага з нас. Не трэба гэта перакладваць на офіс, на нау, на латушка. Я ўвогуле не ведаю, што гэтыя людзі робяць у дэмсілах. Таму давайте працаваць разам. Сапраўды, гэта слушная думка, потому что мы довольно часто перекладаем на умовных лидеров, на умовные организации, и не так шмат робим сами, хотя можем зрабіць даволі шмат. И про то, что як живут яшчэ у Вільнюсе, у Вільні нашем, так, яшчэ трошечки литовской темы. Ольга Дубой была прызняволена, асуджана на год калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Яна была затрымана ў верасні 2021 года разам з іншымі удзельнікамі акцыі, падчас якой на поле былі нанесены пратэсныя малюнкі, прайшла праз жодзінскую турму номер 8, цалкам адбыўшы прысуд. Уже шмат што за мяне сказали. Того, чего я могла сказать. Что я могу сказать еще датычна до Литвы? Литва, по-перше, довольно-таки лояльно относится до палітвязняў. И по гуманитарной причине она дает на 3 года ВНЖ. То есть это как бы для Европы это очень круто. Это очень круто. И большое спасибо литовцам, к сожалению, мы не смогли услышать выступление литовского товарища, жалко. И что получается? Получается, что между политзаключенными и непосредственно людьми в Литве, которые принимают решения, у нас есть посредник, который иногда работает как испорченный телефон. То есть это не совсем так, не совсем то. И как бы вот очень хотелось бы все-таки наладить
наладить прямое общение, чтобы вы как-то лучше понимали друг друга, потому что не всегда это деньги, не всегда это дайте деньги. Не всегда. И по вызволению политвязней. К сожалению, у белорусской сейчас диаспоры позиции нету собственных сил, чтобы их освободить. То есть без помощи Европы, к сожалению, мы своими силами освобождения не потянем. Ну, как есть, так есть. Поэтому есть, есть тоже просьба, может быть, это дойдет все-таки до европейских лидеров. Давайте устроим мозговой штурм совместно. То есть вы знаете, законы, мы знаем, что творится в тюрьмах, мы знаем, как действует Лукашенко, мы знаем, как, скажем так, что за что прилетает и как это бывает. Давайте устроим мозговой штурм с новыми людьми и попытаемся все-таки найти решение, чтобы люди вышли. Потому что сейчас Лукашенко, он набрал заложников, он считает, что каждый заложник даст какую-то плюшечку. Вот он этого выпустит, там вот что-то выпустит, да? А должно быть наоборот. Он должен понимать, что каждый заложник, каждый день нахождения заложника – это ему в минус. И это конкретный минус. И этот минус накапливается с каждым днем. С каждым новым заложником это должно накапливаться. Надо искать такое решение. Пока как бы настоящего решения нету, но я просто надеюсь, что у нас получится устроить такое мероприятие и найти нормальное решение. Ну, собственно, Велике дякую. Ну, ще які ось конкретні речі ми можемо пропонувати, чим займатися і як зробити. Все, є ще одне у нас виступлення, Сергій Бульба, я думаю, його представляти не треба. Я веду, мені Євген сказав, що Сергій зараз виступає, а потім все остальне. У нас просто трошки незвичайне. Хлопець їде на бойові, він в зумі. Пробачте, Сергій, я думаю, тут зрозуміла справа, і ми протягнемо ще розмову. Секція ВРО, як трошки незвичайно буває, уривається в секцію політв'язнів. На сувязі Родіон Батулін, Єна, на зумі. Ось комп'ютер куди повернеться. Що я бачу? Людмила Завалева. У нас определится. Все супер. Угу. Все тут. Усім привітання. Нас слышно? Слышно. Так. Слышно, не бачно. Не бачно, але чутно. Не бачно, але чутно. Не бачно, але нас бачать, не бачать. Говорят, то, что не бачно. Не бачно. А зараз? Не бачно. Пробачте, коли ласка, але у нас технічні моменти. Ми себе бачимо, а ви нас ні. Я мяркую, что это не самое главное, что мы вас не бачим. Главное, что мы вас почуем. И то, что вы скажете. Вас не бачиться, що не бачиться. Если вы хотели что-то показать, что это такое? Так ты зачитываешь? Не, буду. Давай пошутка, потому что мне родить вас 40 здесь. Шановне господарство, ви нас не бачите, ми можемо розмовляти з вами, так?
Так, можна. Все, Калилас. Добрый день. Меня звать Родион Батулин, командир Белорусского добровольчего корпуса. Меня хлопцы на каву запросили, тому я не рихтував ніякої промови. Але добре, що білоруси єднаються, добре, що у нас є ще одна спроба не сформувати адекватну суполку білорусів, які сумлінно і щиро будуть йти до перемоги разом. І підтримувати один одного. Я бы хотел попросить не про допомогу военным. Хотел бы попросить вас звернути увагу на тих білорусів, які поруч з вами, які фізично зараз потребують вашої допомоги. Тому що за весь час такого знаходження нас поза межами нашої країни нічого не зробив. А машини на дорогу зробили щось, як не відбувалося. Кому не могли об'єднатися, кому не могли повторюватися на дорогу. Тому перше, що треба зробити, треба стати на дорогу. Ми, як Белорусська ВРС, своїм графіком на своїх містах територіальну оборону. І нам потрібен графік тилу. Тому, будь ласка, перше, що ви можете зробити, це зробити прозоре, організації. Які можна допомогти тим, з Білорусі. Можуть допомогти тисячам білорусів, які зараз у Лукашенки. А ми за цей час будемо робити все. У вас буде більше часу для цього. Будемо займатися цим фронтом. Фізично. Ну, в цілому все. Я не простий, хлопців є що сказати. Пане Бороль зараз можна слово і більш конструктивно, ніж вам розкажете. Дякую всім. Дякую вам, будь ласка. Такий взрыв маленький у нас у секцію політв'язнів, але справді цудовна річ, що ми змогли зв'язатися з нашими воєнами, що вони нам змогли розказати про свої трошечки, про наші умови справи, про те, як ми повинні справді допомагати їм. Але давайте вернемося до справи, до політв'язнів, так і щось, здається, ще не відключили нам Zoom. 12 вот через хвилин. Все. Калилас, можна відключити Zoom, звук Zoom? Все, спинь. Я ще раз скажу, Сергій Бульба, усім відомо, що я займався військовими формуваннями, це і Білий легіон, це і зараз Посполите рушення, і так далі, і доволі. Раз, два, нарешті технічне ніє трошечки легче стало і нам
один чують. Так, чуємося. Дякую велике за можливість виказатися. Глядите, я тоді поділюся, що було зроблено. Тут було кілька представників ініціативи ультиматуму Лукашенко. Я же став ще я один лежу. Он ще один бачу. Глядите, инициатива абсолютно спонтанная, абсолютно незалежная от всех этих вечерок, Лебедик, Тихановских и всех прочих. Тобто абсолютно ми зрозуміли, що коли ми самі нічого не зробимо, то нічого не буде. Почали ми потиху валтузитися на уровні ще 23-го року, вийшли пособку на керівництво Міністерства заміжних справ Польщі. Почали пропоновувати, глядите, скажем, для того, как Лукашенко выпустил політв'язню дома у Беларуси, есть, у принципе, международный ход, коли мы можем попросить Китай, менавіта Китай, який зацікавлений у транзиті свого груза на Європу, для того, как Сі Цзіньпін ступив на хвост Лукашенко. При минулому раді, польському раді, МЗС порадився, провел консультации, сказал, Польша на это не может пойти, потому что это великие экономические страты. А лишь самое доброе, что они взяли вот это рациональное зернятко, они взяли его устроение. И когда президент Польши Дуда поехал до Сі Цзіньпіня, то он таки довел вот эту информацию. И я речу, что вот менавіта вот эта инициатива, она и привела до того, что все-таки по 20-30 человек на сегодняшний день в Беларуси політв'язнів не выпускают. Раз. Другое, хлопцы вот с инициативы домоглись от того, что минимум, по-моему, 44 нобелевские лауреаты подписали зворот лауреата Беларуси. Я разумею, что это не вельми, як би так, уздейничая международная воля опинина Лукашенко, а между это серьезный сигнал того, что это зворотная совесть, разумеете? Вот то, что у нас зараз отбылось вот тут в зале, это и была та самая зворотная совесть. І не треба це соромитися. От ті люди, які самі себе призначили, вони мусять затримувати вот таку вот зворотну совість для того, щоб розуміти своє справжнє місце. Вот. А то справедливо оправдываемся законами, это лишь коллеги вот побач с нами. Они то, что они поставили себе сверху над нами, они будут нам говорить, что нам робить. Я не делегую свое право принимать за меня решения ни национальной лидерцы, ни национальному лидеру Лукашенко, никому. Я сам за себе здольный отказывать. Вот это моя центральная позиция. Глядите, я уже сказал, да, что малая, невеликая по колькости, литерально 10-12 человек, а лишь разумная инициатива, что мы добились от того, что все-таки почали белорусские влады ворушиться, почали когось выпускать. То рекомендую вот такие шукать подходы. Тут не обов'язково это самое збирати мітинги, там заклопоченість виказувати. Тут треба метові кнопки знаходити, куди треба тиснути. Перша частка, друга частка. Глядите, ми знову такі не сподіваючись ні на кого, ні на от Польщі, тут латушки, там ще нехто. Ми починаємо створити у себе. По-перше, мы протягиваем проект «Беларусь 2.0» – это держава, модель держави будущего. Ми його почали з протестним активом у 2020 році, ми його протягуємо. Практично все допилено, все дороблено. Другое, ми ж стараємося, розуміючи, що за нас ніхто нічого не вирішить, поки ми самі не вирішимо, ми зараз ініціюємо створення, як би так, рухаємося вже у процесі реєстрації, створення профсоюзу міжгалінового профсоюзу білоруських працівників. Я речу, что вот это как раз то, что нам треба на сегодняшний день, как мы сами выходили на польские державные органы, могли вирішати які питання, как мы могли непосредственно задавать питання потребные. Разумеете, вот в этом связь. И третий блок, яким мы опекуемся, да, это силовой блок, милитарный блок, это посполитое рушение. На жаль, за вот, скажем так, веселого минулого керівництва нам, видать, треба буде ребрендинг проводити посполитого рушення, тобто все ж таки закривати цей бренд. Ну, але ж, у принципі, толкові люди, які там зосталися, і я закликаю все ж таки тих, хто тут присутничає, сприяти, долучатися до того, що виросте зараз на базі посполитого рушення.
Я маю, да, досвід організації і Білого легіону, всього, тому я думаю, що це добрий кейс, і я ще раз закликаю, давайте тут якраз робити разом у горизонталі. Я не закликаю того, що давайте намалюємо собі нових неких чудиків, які будуть за нас бігати по світі, розказувати, що вони рідненько лідери, а разом робити, міновіто разом. Дякую. І зараз проводимо треба і робити некие заходи від особ і заходи, звісно, разом. Мітинги так само не відміняються, як і казали, що це часто. Да? Ми повинні утискувати, робити тиск не тільки на самого Лукашенка, а на уряди, на організації, які можуть зробити цей тиск на Лукашенка, яких ён боїться ці редакторів. Щиро дякую за таку слушну реч. Ну і зараз у нас уже зовсім не шмат часу, тому ми увогуле скрачаємо це саме, на жаль, регламент, кожному літерально по... Так. И мы запрещаем, я так разумею, что есть люди в зале, Руслан Хазин. Тільки слово, будь ласка, будемо вдячні, коли хвилинку, полтори позиції. Всем добрый день. Руслан Хазин, политический активист. По поводу инициативы «Ультиматум» Сергей достаточно подробно рассказал, но без определенных тонкостей, деталей, которые на самом деле мы не все можем раскрывать, как это происходило, как мы общались с польскими властями, как все равно по дипломатическим каналам все понимаете, что было общение и с той стороной, и таким образом были достигнуты вот эти договоренности об освобождении группами по 20-30 человек политических заключенных. Но это благодаря как раз, я не могу сказать, что это 100% наша заслуга, потому что это мы просто сумели найти варианты, как наши интересы подтянуть к интересам Польши и каким образом польские власти убедить в том, что вот эти действия приведут, и как бы параллельно выполняя наши желания, наши требования, также выполнить свои. То есть там как раз нам условно повезло, что на тот момент был жесткий мигрантский кризис, и плюс очень, нельзя говорить, что это повезло, но так совпало, как раз вот момент мигрантам был убит польский солдат на границе, и как раз это в эти дни все и происходило дальше. После этого был визит Дуды в Китай, и дальше все, в общем-то, у нас получилось. При этом, да, речь о том, что это была небольшая группа людей, буквально несколько человек, которые приехали на границу, но это было согласовано с польскими властями, параллельно был остановлен железнодорожный транспорт на 36 часов. Соответственно, это показало белорусской диктатуре, что такие действия возможны. К сожалению, не до конца польские власти додавили этот момент, и, в общем-то, сейчас все-таки продолжается. Я часто слышу в упрек, что вот вы добились освобождения на сегодняшний день чуть больше 300 человек, а за это время посадили еще больше. Вопрос в другом, что это на 300 человек меньше сидит. А то, что добавляют туда, в тюрьму еще людей, это уже, скажем так, проблема, не проблема тех людей, это проблема, которую надо решать отдельно. То есть мы решаем сейчас вопрос именно освобождения. Да, у нас нет возможности, сил решить вопрос, чтобы людей не сажали. Для этого, в принципе, мы все тут и собираемся. И по большому счету, да, хотел сказать спасибо всем тем, кто принимал участие в инициативе. Многие из тех, кто был с нами, находятся здесь в зале. И поблагодарить за участие. Я думаю, что
политзаключенные, которые были освобождены вот в этих рамках, тоже должны знать частично, кому они обязаны, ну, тем людям, которые здесь есть в этом зале. Все, спасибо. Щиро дякую вам. Ну, сапраўды добрые кейсы, и это только, конечно, кропельки из того, что сапраўды уздзейнічаць на Лукашенко, и мы повинны этой кропельки знаходзіць и сапраўды рабіць. И знову так, пишу. Здаецца, што важна в этой ініцыятыве тое, што зусім не так шмат людзей змаглі зрабіць такую годную справу. Сапраўды так, малыя групы, якія там мы можам самі ствараць, яны сапраўды могуць быць моцнымі і быць вельмі крэатыўнымі даволі часта. Давайте будем крэатыўнымі і моцнымі, якімі мы былі ў 2020 годзе і узгадаем гэты час. Я разумею, што прайшоў час, і мы ўсе трошечки зараз подзабыліся, якімі мы можам быць. А мы можам быць моцнымі. І яшчэ давайте по некалькі слоў літаральна давайте. Анатоль Фёдоров тут присутнічае. У зале? Так? Так само. День добрый. Я был один из тех, кто участвовал в этой акции, будто организовал их 11. После того, как башню был шугали, мы уже не просунимся с этой инициативой, потому что мы коснулись ровно настолько, насколько в этом было понимание для польских уладов про это, то, что нам было сказано. Для этого я сконцентрировался на анализе ситуации, використовуючи свой досвід і веды. Ми були подиктовані 2 доклади. І вони, ці доклади, будуть накеровані в міжнародні інституції, в Україну, в тому числі до польських владів. І зараз вже йдуть перемови на цей конт. Це 2 доклади, я вам просто назову їх, вони вже наверное, знают, что известно, нема часу. Это поставки санкційних товарів як фактор підтримки війни і політичних репресій в Білорусі. Як бачите, це абсолютно принципова інша установка питання, не бытовая. Другая, это связано я просто назову, потому что не буду это наступать. Белорусский военно-промысловый комплекс, формирование структуры и улучшение военно-промыслового комплекса России. Могу вам сказать. Выники анализа абсолютно видовочно показывают, Беларуси, как країни, самостоятельно, на сегодняшний день не існує. Вона існує тільки в наших уявленнях. І до этого, и до таких виників привела як заходня політика, так і деструктивна діяльність тих політичних груп, які взяли на себе самозванную роль представлять Беларусь. Попытки за 4-5 годов и не представлены никакой стратегии, скажем, реальных денег по Беларуси. И не будет представлены. Они не склонны на это. Не потому, что они дурные, а они дурные, потому что они не являются, никогда не являлись оппозиционными деятелями. Они никогда не улучшали продуктивность и прорывных решений для белорусской оппозиции. Это люди тоже паразитовали на политическом процессе. Это началось и в 20-м году. Это началось еще в 90-х годах. Это вельми важно. Вельми важно. Значит, еще пару слов, и я закончу. Я не собираюсь долго выступать. Так, я помню. Вертаюся до полізнавожених, до конкретики. Справа в тим, що це питання серйозно, рішення серйозно було обмірковано на форумі у Берліні.
Тому що на той момент удалося групі політичних емігрантів туди пробитися. І вперше на этой аудитории, скажем, был пропонованный целый широк кроков, что можно сделать для того, как вызволить людей, как припинить репрессии. Потім эти пропановы были обмеркованы на одним из посещений Координаційної ради у Варшаві. Там собрали представников разных политических групп. Тим был в этой штат проходил форум в Берлине. Я не мог там выступить на посещении Координаційної ради, выступал другий чоловік. І, на жаль, это, як зараз сьогодні відбувається, все, що важне, що істотне, і воно все затирається. Воно затирається, отсовывается, и на место это приходит просто скажем, говорение, которые з боку тих людей, які не собираються вирішати проблему. І тому після этого наблюдения были продолжены в форме акции ультиматум. Там были промежки людей, другие дни, а в акциях ультиматум. Что я хочу еще важно сказать. Прежде чем объединяться, треба разъединяться. Мы пока живем у той же повестці, у тих же наративах, які нам пропонують паразитичні групи. Коли ми і далі будемо жити в цих наративах, ми нічого не зробимо. Це виключено по визначенню, говорю, усі. Виключено по визначенню. Повинно бути абсолютно нове. Природні ідеї, які дозволять змінити ситуацію. Сьогодні ми закладники не тільки режиму, мы закладники сегодня абсолютно моральной, неконструктивной и недальнобачной заходней политики. Менавіто в этой политике сегодня Беларусь фактически не існує. Головний, виновний політичний – это заходні політичні і мафіозні групи. На це їм потрібні ті люди, які не здольні реально представляти Беларусь, які не здольні на реальне діяння. Потому наша ситуация тупиковая. И как выйти из этой тупиковой ситуации, мы повинны разъединяться. Мы не повинны жить в равнейших формах. И если я рисовал все это, я пролетал, я бачу новых формул и новую идею, и пропонували, на жаль. Это уже было, воно не спрацювало. Сьогодні повинна бути нова ідея, абсолютно новий підход. Я не опрацовуються в вузькому колі людей підготовлених, професіоналів своєї діяльності. Дякую. Я ще раз скажу, шмат слов. Старайтесь больше використано, вельми прошу, використано казати свої думки, конкретні які дії, конкретне щось. Бо зовсім не зостається часу, так, хто у нас ще є, хто повинен, хотів сказати, якщо заявлявся на те, що хоче виказатися, вельми хутенько виказатися. Так, Едвард Раволський, є у нас такі? Так. Є? Ні, нема. Вячеслав Япішка. Коли Мовчева, я перенес на позднее. Гэта не до меня, это до организаторов. Я отказываю только за эту секцию. Давайте я скажу. Есть некие слова от Сергея Петрухина, и так само думаю, что не треба его представлять, только я постараюсь. Я просто то, что мы чули сегодня про то, что казали спикеры, это были словы, мы зрозумели становище людей. Но користуючися тим, що у нас є сродки масової інформації, Єврорадіо, ось, і я би хотів звернути увагу на наступні моменти. Ось. Наша демократія, правильно? Тобто ми повинні задавати питання, і це питання, які хвилюють людей, мірковість. Ось. І саме головне питання, тисяча політзневолених, які я задавав Леончику, і не йшов відповідь, а Сударенко задавав. Чим скончилася проверка фонда Леончика, Свіжака, Байсол, Байхел-Принц-Цмеда і фонда Світлани Тихановської СДЖ? Ось як гэта скончилося. Было бы вельмі цікаво гэта узнать. І от сродкаў масовой информации нашей.
Так само питання, чому нас закликають з 5-й год скидываться людей на полизневольных, которые приезжают сюда. И у той самый момент, недавно было 1,2 миллиона евро, видят люди, что поступают на неиснующую организацию Human Constanta. Ну и про прошлый визит Светланы Тихановской в Мадрид. Она там дякует испанцам за донат в той самый международный фонд, который не існує, а потом едет у Имагуру и фоткается там с Имагуру. Знаете, кто такие Имагуру, так? И забывая об том, что в этой самой Имагуру Мариниш обкрадає політв'язнів, виділяючи гроші на безсенсовне існування Имагуру. Ну і врешті-решт, господар Франок ушов, я його не змогу запитатися, але коли Єврорада передасть, Франок обіцяв, ці знайшов він, куди пішли 10 мільйонів євро, виділених єврозв'язом на підтримку яких бізнесів. Дякую. Дякую. Ну, насправді, ми все ж політв'язням розмовляти. Коли є літерально по півсекунди, хтось там сказав, що по політв'язням. Питання до кого? Про вынік этой секции. Ці може повстати некая стала діюча координаційна група по гэтым питанням, посправоздачна, з персональним складом, з людей, які вже мають досвід, яка весь час буде повідомляти про ход своєї праці. Как бы это не було, ви тут випустили пару і це... Ну, зараз ми спробуємо підсумувати і зробити резолюцію, яку, може бути, ви підтримаєте, і той, хто захоче, його може буде підписати, і там буде сказано про позицію. Так? Все. Щиро дякую усім, хто виказався, усім, хто хоче сказати по темі, по політезі. Доклад. Александр Буков, политзаключенный. То, что не оказывается инвалидом политзаключенным и вообще инвалидом, также есть и пенсионеры, помощь по медицине. Вельми добре мені розповів про цю тематику. Справді нам треба звертатися до того, як працювати з політзневоленими, які вийшли, і ми справді не допрацьовуємо, можливо, з гэтым, і гэта таку боль для нас, і увогуле цяжкасці, я не ведаю нават, што гэта для палізняволеных, якія вось пераязджаюць. Но давайте ўсё ж паспрабуем падсумаваць тое, што было сказано тут, тое, што думалі арганізатары, тое, што і нам, магчыма, здаецца вельмі важным. І гэта зробить праз ось менавіта. Я зараз озвучу резолюцію. Документ роздрукований, буде лежать на столі, і ті, хто підтримує резолюцію, коли ласка, можуть у перепонках потім подійти розписатися. Шкода, конечно, що у нас трошечки так отрималося все так занадто, і були різні причини, був Франк, були і добрі речі, як військові, але ми усе ж щось, мені здається, можемо резюмувати. Основне. То, що саме головне, що ми признаємо політв'язнів як закладників окупаційного режиму, і замість риторики виказання заклопоченості пропонуємо створення каталогу відказності. В цей каталог буде включати спис особов, інститутів, бізнес-структур і медіа, що содействують репресивній машині. Так само пропонуємо запустити громадянську систему судового нагляду, сервопублічного документування і передачі справ у незалежні трибунали
механизм универсальной юрисдикции и нагляду над правами человека. Формирование платформы громадянського визволення. Створити міжнародну платформу громадянського визволення, яка буде діяти у трьох накерунках. Юридичний, який включає підготовку групових ісків у національні і міжнародні суди за катування, незаконне затримання, примусової праці і репресії. Інфраструктурний, який включає сітки допомоги своякам і булим зневоленим. Політичний, який включає механізм рекомендацій зворотів до міжнародних інститутів по прийняттю індивідуальних санкцій на підставі державного закладництва. Это такая аналогия с актом Магнитского. Забеспечение информационно-экономической отказности картников. Запустить платформу краудфандинговый инструмент для сбора звесток об катах и прокурорах, следствиях и судьях, что удельничали у политическом пересвете. Запотребовать от международных финансовых и банковских структур проведение проверки бенефициаров, які мають дочинення до політично мотивованих присудів. Супроводжать справи політв'язнів медіакейсами, створеними у партнерстві з міжнародними журналістськими сетками. Ну и ликвидация кризиса безнадежности. Мы отмовляемся от идеи, что вызволение политвязнев – это процесс без вырашения. Политвязни не инструмент для перемов, они основотворный субъект новой Беларуси. И их вызволение, как мы уже сказали, не метанакерованная ласка система, а наша громадянская отказность и конституционный обовязок. Тому мы не просим, мы потребуем, плануем и денежаем. Живе Беларусь, живут те, кто за ее побутует. Щиро дякую учасникам секції і тим, хто слухав, і так само удивлен, що Максима так, коли не словом, то емоціями своїми. Дякую вам. Так, сябры, мусить скончилась первая секция. Вибачаюся, мне тут пишут звук не айс, ну... Зараз у нас невеликий перепинок, так? Я його не поправлю. Перепинок маленький, літерально 10-15 хвилин. Перепинок 10-15 хвилин. Нам треба ще поспіти і на інші секції. Виходьте, подишите, трошки розумійтеся. Есть кава, гарбата. Так, ну что, пойдем? Ну, надо как минимум сходить. Клить к тебе. Привитание Петрухина. Здорово, Саня. Саня, ну что, ты снимаешься? Конечно, да? я не Саня. шифруюсь. Здорово, не. Витаю, Олесь. Здорово, Олесь. Ну что ты там? Приехал с войны? Саня, рад тебя бачить. Ты такие... Я приехал с працы. З праці? Ти все на екскаваторі працюєш? Ні? Працюю по своей специальности, так скажем. По своей специальности? Так, ну, Богу, по своей специальности. Ну, я в Беларуси працював. Киллер? Или все ж таки, ну ты ж там, ты давно уже не воюешь? Звольнився, зайшов в відставку, я ж думав, 60 годин, 3 червня 24 року. Ага. И зараз у Польщі? Ну, и сколько маєш на місяць грошей, скажи мені? Скажу так, не жалуюсь, раз. Ну, косарик маєш? Евросов? На хліб з маслом хапаю. Я скажу, білоруським крамарщикам, так вони всі в Польщу утекли. Да? Кого я десь мовчу. Ну, так ти на крані працюєш, так? Ну ладно, не істотно, каратей. Ти ж там спеціальність у тебе альпініст-висотник, каратей на кранах. Ну, як подобається тобі у этого? Ти не зарплату сьогодні отримав, ні? Ти такий веселий? Я з праці прийшов. Ну, у тебе така праця, що тебе просто прет, ну, на працю. Ну, слухай, а ти що-небудь тут бачив чи ні? Только зашел, да? Ну, я думаю, что ты посидишь тут, я же, ну, на наступной секции у тебя улыбки уже не будет, усмешки. Тут не так сумновато, видишь? Не треба мені товариші, не треба мені подруг, я сам собі Я нормальний понятно. друг, Ну, так може бути. скажи, на що ти прийшов? Які мети? Не згодні з ким? З чим? З любой владою, яка прийде, яка є, це особливо. А яка прийде, теж не буду згоден, я вже зарані ведаю, тому що я робочий. Ну. Чоловік профсоюза РЭП. З 11 року це важливо. І представники як робочих тут є, я б з ними, ну, як роботяка, всю життя прожив трудову книжку, у мене працовний стаж робочий 40 років. І, до речі, в Польщі працюю робочим. Робочим.
Ну. нормально. Но ты за ПИС или за Туска? Давай только широ. Слушай, я в этом не Ага, разбираюсь. понятно. Тебе... Главное не за пидорасов. Не, ну я не разбираюсь. Не, с этими людьми я не пересекаться не хочу и так далее. За салон не хочу. С каким? С Навродским? Не, ну который вот сказал это слово. Да. Но только просто он же и спрашивает, Если почему бить- за ТИС либо КО, потому если что... убивать врага с той стороны, то Потому какой он что- приводной там привод, у него лишь бы врага. Писовский кандидат. Сподари, у вас на екранах Олександр з города Берестя. Ось, відомий чоловік, да, не спілкуються. Ось, він воював в Україні. Ти був на нулі? Так. Був на Да, нулі. у меня все есть, чтобы доказать это не бла-бла, а документы. Угу. Ось так. УБД выработано на основании Давидки, а в Давидке мы все там расписано Северодонецк. Ти маєш ті поранення? Не, не маю. Мову українську вивчив? Не вивчу, але добре розумію. Розумієш, окей. Польською вчиш? Короче, так. Короче, я Поляка, понял, что вижу. нет. Па, Коля, я белорус. Я белорус. Громадянство. Но. Одна держава, это Речь Посполита. И, Но. до речі, мені поляка простіше зрозуміти, чим на поляку мені. А я розумію на будовлі там, що там. Віра, До майна. До Да. долу, Но. возик до пшоду, возик до тилу. Окей. Половина слов и так понятно. Это ж ми... Я своим полякам пускал, допустим, этого самого Михалка песни. Нормально, половина понятно. Адаптувався, все нормально, маю документи. Які? Карту побита? І карту попа, і Начиляти? документ подружжя, Женевська конвенція, паспорт. Ну добре, що... Беженство или защита международная? А, ну то значит паспорт беженца. Женевский паспорт. Ну это лучше, чем документ подружный, однозначно. Саша, у тебя тут пытает человек со шведским стягом, он тебе... Так, подожди, где это можно глянуть? Тобок, вы за одражение два Речи Посполитой? Другой Речи Посполитой? Я хочу сказать, что поляки нам не враги. А почему нет? Я, допустим, тоже согласен. А то там, Это было, скажем так, первое демократическое объединение в тогдашней Европе. И как бы не было особо такого рабства, как, допустим, в России. Или еще что-то. Нормально, народ был более продвинутый. Ну и довольно-таки мощное государство было. Почему нет? Ну, короче, да, тут, короче... У нас культура одинаковая, все одинаково. Ну, белорусы, чи хто? Та влада, яка обо мне заботится, то она от Бога. Украинская влада обо мне заботится. Закончила службу, вышел в отставку, приехал до Польши. Польская влада мне дала кровь, дала пособие, дала документы, выдала и працую. 4 составляющих. А в Беларуси я не потребный. Я туда заехал, мне сразу кайданы накинули. Ну, Вот тебе я за, тебе за это, за войну, тебе 20-очку дали подразу, не? Ну, Я там думаю, же больше. Я по делам Туховича еще прохожу. А, ну ты. Ему бы сразу максималку и Вот, все. тому, вот это влада от Бога, я считаю. Она, это мой кейс. Обо мне позаботится. Ты уже таких слов набрался, кейс там, блин, как эти, ты как наши эти офисные, как эти, как координационные рады. Это дренный кейс, это добрый кейс. Не, молоточек. Люди ж повинны... Опция такая. Опция, или опиния там, я ще там. Ні, я не по-українськи не вмію Нет, добре point, говорити, але я point. знаю одно. Кто приходит до власти, им надо бить по рукам. Ага. Они не крали. А это и есть первое, что составляет честность. Если есть честность, то люди Для доверие. тех, кто идет во власть, нужно просто-напросто полностью убрать любой иммунитет. Чтобы вообще не было никакого иммунитета, чтобы они несли просто-напросто полную ответственность за все то, что они делают. Тогда немножко будут бояться. А так, ну что, он покрыт иммунитетом, ему по барабану. То, что он там принимает, какие-то законы не принимает, ему плевать на это. Он получает за это свои, скажем так, деньги, он имеет, он, грубо говоря, над законом стоит, и все, или она, или он, неважно. Иммунитет должен быть убран полностью с любого политика.
Политик должен в первую очередь отвечать. Точно так же, как, допустим, материально ответственный человек в любом каком-то магазине или еще где-то. Он отвечает в первую очередь своим, грубо говоря, имуществом, своей, там, допустим, зарплатой или еще чем-то. Точно так же, допустим, политик обязан просто-напросто отвечать за все то, что он делает. Только в этом случае они начнут думать, прежде чем что-то решать или там просто забивать болт на всех и на вся и только рубить капусту. Вот і все. Ну окей, хорошо, ну тоді таке питання там до тебе і до тебе, Саша. Ось, наприклад, ті гроші, які західні партнери виділяють там на білоруську справу, та, і які сходять у неізвісно яких накерунках, да, за які ніхто не справоздачиться. Ось як ти думаєш, як ось з гэтым бути? Ось, ці будуть яны за гэта адказваць? Таму што, глядзі, атрымоўваецца так, што Захад, так, ён же ведае пра ўсе гэтыя скандалы, пра Мельнікаву, пра этого гусара, наркабізнесоўца. І яны працягваюць даваць ім грошы. Працягваюць, то бок яны ў тэме. Вось, а простыя беларусы глядзяць на это, і што ім думаць, што капец? А як же так? Вось, і это как бы ідзе вось, ну, насупраць таму, што ты казаў, што это ім сведчыць аб іх беспакаранасці. Ну што? Гэты, яны ж крымінальны закон не нарушаюць Беларусі, што эти грошы распыляюць. Это грошы падаткаплацельшчыкаў, невядома якіх, яны іх трацяць як ім загодна на сваё жыццё там. Скажем так, когда так, я считаю, что когда-нибудь им все-таки придется за это ответить на 100%. Не, скажем так, не будет так это вечно. Там, скажем так, все те, кто нынче у так власти, а за что я тоже не вечные. Власть поменяется в любом случае, произойдут перемены в Беларуси. В один прекрасный момент придется и этим отвечать. А на данный момент, ну что, всех все устраивает. Всех все устраивает. Элементарно, допустим, тот же Зеленский не так давно сказал, когда Трамп начал кричать, что, допустим, вот дали Украине столько-то, столько-то, а вылезло что? Оказывается, что администрация, допустим, американская, сколько себе забрала из тех денег, которые были выделены Украине. То бишь, в этом все моют руки. И, скажем так, пачкают руки. В этом все пачкают руки. Поэтому всем все выгодно. Вот тут говорили по поводу, допустим, этого самого там типа акции ультиматум или еще что-то. Скажу честно, я видел что, последствия этой акции ультиматум. В очередях, скажем так, за контейнерами, когда начались, допустим, просто четкие, жесткие, скажем так, согласно регламента проверки всех поездов, приходящих, допустим, из Беларуси, в очередях за этими контейнерами несколько человек умерло, водителей обычные. Нормально? То бишь, а тут все говорят по факту. Дальше, допустим, в тех же Малашевичах, где тут перевалочный порт, допустим, да, ребята, санкции. Какие санкции? Российские, белорусские удобрения идут просто-напросто дикими составами. Извиняюсь, я ничего не имею против украинцев, но стоит украинец, вот машина на украинских номерах, приезжает украинец, просто срывает российские, белорусские наклейки, наклеивает польские наклейки. Все. Польша, все нормально. Какие санкции? Ну, Микола, ребята, все, не это заводись. бизнес. Давай пойдем погуляем, сходим, пока у нас перерывчик. Друзья, 15-10 минут объявили перерыв, то мы пойдем погуляем. А? Сейчас. Пам-пам-пам. Перший дзвінок.
Поважане господарство, другий дзвонок, рихтуйтеся, коли ласточка займає своє місце. Раз, два. Уважаемые гости схода, уважаемые гости схода, просим в зал. Уважаемые гости, уважаемые участники схода, просим в зал.
Отсюда ладно. Раньше меня вканчивали позвонками, где-то защипывал. Я тебя разумею, но у меня это все с тобой близнецы брать. Ой. Мама, вот постоял. Сижу, тяжко, лежать треба у позу шукать. Долго так само. Не тянется уже. Лежать тоже у меня трудно. Начинается такая спазм. Пам-пам-пам, сідайте колі ласточка, ми починаємо другу секцію. Мне нужно поздравить всех участников турнира. Так ось я об этом хотел. Я понял, штаб они делали самое настоящее соглашение со всем остальным. А у меня такое выявление, что это... Тук-тук. Поважане господарство, починаємо другу секцію. Ось у нас тут ті, хто заявлений на ЄЄ: Сергій Петрухін, Юрій Радзімовський, Наталія Кривошей. Я уже так наговорился, как потом. Хто є? Ясно. Добре, чекаємо 3 хвилини. Халид пошел. Мало что Он человек, который производит впечатление, что наш конкурент. Хотел спросить, какой план? план И как ему помочь? накручивал. Какой план, как помочь? А какой план у паука? Я сюда пришел за ответом. Как бревно к течению, да? Абсолютно. Ні, чому? Гляди, розмова з тобою барка, і вона на тебе упливала. Я гляжу,
Я гляжу, то Библию почав читати. Я к Егову пошел сидеть, недавно выписался. Так у меня я вас не могу подтримать. Вы хорошие Вітаю, господарство. У нас есть перший выступ и тому другая секция «Российско-украинская война. Белорусский фактор». Планы у нас такие. Спочатку у нас выступают Сергей Петрухин, Юрий Радзимовский и Наталья Кривошей. Потом мы такие запускаем привітання. Это будет третья. На другой не будет. Ага, добре. Зрозуміли. Радзімовський, Наталя Кривошей. Нема. Чекаємо хвилину. Паважаныя сябры, зараз пачнецца другі блок, і это будзе ён пра вайну Расіі і Украіны. Там я выступаць не буду дакладна. Сергей Петрухин, Наталья Кривошей. Не, я зараз не выступаю. Радзімовский. Я не выступаю. Не? Не. Нас подманули. Я не выступаю, я выступаю в Ё-моё, Украине. а мы думали, это тебе еще проглядеть. Великое вам дякую за промову. Меня заблоковали в мессенджере. Чему? Почему? А где-то полгода, может 8 месяцев тому назад. В общем, вам не сподобалась моя позиция, резкая позиция, резкая критика к офису Светланы Тихановской и к НАУ. Вы меня заблоковали за эту позицию. Ну, То есть вы были прихильником офиса? Был, да. А я сразу нутром сказал, в 2020 року ничего не тримається, ничего, это бесполезно, это фуфло, это гадость, и от него будет вонять. Разумеете меня? Господара Страучиса, литовского політика, його привітання, потім буде хвилина мовчання уже по воярам, и выступ самих вояров у Зуме. Починаем лидера. И сердце. Которые должны и хотят обсудить все вопросы, которые политические. Я очень рад, имея возможность поздравить всех участников круглого стола, либералов, центристов, социал-демократов, которые собрались в Варшаве сегодня, и которые должны и хотят обсудить все вопросы, которые в политическом, социальном и геополитическом, политических измерениях развиваются вокруг нас. Я думаю, что белорусская оппозиция должна изменить кое-что, найти новый путь и новые возможности сотрудничества. Потому что расчлененная оппозиция, она всегда слабее. Она не имеет в себе тех сил, она не представляет все население, а тем пользуется никто не другой, как Александр Лукашенко, который, кстати, сегодня или вчера сказал, что картошка заканчивается в Беларуси. Желаем, чтобы она точно закончилась бы, и закончилась бы, я бы сказал, так называемая каденция Лукашенко, и в конце концов белорусы свободно выбрали ту власть, которую они хотят, чтобы руководила бы страной. Но
по поводу вашего круглого стола, я желаю, чтобы те силы, политические силы, которые представлены, они очень серьезно обсудили бы возможные реформы, институционные реформы представления белорусской позиции. Я очень серьезно воспринял исчезновение Анжелики Мельниковой. Это, я бы сказал, очень серьезное послание не только нам в Европарламенте, но я думаю, что это чересчур серьезное происшествие, которое политически имеет и должно иметь определенные последствия. Я думаю, что необходим новый Координационный совет, нового созыва, может быть, даже представлен по другим порциям и правилам. Это неизбежно, на это необходимо реагировать. Если прятаться за этим фактом и не делать правильные выводы, это значит отрицать реальность. Даже оппозиция не имеет этого удовольствия отрицать реальность. Нам надо смотреть фактам в лицо и делать правильные решения. И, конечно, те вопросы, которые стоят перед оппозицией. Немного, наверное, можно сделать, потому что влияние на ситуацию в Беларуси есть ограничено, но готовиться к изменениям в Беларуси необходимо. Смотрите, что происходит с Ираном. Теперь, кажется, еще режим держится, каждый день он высказывает какие-то свои предсказания, какие-то послания народу, но он слаб. И смотрите, как скоро все изменилось. Может быть, сценарий изменения в Беларуси будет другим. Да? Конечно, проигрыш России в войне против Украины, это будет основополагающим фактором, влияющим на ситуацию в Беларуси, но только ожидать от этого и потом браться за все дела, это, конечно, роскошь. Надо готовиться к этому серьезно, надо представлять свои реформы, готовить планы, готовить молодежь, которая должна занять новые руководящие позиции, но к этому надо идти. И я очень надеюсь, что ваши дискуссии тоже направлены на это. Нам надо, и мы встретимся, конечно, обсудим все эти вопросы. Хотя маленькими шагами, но мы должны идти каждый день вперед, потому что режим Минска и Москвы настроен против каждого из нас. Они не видят нам светлого будущего. Но мы должны сделать все возможное, что их дни были бы сосчитаны и закончились бы как можно скорее. Так что желаю вам отличных дискуссий, откровенных. Критиковать это не значит отрицать, критиковать это не значит не иметь свойств к кооперации, к сотрудничеству. И я желаю, что либералы, новая возрождающая партия Белоруссии взялась за этот конструктивный путь, а мы всегда останемся партнерами и будем бороться за общую демократию, права человека и, конечно, намного лучшее будущее. Успехов! Господарство, починаємо секцію про Іран. Починаємо її з хвилини мовчання по загиблому Ірану. Дякую. Живи вечно! А теперь у нас на зуме будут вояри
Астатние это якія у нас могуць, гэта сказаць, это бессмяротны Андрэй, Ліс, Ваўкулак, Віталій. Калі пажадаюць, яны агучаць больш пра сябе і сваю пазіцыю. Хлопцы, запускайте звук. Что? Нет, это вообще всего на 40 лет. 7 миллионов. Где миллион? 7 тысяч. 7 тысяч белорусских рублей. Ну, поехать на пиздец. Пиздец. Хорошо, знакомый там приезжал, плачу. До речі, пакуль готуем Zoom, ці ёсць у нас докладчики, якія тут на месте. Это Юрий Римовский, Наталья Кривошей. Так, Наталья есть. И Юрий есть. И Юрий есть. Добре, колеги. Як у нас з Zoom? Так я на то все разом переднапись. Покличте когось з їх. Безсмертний Ліс, Вовкулак, Віталій. Альбо тоді беремо в плані частку. Юра, готуйтеся. Подар Бессмертный находится на позициях, не сможет вывести в эфир. Я попереджую вас, как отрималось господарство, война. Ось, ми на сувізі, ми можемо починати. Ну, коли там можна буде. Починайте, хлопці. Починаємо? Там я просто не бачу, що де хто є. Все пусто, сцена пустая. Основні спікери – це ви. Ось я в залі. Зараз. Так. Бачно мене? Бачно? Ні, не бачно, але чутно. Ось. Зал чекає. О. Ну що там? Ось бачите. Просто бачно нас? Вас чутно, все кажите. Вас видно. Вас видно, но вы включите микрофон. Урбанович завалил. Один микрофон выключить, потому что два микрофона включено у вас и один фонит. Шановні вояри, ті, що сидять у зумі, коли ласка, виключите один апарат. Боїте гук. Недобрий. Выключил бы так. Денис, скажи уже, мы чекаем. Нас чутно? Так, вас чутно. Я показал, отвечал регламент. Со звуком все добре? Пиццем так. Так. Уже ми. Все, дякую вам велике. Тоді починаємо. Так, можна починати. О, мікрофон. Включений. Да, вітаю, шановні сенатори. Ставлю вас в курс, що один із командирів підрозділу 1514 зараз не зможе виступити у зв'язку з тим, що знаходиться на бойових позиціях.
Ось, тому просимо вибачення. Командир Белорусского добровольчего корпуса с позывным Гена уже, будем так сказать, выступил, он вымушен был, поспешался человек, засталися ми, ну там еще хлопцы, доброохотникам усім привітання. Вітаємо, шановні сябри, сябровки. Дякую вам за те, що собралися, за те, що є можливість nešto выказать. Мы разумеем, что нам сильно мешали собраться, были такие моменты. Ось сбоку, будем так сказать, режима Тихановской, ось с их подлом всем. Ось, ну, дякую Господу, мы тут. Конечно, хотелось бы зазначить, по-перше, ну, якби ми бачимо з боку України, що там відбувалось, будем так казати, ось, со всеми противниками, які не хотели, как мы тут збирались. За весь час я не могу сказать, что хтось додавав нам допомоги, были некие розмови з так називаемыми офісами, які там завсюди кричать, що у нас ми організовуємо допомоги білоруським доброохотникам, ми їх лечимо, ми там збираємо гроші, ми там лечение что робимо. Относно этого я могу сказать одно. Это люди являются самыми сохранными настоящими пиздоболами. Вибачаю за мати, але це факт і це є. Ніякої допомоги ніколи не буде. Ввогуле, з білоруським питанням в Україні на даний момент ситуація обстоїть вельми тяжко. Тяжко по некільким керункам. Это невиконування контракта, это порушение контракта, ну и, естественно, коррупция, яка затронула и развалила, будем так сказать, будущую белорусскую вызвольную армию, не давши ей сформироваться, бо оказалось, что люди, які назвались себе командирами, оказались просто конкурсами, бизнесменами и зробили эту ситуацию выгодно для себе, обворовавши сотни, а может и тысячи белорусов, які допомагали, будем так сказать, нам на першие годы войны разными допомогами, машинами, там, донатами, щиро дякую. Ввогуле я хотел бы позначить, что дякуючи и волонтерам, дякуючи некоторым блогерам, щиро за допомогу, за организацию, по зборам нашим хлопцям на машини, на дрони, великі щирі дякую стараюся. Так ось, на даний момент ситуація білоруського доброохотника складається так. Отримати некую посвідку, отримати некую легалізацію в Україні на даний момент неможливо. Ось, ну, є там різні накерунки, що ви військові, там, у вас є військові, там, шмат різних причин. Я, щиро кажучи, со свого погляду, лечу, що це некая, ну, незаконная домовленность, и мы, в принципе, ведаем, что раз не дают белорусам определенного некого статусу, там, ось, особливо, коли вони воюють і не шкодують свого життя, здоров'я, обороняли українську землю, ось, і після этого всего им не выдаются не паперы, а еще можете провести ряд репрессий. Я хочу вам нагадать, и, будем так сказать, у нас отбылся невельми такий добрий момент. Я ведаю, що шмат журналістів, шмат людей запитували, що все-таки відбулося 14 соковика і що відбувалося 20 соковика. Ось, 14 соковика 25 года ни одного белоруса, а, будем так сказать, несколько десятков бойцов поставили под оружие. Их хотели вывести в інші подрозділы без разных документов, то бишь незаконно. У нас это все зафиксовано. Ну, из-за этого, конечно, отбылась такая хваля незадовольства, где могла быть, будем так сказать, вельми древняя обстановка. Дякую Господу, ми з цим розібрались, але осадок застався. Ось, бо шмат білоруських доброохотників, які не хочуть себе зв'язувати з полком Калиновського і зв'язувати з першим інтернаціональним легіоном, і які більшою часткою хочуть перевестися або перевести, просто воювати надалі, вони попадають під репресії. Ось. Да, про це ніхто не каже, да, про це бояться казати, про це затикають рот, і відносно мені по грозу шмат гучало, якщо я це питання буду десь піднімати. А я їх не тільки буду піднімати, ми ще будемо з цим розбиратися. И обстановочка не вельми добрая, потому что, когда Беларусь заканчивает свою службу, расторгивает контракт, будем так сказать,
у яго практычна нічога не застаецца. То бишь вайсковы квіток ізымаецца з парушэннем заканадаўства, ДМС, ну там цегамотина, не выдаецца нейкая определенная папера, там ці посвідка, ці пашпорт Украины, калі ласка. Это все в полном нуле, как вы разумеете. Если вы думаете, что здесь всем доброохотникам надали посвідки, УБД, там все, нет, пожалуйста. Такого нет. Демократия, якая на даден момент тут, это всего лишь хмарочка, да, для вида. Для вида, как и пол Калиновского, порасповедать там, где кто ходит вызволять Беларусь, как только камеры выключаются, все идут дербанить бабки. И Беларусь попадает в такую ситуацию, что нема УБД, то бишь нема определенных папер, которые выдаются после звольнения, и он не может просто податься и открывать там определенные дозволы, как жить в Украине, там, типа працевать, учиться, может быть, в дальнейшем после определенных лет пойти там служить надалі. Это вельми тяжко, и мы зараз в стадии судебных процессов, в стадии вельми, будем так казать, тяжких. Тому, конечно, вельми хотелось, как на это звярнули увагу, и мне паўплывалі и белорусское громадство, и, дякую Богу, и украинское. Бо не вельми так выглядае, калі хлопцы вяртаюцца там, з цяжкімі параненнямі, до речі, это питання поднималось, і у них немає офіційної ніякої реабілітації, ніяких там психологічних допомог. Да, есть, ты можешь полежать, естественно, там все, но такое нема. Тому допомога потрібна для обновлення, но поки що такого нічого не називається. На конт усіх, будем так казать, моментов, касающих восьминовито этих документов, это определенные такие, как мы их назовем, формы, которые надаются при звольнении, с якими ты можешь повести в ДМС и отримать там часовую посвідку, ці щось. І вони нікому не видаються. Тобто це порушає закон. У нас є доклад адвокатів, який нам подрихтовал по раду порушению с боку Первого национального легиона или так называемого в скобочках полка Калиновского, які в оголі не реагують, в оголі ні на що, живуть у своєму мірку і нічого не роблять. Ну, хлопці воюють, тут питання немає, кажуть ненавидно про командування. Ну, там, как сказать, командування. Как бы, и на это питання ніхто не звертає уваги. Ми зараз, не один десяток чоловік звертаються до адвокатів і спробують зняти хоча б часово легалізуватися, перевестися, ці звольнитися, тому що звольниться так само проблема. Я вже не кажу там про некие выплаты, я уже не кажу про некие лечения, про некие реабилитации, потому что тут проблема на проблеме. Не так яскраво розповідають вам різні визволенці Білорусі, як воно справдилось. Вот такая ситуация. Хочу вам нагадать, что с 20 соколика 25 года так само проводилась эта конференция, яку организовывали, если я не помиляюсь, там Лебедько, агент Лебедько, там агент Губаревич, там были ошейники, представники, если я не помиляюсь, які представляли білоруських доброохотників на Тервіку Прохоров і Кабанчук. Господарство, я офіційно зараз вам скажу. Так, ми присутничали, нас ніхто не повідомляв, що там буде некая конференція. Нас зайшло туди несколько десятков чоловік штурмовиків. Мы зашли спокойно, не так, как преподал Лебедько, там, что все такие отмороженные, больные. У нас просто накипело, и мы высказались, может, здесь в грубой форме, но все по-правильному. Мы не признаем офисы Тихановских, мы не признаем каких-то лебедек, которые приехали у Киева вырашать вёз белорусских доброохотников некими допомогами липовыми, а вы запытали белорусских доброохотников, кто вы, чему вы сюда приехали. Тому нам пришлось, будем так сказать, в узкой форме, в присутствии депутатов Украины, в присутствии помощника Зеленского, розповісти народу і зараз вам о тим, що ми туди прийшли просто поправити от гэтых людей, які себе називають опозицією, які там президентами Білорусі, ще кимось, поправити, що ви не з'являєтесь нашими представниками. І люди, які туди приходять, там, наприклад, той же Прохоров, той же Кабанчук, там ще хтось від полка Калиновського, ми їх не лічимо своїми представниками.
они запрацовывают себе баллы. Ось. Они не зробили ни одной справоздачи, не провели ни одной проверки по фонду. Ось. Вот там все разворовано, и там вельми долго разбираться. Но ряд документов у нас есть, и мы, я думаю, что в дальнейшем законным, прошу зауважить, законным методом мы с ними разберемся. Вот. І ми вимушені були туди зайти без запрошення і розповісти, як воно є. Тому складав Лебедько, який там спробував журналістам довести, що ми там какие-то не такі, ну, я не ведаю. Ми живемо в різних мирах. Якщо б ви побачили гори трупів, гори плакающих детей, женщины, поглядели, знищаются города, поверьте, вы на этих придурках глядели зовсім по-іншому. Сидящего Лебедько, який все життя і ту красною залежою жрав, а тут ну, заболело нечто. И он приехал кричать, мы белорусов представляем. Ну, та же Тихановская, караулик меня прибирали из-под Зеленского, как повідатися, а потім розповісти. Я зауважу, незалежні СМІ так само спробують зміг, будем так казати, згладити ті питання, які касаються розміновіти вот этой хеврити, як його там назвати. Вот. Тому, шановні сябри, 20 сентября відбулось усе в рамках закону. Ніхто нікому не погрожав і нет. Не ведаю, яку інформацію доносили в Польщі, там, ну так, вот, частково. Но ось я вам кажу, як воно було. Перебью, Денис Васильевич. Как на Белсайсе выразились, когда брали комментарий у господина Лебедьки, так называемого, там ведущий сказал так, ворвались. Господарство, да. Никто не врывался, что моряки зашли, заняли сектора, и дякую Господу, что там уже Лебедько, Гударевичу, мы все прикольные, что с нами нормально разговаривали. І третє, шановні сябри. Ось, в принципі, ну, я перше початково сказав, які питання є, і вони на даний момент саме важливіші. Легалізація, які допомоги пораненим, справді, це потрібно. Ось, і ДТРС, їх треба так само лічити, ми всі тут маємо контузії, поранення, хлопці якісь зараз на фронті, дай Бог їм сили. Ось, у нас шмат білорусів віддало життя за Україну, це цвіт нації, сині батьківщини, я усім серцем з ними, я за всіх їх переживаю. Ось. Тому я хотів би ще раз підкреслити господарство, що не все так, як кажуть. І немножечко вас поставить в такий маленький курс. Шановні білоруси, коли ви хочете задонатити, коли ви хочете комусь допомогти, я вам раю зав'язуватися лепш з некими определенными підрозділами. Є там піхота, є БПЛА, є мінометчики, і їм напрямую допомагати. Так будуть менше воровати, ось, так будуть менше розпихувати полган. А то якби допомоги шмат, а виліків ноль. Я не хочу зараз тут уже більше углубляться в коррупционные схемы. Это мы, будем так сказать, для этого выделим в будущем отдельный час, бо там придется не одни сутки розповідати, як відбувалась коррупція в полке Калиновского, чому він розвалився і чому там такий бардак не дати відмову. Хто до этого довел, хто сколько украл, и чему так отрималось. И чему никто не понес наказание. Вот. Это будет уже в будущем. Господа Віталій Сергійович, доклад, ну і шановні вояри, яких я ведаю так само. Дякую, дякую за запрошення. Живе Білорусь! Дякую. Не чутно. Кажите трохи конкретно. Міжнародному узгодненні, але яка має прямое дочинення до наших агульних коштовностей, до чоловічої годності, солідарності і безпеки Європи. Я буду говорити про нас, білоруських доброохотників, які з 2014 року стали часткою оборони України. По-перше, хто такі білоруські доброохотники? Це громадяни Республіки Білорусь, які ризикуючи усім доброохотно постали на бок України у війні супроть Російської Федерації. З 2014 року їх кількість, поводле різних оцінок, перевищила 1500 чоловік. Це були і військовці, активісти, студенти, репресовані.
яны взяли в руки зброю, не дзелі ўзнагароды або палітычных амбіцый, а паводле пераканання. Яны абаранялі Киев у самые тяжкие дни лютого 22 года. Змагаліся под Бахмутом, Изюмом, Авдеевкой, в Бахмуте, в Северодонецке, Лисичанске, вызволяли Херсон. Яны губляли товарищев, отрывали ранены, погибали на поле бою за свободу и жыццё іншых громадян Украины и Европы, и Беларуси. Имёны многих из них стали символами супротиву. Наприклад, Михаил Жизневский, який загинув ще під час Революції Гідності. Олесь Черкашин, позивний Тарас, який загинув у 2015 році. Іван Марчук, Брест, позивний Брест. Павел Суслов, позивний Волк. Павел Горбач, позивний Бог. Мирослав Лазовский, позывный Мышь. Алексей Скоблев, позывний Тут. І многие іншие. Ми їх імена не можемо зараз назвати, тому що у них є свояки у Республіки Білорусь. І к ним, як ви ведаєте, можуть прийти не очень верные, добрые люди. По-другому, у чим проблема? Не глядячи на нюанси і огульну справу оборони України і Європи, от агрессии большинство белорусских доброохотников после заканчивания службы не имеет никакого юридичного признанного статуса. Яны не отримують ні часового притулку, ні вида на жительство, ні громадянства, ні доступу до медицинских або соціальних послуг. Як в Україні у більшості, так і у країнах Європи. Часто застається без документів, налогу. Шмат хто вимушений покидати Україну одразу після скасування контракту. А вертання у Білорусь означає для доброохотників турму, катування, а часом смертне покарання. Больше за то, спроба поведовать при легализации праводел у войне на боку Украины замест допомоги часто приводится до одного. Нас воспринимают как потенциальную погрозу для специй, а не как союзников. Мы не можем скористаться медицинской допомогой, бо без документов нас не приймають у медицинських установах. Ми не можемо працювати легально. Ми не маємо доступу до програм реабілітації на рівних правах з громадянами України. И самое болючее, многие из нас не могут возъединяться со своими семьями, потому что им также не выдаются документы для легализации. Третье. Что каже международное право? Мы повинны усвідомити, что комбатанты находятся под международной обороной. Артикул 33 Конвенции об статусе беженцев 1951 года прямо забороняет вертание особ Украины, где им погрожает переслед. Служба УЗСУ по водле Белорусского криминального кодекса подстава для обвинувачення у терроризме або экстремизме. Женевские конвенции признают статус комбатанта як удельника регулярных военных формований, навык, коли идет замежность. Одного признать белорусских доброохотников
полонными у выпадку захопу российской армии, порушение международного гуманитарного права. Вы все ведаете то, что у полоне находятся наши хлопцы. Ян Дюрбейко, позывной Тромбли, и Сергей Дзёбцев-Клещ. Европейская конвенция по правам человека, артикулы 2, 3, 8, гарантует оборону от катования, право на жилье, право на приватное и семейное жилье. Выштурховывание белорусов добраахвотнікаў у Беларусь з'яўляецца прамым парушэннем гэтых прынцыпаў. Чацвёртае. Чаго мы чакаем ад міжнароднай супольнасці? Мы не просім асаблівага стаўлення, мы прагнем справядлівасці. Прызнаць беларускіх добраахвотнікаў асобнай катэгорыяй, якая мае патрэбу ў міжнароднай абароне, як палітычных уцікачоў і саюзнікаў у вайне супраць агрэсара. Забяспечыць спрошчаную працэдуру легалізацыі або гуманітарнай абароне ва Украіне, Польшы, Літве ці іншых краінах еўразвязу, дзе знаходзяцца добраахвотнікі. Забяспечыць доступ да медыцынскай дапамогі, реабілітацыі, пратэзіравання, псіхалагічнай падтрымкі. Забяспечыць юрыдычную дапамогу і абарону ў выпадках палону, затрымання або пераследавання. Прызнаць публічны і палітычны ўнёсак беларускіх добраахвотнікаў у абарону еўрапейскіх межаў і ўключыць іх у праграмы падтрымкі замежных ветэранаў. І па-пятае, у качестве заключения. Сегодня, когда мы говорим про борьбу Украины за свою незалежность, мы повинны так само признать, что эта борьба стала огульной. Своими телами доброахвотники спыняли российскую армию, часто безнадейно поддерживают нават бяспеку. Их боль – это наш тест на человечность. Их выживание – это огульный наш обовязок. Дякую вам за увагу. Живе Беларусь, слава Украине! Готовы? Хлопцы, есть еще у вас гости? Наших доброахвотников. Так. Кому слово? Готов? Глядите, коли у вас выступы сьогодні, коли у вас выступы сьогодні, коли питання з зала. Бачим то, что командир батальона 1514 на связи с нами. Да, давайте дадим человеку зараз слово, бо час, коли ніхто не супротив. Господа безсмертні, будь ласка. Вибачаю, що я тримався, були на позиції. Пробачте, що не розмовляли, так, Волкалар почув, про що ти казав у самому кінці. Самое основное, что ты сказал, про крадіжки, про все эти гуманства, які відбуваються з полком Калиновского и так далее. Для меня самое важливое – это питання легалізації білорусів, які знаходяться не тільки на війні, а увогуле усі білоруси, які знаходяться в еміграції в Європі, там, у інших країнах. Там, які політичні сили, які знаходяться в еміграції, я так розумію, це треба звертатися до їх, тому прошу, якщо є можливості, то треба рушитися у направленні гэтым, треба дій пашпартов та інших документів. Тому я не ведаю, на
як гэта зрабіць, там пашпарты нейкія дарабіць ці яшчэ штось, але гэта, як па мне, ну, мы ўжо тут воюем, і ну, мы там свой путь уже избрали и будем идти до конца. Я разумею, что эта война не скончится ніколи, але будем спробовать. Тому ну, мне серце болить за всіх білорусів, які знаходяться в міграції, які нам тут шмат не потрібно на війні, нам кулі димовину подавайте, да, будем працювати, будем знищати ворога, будем знищати окупанта. Тому серце болить з інших білорусів. Так само у мене є сім'я, якої і у шмат у яких білорусів є сім'ї, які в міграції, діти підростають, тому потрібна легалізація у Європі. Ті білоруси, які доброохотники знаходяться на території України, ми на коннекції з Мінветеранів, і ми робимо добру справу, і вже вельми багато продвинулися в цьому напрямку, тому що можу сказати, треба робити ще щось у Європі, треба звернути на це увагу, треба продлівати термін дії паспортів. І ну, я лічу, що це саме основне з усіх проблемних питань зараз. Я думаю, всі зі мною погодяться. Ось. Тому для мене це саме важливе. Останнє, будь-яка тут підтримка доброохотників, які на території України змагаються. Не буде, це вже навіть на іншому плані буде. Тому у мене все. Дякую, треба працювати. Тримайтеся! І зараз передаємо слово в зал. Вам тут хочуть. Что-то больше-меньше. Я поделился там за лекцией. Доброго дня, друзья. Александр Сахаров, позывной Бачак. В лавах ЗСО служил с 25 красовика 22 года по 3 червня 24-го. Мне исполнилось 60 годов. И я звонился за ліком. Маю військовий квиток. Я, мабуть, один з перших, хто його забрав. Тому я бачу. Вітаю вас, хлопці, Денис, Вітушка, капітан, Денис Арбанович был мой первый командир отдела, это Николаева была. Вот, Николаева. Вот. Я бачу, що хлопці йдуть в правому полі. Тому як я звільнявся, я заключил с агентством юридическим договор, и оно выражало мои питания юридические. Оплатил все, тому у меня все отрималось. И маю все документы, которые белорусам сейчас не выдают. У меня все это есть. Військовый, вытек с наказа, справка, что там, забыл так по памяти. Ну и другие документы, которые потребны, чтобы были у белорусов, которые звольняются. Чему им лапшу вешают на уши, что им не выдают, это нарушение закона украинского. И наши все вот эти, я бы так сказал, агенты, которые приезжают, не поднимают эту тему в украинской владе. Чему? Звонился боец, отдай ему, что треба. Чтобы он не судиться, не бегал вот так по этим украинским кабинетам. Я, до речі, не бегал, за мной бегали. Як я отдал військовий квиток, и мне капитан, не буду назвать его имя, хотя я его прозвище ведаю, написал эту якобы. Я ему сдал квиток, а он мне юридично. Нет, я ему отдаю квиток, а он мне пишет такую, расписка. Расписка. 8 пункт, это, в 8 квитке, это 8 пункт. Сдаешь, он тебе пишет расписку. Потом меня шукали. Мне так было, я это прошел, я советую всем бойцам, які мене зараз чують, ось, гэтым користатися. Мне пропонували ще служити, але, ну, я мав право звольнитися як українець, тому я звольнився.
и я думаю, я сделаю правильный выбор, потому что я бы сейчас тягался по Украине, как бомж. А теперь я в Польше, я маю всі легалізацію закону, пройшов етап, маю Женевський паспорт конвенції, маю карту побита і так далі. Тому все це працює. Тільки не треба робити так, як зробив посол, приїхав, тут треба десь в лагерь, чи шнурки знімати, і поїхав. Ну так не треба робити. Во В'єтнамі його, до речі, там пов'язали. А як він би согласився пройти польське законодавство, и он выбрал тот маршрут. Так что, я представляю рабочий класс, тут я нету из вас много рабочих сидит. Вы не понимаете. Поднимите руки, кто из вас рабочий? Ну, в меньшинстве, как обычно. Тому я был на сутках в 2020 году, в камеры выводил рабочих, это я. На той момент рабочие загнали голову як страусних пісок, на той момент, на цей час в асфальт. Тому я думаю, що робочих сподвигнуть до якихось протестів неможливо. Холодний холодильник, пустий холодильник, лядовий, ну, це добрий кейс, на мой погляд. Тому хлопцям в Україні здоров'я, удачі! Бережіть себе! Ну, а рабочий спорт, такие как я, где-то треба нам збиратися, тому що тут машина буде другая Москва, як ти робиш роботяги. Тут хапає над тобою всяких посередників там, щоб обобрати себе, щоб ти тут вкалував і так далі. Ну, треба за це забавитися. Это значит профсоюз. Я член незалежного профсоюза РЭФ. Мои лидеры сидят или сидят. Мне удалось, слава Богу, все. Доброго вам настроя, доброго здоровья. Живя Еще пару. Хлопцы, есть еще у вас там? Лиза у вас там? Лиза? Так, я присутничаю, коли могу, то готов розпочати виступ. Добре, давайте, добре. Давайте. Добрый день, шановне господарство. Перепрошую, буду выступать сегодня без заглича, але з присутних, некоторые не ведають особисто. Про себе скажу коротко, як і більшість з усіх присутних приймав уділ у протестах, у подпольних, у різних, так сказати, маленьких диверсіях. Був вимушений у 21 році покинути Білорусь. Потім у імміграції я зрозумів, що треба нечто робити, і поїхав в Україну на контракт. Я ще долучився до повномасштабної війни, до Збройних сил України. І вже розпочав свой бойовий шлях з повномасштабного ворвання Росії, коли ці події відбувалися під Кримом. Я хотів сказати, що по сутності кожен білорус, який зараз знаходиться в Україні і змагається супроти нашого сподвічного ворога Росії, виконує свій певний внутрішній обов'язок, без якого існувати нашій нації неможливо. Нормальный свідомий білоруський, он не може просто ведать и спокойно жить. И у меня было такое отчувание в эмиграции. То есть, когда тебя просто выгнали из твоей краины, у тебя не было возможности там уже змагаться, или у тебя был выбор, ти сесть в тюрьму, ти збегши, отступить, и уже потом неким чином перегруппироваться, как снова поехать ударить. И я выбрал, что для меня есть такая добрая возможность, это поехать в Украину, в этот свой внутренний обов'язок виконати. Да і коли б це була не Україна, я б знайшов би іншу країну, в якій б це було б можливо. Бо, на жаль, це вельми велика імперія, яка нашкодила не тільки нашій країні Білорусі, не тільки Україні, а многим країнам світу. Тому я лечу там, где есть Беларусь, где у них есть возможность бить
нашего ворога. І гэта мне побіць і павінны. Але, на жаль, тут багато хто вже казав про гэта, і я підніму питання спекуляцій стосовно визволення Білорусі праз Україну. Колькі вже про гэта було сказано, колькі вже було пообіцяно нашим людям, колькі вже невиконаних надій було. І сапраўды праз Україну Білорусь ми не визволимо. Як би гэта не гучало, тому що війна за Білорусь, за обновление нашей державности, сапраўднай державности и незалежности, як правопреемника Великого княжества Литовского, может быть только в выпадку национально-вызвольной революции в Беларуси, в выпадку свержения лукашистского режима, який является марионетковым режимом России. И когда апошні российский солдат покинет территорию Беларуси, тогда мы сможем про это сказать. Про то, что мы знову обновили свою державность и незалежность. А гэта магчыма толькі внутри Беларуси. Гэта немагчыма ў складзе розных іншаземных армій ці іншых. Гэта магчыма толькі в своих незалежных организациях, в неких боевых группах и так далее. Так само есть певные такие надеи, что войск Беларуси в складе украинской армии, колись войдут в Беларусь, так и ее вызволить. Что даже сказать могу? По моим назиранням, калі нават гэтае будзе незразумела в якім фармаце, і может быть просто некое цинічнае выкарыстанне, якое назіраю у дачыненні, напрыклад, расійскіх добраахвотнікаў. Я сам брал непосредственный удел у боях на территории Курской области. И чамусьці, гэта самая была великая территория, якую контролировали украинцы, сама на территории России. И все гэтые подразделения российских добраахвотников не принимали там удел. Хотя дагэтуль я так само принимал удел разом с ними в операциях у Белгородской области, то там это все шло под стягом вызволения России. Но в Курской области, бачите, вызволения России не было. Тому я для себя особисто зробив виснову, так что сапраўднае вызволение и сапраўдная организация может быть не внутри и не под кіраваннем іншаземцев, а только когда это будет робить белорусы. Будут командовать белорусы, будут воевать белорусы, и будет сама организация по сущности белорусской. Конечно, мы зараз таким станем, что мы не знаходимся внутри Беларуси. Но кто ведает, может прийти час, когда мы там опынимся. Тому я бы один, что хотел бы пропоновать, не манипулировать этим питанием, бережи себе. Тут вельми багато людей отримали каштовний бойовий досвід. І вельми важно не то, от зараз які підрозділення є в складі української армії, а як гэты суполки белорусов надалей заховаються, як гэты сувязі надалей будуть підтримуватися. Как люди не губляли один одного по службе, а были на сувязі и уявляли себе некую организацию. Ось гэта было вельми важливо. Так само поднималось питання легализации. По сутности, кожен белорус, який зробив вибір поїхати в Україну, він сам по себе несе отказ. Ніхто, на жаль, не допоможе і не вирішить питання легалізації. Ні одного білоруського підрозділення у ЗСУ, є ті, які над цим працюють хоча б, а є ті, от як полк Калиновського, які в халатах до цього ставилися, тим самим, можна сказати, підставили
многих людей. Тому ті командири Білорусі, які запрошують ці підрозділення, я лічу, що не мають попереджати їх про певні наступства, які можуть відбутися в плані легалізації, імміграції, дальнішого перебування в Україні. Інших речей, зв'язаних з проходженням тут військової служби і уділом бойових дій. Це було правильно і чесно. Я всім з присутніх жадаю успіхів, бережи себе. Дякую вам велике за увагу. Живе Білорусь! Живи вечно! Живи вечно! Живи вечно! Дякую за те, що зрозумів покаже. Дякую. Хлопці, вам так само дякую за вашу працю. Є ще були питання з залу? Вітаю, хлопці. Тут Роман Ковальчук, Білоруські християнські демократи. Я, напевно, маю питання до Волколака. Два питання, так, і одну ремарку. Перше питання дотично співпраці з ветеранською організацією, яка возникла в Тимріку з ініціативи Рицара, батальйон Да Вінчі. Чи спробуєте ви неяк супрацовничати, як отримати підтримку з боку українських владів і у справі легалізації доброохотників, так? Це перше питання. Другое ремарка на конт військовополонних. Сам президент Зеленський сказав, що питання було знято на перемовах у Стамбулі з російським боком, і отказ був відмовлений, бо Росія не хоче визнавати Кремль уділ білорусів у війні на боку України. І тому питання обміну білоруських політв'язнів і доброохотників, які у російському полоні, російський бок обмірковувати на сьогоднішній день відмовився. Так? Ну, бодай, ось це основне на даний момент. Я ще пригадав, може, поки кажете. Дякую. Дякую за питання. Хлопці, вас. Я вибачаюся, кому питання адресовувалось? Я тут рановато чутно було. Денису Волколаку. Волколаку. Так. Так, я вибачаюся, древно чутно, я ще глухий, як в осі, тому не так почув. Буде вже 3 роки, як наші хлопці в полоні. Щиро кажучи, ну, особо нічого так не відомо. Єдине, що нам було відомо, я ще десь з періоду 22-го року на 23-й, плюс-мінус, ось, ті азовці, яких у свій час обміняли, які, будемо так казати, пересікались з нашими білорусами, полон, ну, як тоді потім було сказано, що так, є 2 білоруси, так, над ними вельми моцно здякуються, так, вони в полоні, це єдине, що ми відомо. На даний момент інформації нуль. На конт обміну, ну, щиро кажучи, у нас, ну, можливо було б обміняти тих білорусів, які воюють на боку Росії, а які в них воюють, і ті, які попали в полон, обміняти на наших хлопців. Но я не ведаю, як так сказати, я думаю, що господару Зеленському більше бачно і більше бачно командуванню, тому що я не ведаю, які можуть там бути внутрішні перемови, як кого обміняти. Я ведаю тільки одно, що білорусів не хочуть обмінювати. Ось, якби лічучи, що вони найміти, як вони там нас лічать. Ось, ми сподіваємося, що наш Тромблі, наш Клещ живі, бо є такі чутки, є такі непідтверджені інформації, навіть з боку некоторого командування, тим, що хлопці вже немає живих. Ми сподіваємося, що вони живі. Я, щиро кажучи, володію ось тільки такою інформацією. Ми пам'ятаємо, ми завжди запитуємо, чи вносили в списи наших хлопців, і що, як. Но, вибачайте, ніякої інформації більше не володаю, ось, окромя ось той, що я вам сказав.
Я спадзяюся, што хлопцы жывыя, я спадзяюся, што будзе магчымасць іх неяк абмяняць. Мы на гэта спадзяемся, надеемся, і бок Украіны нам дапаможа. Вось, ну, вы ж ведаеце, што фашысцкі рэжым Расіі, ён зробіў усё магчымае, што вось такога не адбылася. Вот. Это людзі, якія не ведаюць ніякіх законаў, маралі. Вось. Я думаю, увесь свет уже бачыў, што такое Расія. Ну, як бы вось, калі, будем так казаць, удовлетворит мой адказ ваш вам, гаспадар Ковальчук, калі я не памыляюся, той, хто задаваў. Мяне чутно там? Так, дякую. Яшчэ одно питання. Яно датычыць закона поправки. Ці цяпер лепш чуваць? Ці цяпер лепш чуваць? Добре. Значить, питання по змінах у законодавство України, які дозволяють у тим ліку заміжним доброохотникам білорусам отримувати офіцерський ранг. Ці відомо вам на сьогодні хоча б один випадок, коли білоруський доброохотник отримав український ранг офіцера, так, у складі ЗСУ? Дякую. Дякую. Волколак, могу я сказать? Ну, у нас, ми про це чули, такі зміни в законодавстві є, але ні одного такого випадку ще не було. Тобто, вони закон там ніякий прийняли, але ну, ніякої там дорожньої карти поки нема. Тому, ну, коли я помиляюсь, Волколак скажіть, якщо у вас такі випадки, у нас таких випадків немає. Шановні сябри, я вибачаюсь, я вам у початку казав і повторю зараз. Усё, что там якобы можно поїсти, отримати посвідку, отримати офіцерське звання, там ще щось, прийнято некими законами. На дадений момент ніхто нічого нігде не отримав і не отримав. Це перше. Олесь Молчанов отримав, отслуживши 9 годов. Ну, господарство, я вибачаюсь, мы ж не служим здесь 10 годов. Мы в Беларуси змагались, пока Молчанов служил 10 годов в Украине. Мы ж не виноваты, что мы не могли так присутничать. Ось, тому, коли мы отслужим по 8 годов, шановні сябра, мы так само можем, магчыма, но я не хочу сидеть здесь 8 годов, я хочу народить. Вот. И я думаю, что у них магчыма есть офіцерські посади, ну вибачайте, у них хоча за все, я коли не помиляюсь, українські паспорти. У них вже українські паспорти. Ну да, ви видите, що український паспорт, ну кольки тут тримав за весь час? Один Молчанов, коли не помиляюсь. Там ще есть, да, 2-3 человека. Это не показник. Ось, коли здесь тысячи белорусских доброохотников прошли войну, ну, з 22, хтось з'їхав, хтось воює, хтось по пораненням, і ніхто із їх не отримав там ні посвідок, ні офіцерських звань. Я вам більше скажу, ті звання, які нам видавались, сержанти, там, штаб-сержанти, ось, може, магчыма, ми в колісці отримали, не офіцерські, навіть эти, но, на жаль, керівництво полка Калиновского сошли ненужным, чтобы мы это отримливали и просто-напросто поуничтожали все списки и все. На фонд офицерства, господарства, магчыма, ну, коли у тебя есть украинский паспорт, коли ласка, но у нас немає українських паспортов, і отримати нечто ми не можемо. Я вам ще раз нагадаю, що, як вам так сказати, правда, вона завжди знаходиться у стиглості такої. А неправда, да, вона тому, ми туди, ми сюди, ми закон придумали. Ви ж розумієте, як придумують закони, і як ці закони потім розносять. Вот мы придумали закон, что белорусские доброохотники могут отчинить рахунок в іншому банке. Пошел в інший банк, а закон не працует. Вы не думаете, что раз демократия якобы есть, ну она везде якобы есть, тут ключевое слово якобы, вот, а особливо там, где присутствуют разные, не будем тут уже углубляться. Тому на дадений момент ось менавіта тое, што вы ведаеце пра атрыманне там Молчанов і некалькіх чалавек, так, я подтверждаю, но я вам кажу про тых людей, якія спачатку войны 22-го, я ж сам недавно в Украине, як і ўсе. У нас такого не было. Ось. У нас, до речі, вельмі тяжко атрымаць вайсковы квіток забраць, а тут яшчэ пра нейкае, будем так казаць, званне. Усім іншае
Раньше забирали, потому что забирают войсковый квиток. Я капеллан на официальной посаде капеллана ЗСУ был 2004 года, знаю, здесь 50 белорусов, которые были пункты, здесь с 15 и до 22 года. Вот звучали, там, восьмерцы, в ДПСУ там играли. Народ параллельно звонялись, а я им допомагал, ну, просто, потому что Молчанову допомагал. У них квитки не забирают. Вот мне зараз в госпитале во Львове лежит наш белорус, хлопец. Он просто пошел, не было другого выйстия, он пошел в 21 году на контракт. Просто, не мог получить ни визы, ничего. И он, например, вот сейчас звоняет, его ноги ломает. У него никто квиток не забирает, и дали после на воды на проживание. Ну, как по закону положено. А он на контракте с конца 21 года. Здесь он Господин Сергей, пробачьте то, что у вас чуть-чуть перебью, откажу на ваше питание по поводу военных квитков. У ЗСУ, да, военные квитки у хлопцев не забирают. Забирают только, можно сказать, в отдельной структуре. Первый интернациональный легион, Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Они делают такую отписку, то, что если вы иностранцы, вы, скорее всего, уезжаете на территорию інших країн, и эти военные квитки должны заставаться якобы у частине. Якобы это их собственность. А по закону, да, мы знаем, если громадянин іншої країни виїжджає на 6 месяцев и больше, да, военный квиток застается. Но у большинстве хлопцы, кто переводится, то воюются, переходят у других підрозділів и застаются на территории Украины. И повинны им все равно отдать военный квиток. Но есть такая отписка. Вот именно определенной частины. Я могу вас перебью, выбачьте. Я был капелланом ДПСУ с 14 по 19 год по 20. Там есть такая постанова чисто ДПСУ, что войсковые документы не можно вывозить на территорию Украины. Есть такая. Есть, конечно, такой момент. Але я акцентирую, господа, Сергей, еще раз. У большинстве добровольники застаются на территории Украины и продолжают помогать в борьбе с российской навалой. И военные квитки повинны заставаться с ими. А не есть такая справа, то, что определенная частина пытается выражаться так, то, что військовые квитки должны заставаться у людей. И зараз шмат наших хлопцев, девчат и не только, с помощью суда, надеемся, адвокатов, в Украине еще закон працує, добиваются, как все документы, какие им належат, заставались у них на руках или им видали. Дякую велике. Дякую велике за питання. Я вибачаюся, нагадаю, що юридично и адвокатура, и они одним голосом затвердили, я думаю, уже выкладу у себя на канале, о том, что войсковый квиточек после увольнения застается у тебя. Ось. І, якби це факт. Я думаю, що вже треба трохи далі рухати господарство, а то ми будемо буксувати во всьому цьому. Ось. Коли ласка, Ліс, дякую за виступ, чудово, пригожа. Дякую, хлопці вам. Рухаємося туди далі. Зараз у нас будуть спікери Юрій Разумовський, Радзімовський, Наталія Кривошей і Хеля Мінська. Юрій, з вас починаємо. Хлопці, шановні, дуже шановні, привітання ці місце.
Британия, мой родненький, мой дороженечкий Степа. Да давно тебе не бачив, да давно тебе не обнимал, твои руки не жал. Дай Бог, чтоб ты остался жив, и дай Бог, чтоб твой сябр застался жив. Береги вас, Господь Бог. Господи, так у меня душа про вас, хлопцы, болит сердце ныє про вас, именно про вашу безпеку, про то, чтобы вы сапраўды застались живы, чтобы вы сапраўды вернулись на родину. Господи, Боже мой, дай Бог. Это, Дениска, ты пробачь мне, коли ласка, но я уже трех своих сябров тут и на территории Польши отмолю. Я, в общем, их отговорил, чтобы они ехали на территорию Украины, чтобы они подались именно на боевые действия, чтобы империя зла. Справа в том, что я володаю информацией, то есть, что там, в общем, не только полку Калиновского, якого заправды практично не існує, гэтага полка. Там именно в Министерстве обороны, там такая коррупция, там такая жизнь, что Бог ты мой, просто жахливо, заправды жахливо. Я володаю этой ситуацией, и я не пожадал, чтобы мои хлопцы тут из территории Польши, туды, в общем, поехали воевать. Я не пожадал. Пробач мне, Николас. Вітаю, шановний пан, дякую за слово. Дякую, я немножко так несу ремарочку. Шановні сябри белорусы, мы, как я лично, я не имею права закликать всем, руки за брудою, штурм, в посадку, все едем в Украину, смагаться. Я не имею права закликать. Может, где-то частково мы там, и не повинны быть, но, шановные сябры и белорусы, все белорусы, такі військові вопит, які можна отримати тут, і хоча трохи допомогти нашим сусідам, сябрам українцям, можливо тільки зараз. Ми не закликаємо нікого, да, поїсть там, нет, но коли є желание, коли ласка, я все разумею, помирать никто не хочет, мы то знаем со смертью. Ты пробачь, коли ласка, тут в Польше, в Польше. Там я мешкаю, в общем, живу в Белоподляске, и я ведаю украинцев, какие лбы, здоровые такие, крепкие, они убегают оттуда, а наши белорусы погибают, а эти лбы ховают свои дупы, ё-моё! Юра, давайте по справе. Я сподіваюся, Бог України розбереться з тими, хто не хоче обороняти родину. Это уже как сказать, Украине. На «Шевроле» тут раскатывают пальцы веером. Юра, давайте ваш доклад, бо это размова телефонная. И мой доклад про то, что я вельми добро ведаю. Так. Зам командира полка, який зараз в офісі, так? Это Кабанчука. Он с Бобруйска. Хитрый такой, бьем таких хитрый, что Бог ты мой. Просто жаль. Я на передаче Еврорадио написал комментарий, когда он там принимал удел. Это комментарий даже мой не прочитали, потому что, наверное, им всем соромно стало. Юрий, давайте по справе. Люди на фонд Кабанчука с Кадарского, была пропанова такая устроить батл с Кабанчуком, позадавать питання, я сходился, и они отмовились. И на этом питание зачинено. Я больше вам скажу, Кабанчука ни разу не бачив со зброєю. И все хлопцы, которые с нами были, тоже этого не бачили. Ну, ладно, мы не будем переходить на особы. Господь. Береги вас, Господь. Да, При
когда сюда приедешь, Белоподляска, я зроблю тебе все необходимое, чтобы тебе тут было и твоему сябру тут было добро. Дармоед. Нашими хлопцями, дякую. Дякую. Дякую за виступ. Дякую, хлопці. Наталія Кривошея. День добрый. Я дозволю себе трошки читать, бо коли почну говорить, боюсь, що змогу не спинитися. У сьогоднішнім своїм виступі я хочу звернути увагу на проблему, яка дотичиться не тільки знешньої політики, а ввогуле самого існування білоруської культурної ідентичності. Це ідеологія руського миру, яка почалася, яку почали розпрацьовувати ще у 2000-х годах, яка перетворилась у офіційну державну стратегію Російської Федерації. Мої дослідження показують, що це вже не просто концепція культурного дійства. Це ідеологічна платформа, яка сполучає у собі мовні, релігійні, історичні, цивілізаційні елементи і служить легітимації знешнього впливу Росії на, у першу чергу, на постсовєтську простору. У гэтай модели Беларусь, у тым ліку і Україна, одні з головних об'єктів. За гістаричної близькості, широкого вживання російської мови, супольної православної традиції наша країна становиться у розливі до гэтага наративу. Які ризики несе русский мир? По-перше, ён подає білоруську ідентичність як другосну, як частку однієї руської цивілізації, яка пішла ще з так званого древнеруського государства, яке ми придумали. Белорусская мова и культура в таким подходе представляется как региональный вариант русскости. По-другому, у межах русского мира Россия заявляет правы оборонять русскомовных, еще раз подкресливаю, русскомовных, не мая розницы, кем мы себе личим, але коли человек русскомовный, где б яны не знаходились. Гэта стварае патэнцыйную падставу для ўмешательства ва ўнутраныя справы суседніх краін. Гэта мы бачили уже на прикладе Грузии, Украины, Молдовы. Хотела бы звернуть увагу на такую стратегию, як стратегия национальной безопасности Российской Федерации, которая была подписана еще в 2015 году. И в этой стратегии сказано, что снижение выкористания русской мовы за межами Российской Федерации расценивается как погроза национальной безопасности. Погроза национальной безопасности для России гэтакай. Снижается роль российской мовы у свете, дискриминуется российская мова у особенных державах, ущемляются правы российскомовных и так далее. По-третье, русский мир дзейнічае праз мягкие механизмы. У першую чергу гэта зноў мова, гэта адукацыя, гэта СМИ, гэта церква, гэта правовое регуляванне. І гэта значна больш складанае, чым адкрытае ўмешательство. Ён уплывае на нашу свядомасць, фарміруе мадэлі мыслення і грамадзянскай лаяльнасці. Што можна зрабіць, каб супрацьстаўляць гэтай ідэалогіі? Асноўны адказ кансалідацыі беларускага грамадства вакол уласнай нацыянальнай ідэі, вакол уласнай нацыянальнай ідэнтычнасці мовы, культуры і гісторыі. Моўная палітыка. Адказ на русский мир – это полная свядомая беларусізацыя паўсяднёвасці. Расійская мова у нашай краіне – это не просто мовазносна, это канал інфармацыйнага культурнага ўплыву. Таму пераход на беларускую мову – гэта не толькі культурная, але і палітычны выбар. Гэта пытанне нацыянальнай бяспекі. Адукацыя. Конечно же, на жаль, мы не сможем змяніць зараз наши школьныя і універсітэцкія падручнікі ў Беларусі. Але мы павінны вучыць беларускіх дзяцей разумець сябе як частку еўрапейскай цывілізацыі, а не часткай малога некага рускага свету. Медыйная інфармацыйная палітыка. Беларускае інфармацыйнае поле павінна быць самастойным. Трэба свядома адмовіцца ад расійскіх інфармацыйных крыніц як асноўных. Больш беларускамоўных СМИ, YouTube-каналаў, падкастаў, блогераў, аналітыкаў, але беларускамоўных. І самае галоўнае, за нас гэта ніхто не зробіць. Грамадзянская супольнасць, нават калі мы зараз за мяжой. Толькі мы можам рабіць грамадзянскія ініцыятывы, культурныя праекты, адукацыйныя курсы, валанцёрскія праграмы, тое, што будзе наш супольна збліжваць.
Калі мы не хочам стаць часткай чужой цывілізацыйнай мадэлі, мы мусім актыўна будаваць сваю. Кансалідацыя беларускага грамадства – гэта працэс, які патрабуе рашучасці, паслядоўнасці і гатоўнасці да навучання. У першую чаргу гэта мова з'яўляецца тым небачным клеем, які злучае чалавека з наратывам. І калі гэты наратыў пра імперскі рускі мір, то ён для нас чужы. Дзякую за ўвагу. Жыве Беларусь! Дякую вялікі за выступ. І зараз у нас на гэтай другой частцы голова громадского объединения праводействует, ну, любой, як я за страну Украины праводеют, Хеля Минская. Привітання. Доброго вечора. Ми з України, але з білоруським акцентом. По-перше, я хочу подякувати кожному волонтеру, хто сьогодні присутній в залі. Ви ведаєте, що ви робите історію сьогодні. Я щиро дякую гостям, які приїхали, тому що мені як організатору вельми приємно бачити, що не глядячи на які фінансові складності, які зазвичай у волонтерів виникають, ви знайшли у собі час і можливості відвідати таке важливе для нас мероприємство. Я вітаю наших ВРО, не ведаюць яны яшчэ ў зуме. Денис, Віталь, Андрей, дагэтуль быў Ена, вы яго бачылі, Радзян Батулін. Гэта тыя, за каго маё сэрца кожны дзень плача і пакрываецца не толькі слязамі, але і крывёй, калі мы іх спрачаем, і гэта вельмі больна. Таму вся наша праца, яна базуецца на тым, каб зберагчы іх жыццё. Я ведаю, што яны не любяць балаболаў. Таму наша каманда, якая займаецца пытаннем інтэрвенцыі, якую мы будзем разглядаць на наступных секцыях, далучылася да дапамогі. Таму што калі мы пачалі больш дэталёва разглядаць іх кейсы па легалізацыі, альбо аб'яднанні сям'і, альбо базавай рэабілітацыі, якая патрабуецца нашым ВР, выясніла, што ў гэтым пытанні тэхнічна вельмі мала людзей працуе. Гэта не таму, што Украіна дрэнная, а гэта таму, што нас вельмі мала, а іх вельмі шмат, і ім патрэбна дапамагаць. Команда, яка працуе по закону Лахвича, по закону інтервенції, по нелегітимності Лукашенка, долучилася до допомоги нашим ВР. І на сьогоднішній день в Україні діючі громадські об'єднання проводять, які я очолюю. І виником першого кроку нашої співпраці стала резолюція, яку я пропоную вам сьогодні проголосувати. І коли ми цю резолюцію отримуємо, ми можемо передавати її нашим представникам у Європарламенті, щоб вони допомагали нам рухатися в цьому керунку. А цю наступну секцію після обіду я пропоную почати з голосування резолюцію, яку я зараз зачитаю. І коли ми будемо мати позитивний виник, я більш детальово на четвертій секції, де ми будемо працювати разом з Антоном Малкіном, потлумачу, чому це так важливо. Резолюцію, яку розпрацювала і пропоную проголосувати наша команда, називається «Признання особливого статусу білоруських доброохотників, які удільничаються в обороні України і розпрацьовуються системи правової, медицинської і соціальної оборони». Прийнята вона буде на круглому столі «Сходні Абиякових» 21 червня 2025 года у городі Варшава. Преамбула. Улічваючи уділ більш за 1500 громадян Білорусі у бойових діяннях на боку України з 2014 року, факт депривації їх правового статусу як громадян країни, які де-факто стратили незалежність і знаходяться під російською інтервенцією, ризики репресій, катувань і смертної кари у випадку вертання гэтых особ у Білорусь, наявність факту полону Ян Зурбейка, Тромблі, Сергій Дєвцев, Клещ, а також видача третьої країни Василію Яромейчик за позивним «Пацук», факту самогубства, позбавлення воєнних документів, так само моральний і правовий обов'язок міжнародної супольності у відносинах до особ, які змагаються супроти агресії, ми приймаємо наступну резолюцію. Перше. Обвящення статусу білоруських доброохотників як особ під особливою міжнародною обороною. Ми признаємо, що білоруські доброохотники, які удільничають у бойових діях на боку України, з'являються легітимними комбатантами, що підлягають обороні поводле Женевських конвенцій. При відсутності ефективної оборони з боку держави походження, а від Республіки Білорусь, яны повинні отримувати еквіваленти до біженського чи гуманітарного статусу країнознаходження. Їх полон, катування, видача відмови в медицинській допомозі – це порушення міжнародного гуманітарного права і принципу невисилки. Другое. Мы рекомендуем Украине замацовать на законодательном уровне права белорусских доброохотников на спрощенное отримание постоянного дозвола на проживание
пакольку не ўсе грамадзяне Рэспублікі Беларусь, з якімі мы знаёмыя асабіста, жадаюць атрымаць непасрэдна грамадзянства. Яны хочуць заставацца грамадзянамі Беларусі ў легальным статусе на тэрыторыі Украіны. Адсюль вынікае неабходнасць распрацоўкі, магчыма, асобнага гуманітарнага статусу для такой катэгорыі грамадзян. Мы рекомендуем статус удзельника боевых дзеяў і поўны пакет ветэранскіх пільг. Нам вядома, што нават пры наяўнасці УБД на руках нашых ВРО яны не атрымліваюць законныя пільгі, выплаты, якія ім палагаюцца. Ёсць нюансы, мы разумеем, дзе яны, і мы будзем гэта выпраўляць, безумоўна. Мы рекомендуем надаваць ім медыцынскае абслугоўванне, улічваючы і пратэзаванне, і псіхалагічную рэабілітацыю ў межах дзяржаўных праграм Украіны. Таксама магчымасць даставіць сям'ю добраахвотнікаў у Украіну ці краіну знаходжання праз гуманітарны канал, тому што мы ведаем, што праблема з'яднання з сям'ёй гэта адна з тых ключавых, якая сёння вынікае нашых добраахвотнікаў. Таксама мы рекомендуем захаванне і выдачу вайсковых документаў, як сведчанне статусу і права на падтрымку, тому што на сённяшні дзень адзіны документ, які сведчыць асобу, з'яўляецца военны квіток. Мы рекомендуем таксама забараніць выдварэнне такіх асобаў з тэрыторыі Украіны краін ЕС, калі яно стварае пагрозу катаванняў або смерці, згодна з артыкулам 3 Канвенцыі ООН супраць катаванняў. Гэта кейсы Васіля Верамейчыка і некаторых асобаў, імя якіх мы зараз верыфіцыруем, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і падлягаюць пад статус выкрадзеных з краінаў ЕС. Таксама мы рекомендуем нашим міжнародным партнёрам прыняць беларускіх добраахвотнікаў як асобаў, якія паходзяць з інтэрвіраванай тэрыторыі і маюць права на прытул або гуманітарны статус. Таксама забяспечыць фінансаванне праграм псіхалагічнай і медыцынскай рэабілітацыі для іназемных ваяроў. Уключыць пытанне беларускай інтэрвенцыі правоў добраахвотнікаў у міжнародны праваабарончы парадак дня ў такіх структурах, як ООН, АБСЕ, ПАРЭ і Еўрапарламент. Чацвёртае. Запусціць ад імя беларускай супольнасці, то бок нас з вами, наступная ініцыятыва. Цэнтр дапамогі і юрыдычнага суправаджэння беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Платформа, якая будзе весці публічную працу з выпадкамі палону, адмаўлення ў статусе, праблемамі з медычнай дапамогай. І Міжнародную камісію па назіранні за лёсам нашых паланёных беларусаў у супрацоўніцтве з МХЧК і Генасамблеі ООН. Заключэнне. Павага да беларускіх добраахвотнікаў гэта тэст для Еўропы і свету. Яны першыя ў сучаснай гісторыі, хто паўстаў зброю супраць імперскай інтэрвенцыі не заради кар'еры, а дзеля волі, гонору і незалежнасці дзвюх краін, Беларусі і Украіны. Беларускія ваяры гэта героі двух краінаў. Яны бароняць Украіну цяпер, каб Беларусь мела шанец жыць заўтра. Мы іх народ. І мы не дапусцім, каб яны засталіся без імені, без правоў і без краіны. І я хацела бы папярэдняму спікеру адказаць, я шукаю яго поглядам. Денис Урбанович на сённяшні дзень той чалавек, якому даверыўся мой сын, і я та мама, якая чакае. Я не адмаўляла, і мне цяжка было прыняць рашэнне майго дзіцёнка, якому зараз 20 год. Але я стала яго саюзнікам, і на сённяшні дзень раблю ўсё, каб і мой ребёнок, і гэтыя цудоўныя хлопцы павярнуліся дадому жывыя і здаровыя. Таму грамадская наша супольнасць, калі ласка, быць для іх самым надзейным тылам, і я хочу на вас разлічыць. Жыве Беларусь і слава Україні! Дякую. Зараз у нас буде перепинок 30 хвилин і третя секція «Крик довіри» і питання лідерства. Хлопцы, Тобто, скажите 30 мне, пару хвилин, слов это и будет комментарий 14:35. на Вас конкурс. чекаем. Чи вы задоволены мероприемством и что вы скажете про его? Про это мероприятие? Надо, чтобы уже это, чтобы нас поснимали, нет, сразу, ну, нам на камеру будет. Нормально, да? Так, тут мне надо просто поставить, чтобы... Паша, подожди, не убегай. Так. Одну филину. Да? Да. Ну окей. Ну все. Так, ну, как нікого там не було. Так.
Значит, А що за питання? Питання, ви бачите, як іде ось круглий стол, чи ви задоволені питаннями, які тут вирішаються? вопросы, конечно, нужны, понимаю. Если, скажем так, и, скажем так, все те, кто взял на себя когда-то обязательства, допустим, решать проблемы Беларуси за границей, если они это не решают, надо как-то думать, кто будет вместо них, что здесь больше, что, допустим, в Украине, в какой-нибудь другой стране мира, где, допустим, по факту, то, что мы видим, вопросы, как были, допустим, самые первые дни, когда пошли белорусские из Польши, такие же вопросы до сих пор. Я являюсь в Польше, я вижу, что это происходит, я слышу, какие вопросы задают. И там с моими ребятами, демонстраторами, пытаемся, что можно было решать эти вопросы. Проблемы выносятся те же самые. Да, согласен, нет, с моей точки зрения, по крайней мере, в первой секции, было много вот этих я так как бы не на этом собрании. Не обязательно было я здесь живу уже 39 лет, надеялся, что когда-то получится все-таки вернуться со всей своей семьей обратно на родину. Вы уже 9 годов живете в Польше? Что поделаешь, если, скажем так, я со своей семьей не могу такое государство, просто-напросто как-то мне свое детей создавать какое-то будущее. Если в Беларуси этого будущего просто не было совершенно, как я, допустим, мы разговаривали с другой, там еще что-то. Ну что, мы прошли развал Союза, прошли, скажем так, штурмы магазинов ради 1 килограмма сахара. Вот, мы проживем, мы бы выжили без проблем. Но когда-то в 2010 году, когда я ходил на площадь независимости 19 декабря, моя мать спросила, зачем тебе это надо? Мне это не надо. Надо нашим детям. Мы все это делаем ради детей, ради нашего будущего. Когда смотришь, когда на самом деле происходит купа денег, просто хочется Ну ось были такие люди, які говорили, что ну ось збираються для того, как грошовые потоки перевести на себе. И поэтому мы не будем делать. Вы згодны з тим, що сьогоднішнє мероприємство це для того, щоб неяк повпливати на ті гранти, які отримує Кабінет Тихановської, Офіс Тихановської і так далі. Раз Байсов, Байхел. Во-первых, в любом случае, то, что нужно привлечь к ответственности в плане того, чтобы как минимум, чтобы они читали за все до последней копейки, что они получили в виде помощи для всех белорусов, а не только для офиса, или, допустим, для НАУ, или еще для кого-то. Это одно, это в любом случае естественно. Потому что я смотрю, допустим, просто немножко слежу за политикой, допустим, здесь, то есть в Кавказе, допустим, полиция канадского уровня, в контакте с белорусским вообще вопросы перестали решаться. Если еще раньше хоть как-то решалось, А коли ранее? Ну, в общем, при предыдущем, грубо говоря, первые 2, максимум 3 года, допустим, после. Не знаю, После чего? Мы
после выборов каких-то. В 10-м. Когда беженцы стали появляться. Не знаю, с чем это связано. Либо это как просто связано с усталостью уже от белорусского вопроса, вообще всех во всем мире. Либо это все все-таки связано больше, допустим, с этой самой с войной в Украине. Какие Не мотивы? знаю, но сам факт, то, что, скажем так, вопросы, то есть слежу за этим, стараюсь следить, потому что меня это тоже касается. Меня это тоже касается. Нет, так вы не уходите, И сейчас я стараюсь как бы... следить, я вижу, что я вас контактов на государственном уровне, именно на уровне государственных деятелей, допустим, Польши, и с нашими, допустим, так называемыми офисом Тихановской, там, жалуется, что микрофон ну, що я зароблю? Ну чому зустрічі проводяться, є таке мероприємства, Какие? Напомните, когда последние были мероприятия, Так, все, именно, я зараз... связанные с нами, связанные, допустим, с... Так, я зараз підійду до одного з організаторів спадара Ригора Дмитрука. Хочу запитати, ой, а Ригор це не Георгій? Ні, серйозно? Так я ж вам писав у особистих повідомленнях, спадар Ригор, ви мене не поправляли, а зараз... Окей, а как по-белорусски тогда будет? Георгий? Окей, ладно, все тогда. Тогда, прzepraszam. Скажите, коли ласка, ось то, що відбулося з Франика Вішорка, вельми у мене такий осадок неприємний. Чоловік прийшов, я просто у вас запитуюсь, і так як ви організатор, і так ось його привітали. І як ви це можете прокоментувати? Громче, коли ласка. Настолько негативная реакция, такой показ, такой неприятность. Для нас это большая неприятность, и мы считаем, что... но демократия выглядит так. К сожалению, когда мы думаем, что демократия это только красиво, иногда это больно, иногда это неприятно, иногда это очень открыто, иногда это глупо. Окей, хочу вас запитатися. Ось я сижу, і мені, ніяк, ось, шире, не хапає драйву. Як ви, как-то, не ведаю я, ось, як вам це потлумачить. Скажіть, будь ласка, це так задумувалося, ці, це просто ось, як-то так тяжше, ті задоволені виходом мероприємства, тому що я вам скажу широ, я чекав більшого, що буде, хоча, може, саме цікаве ще напереді, я не ведаю. Ось, вас задовольняє те, що відбувається? Які ваші мети, ці досягнули ви їх ось на... Для нас самое главное то, что люди собрались, оказали поддержку моральную, потому что они услышали нас, пришли сюда, и они неравнодушны к тому, что происходит в Беларуси. Это самое главное, это есть название, это есть цель нашего мероприятия. Мы сошлись неравнодушно. Равнодушно остались дома, потому что тут нету фуршета, тут нету развлекалок, нету концерта. Потому что тут люди, которые неравнодушны, которые, может быть, даже не знают ответа на вопросы, но они готовы говорить, готовы не ждать, не стоять в стороне, готовы встречаться друг с другом, говорить. Слухайте, а ось некоторые мне писали, коли можно просто крышечку громче кажите, некоторые мне писали, что ось тут все за бабки, и ты организаторы, которые там тоже за бабки, просто что им мало грошей, они хотят типа потиснуть Тихановскую, как бы это ресурсы им перейшли криху больше, щоб їм було легче. Ось. Мене просто цікавить, що наша опозиція уся, і вони все, гроші, дайте візи. А як ми з гэтага вогуле выйдзем, калі вось такі злоўжыванні з усіх бакоў, такія зашквары, такія вельмі непрыемныя рэчы, калі ўсё знішчана, я маю на увазе рэпутацыя, просто это дно. І вось як сказаў сёння нейкі спадар, я ўжо забыў, як яго клічуць, што вось літоўскі палітык сказаў, што ККР павінна распусціцца, я згодны. Вось, как вы лічыце, вось пасля вось гэтага всего, ці павінны беларускія силы распуститься? Это абсолютно горизонтальная инициатива. То, что вы видите сегодня, это собрались люди, которые сами вкладывали деньги для того, чтобы провести это мероприятие, аренда зала и прочее. Мы сами это делаем. Поэтому можем мы делать? Можем. Ответ можем. Поэтому, конечно,
с какого-то, может даже так сказать, что то, что происходит в белорусском демократическом сообществе, с какой-то степени это персонально наша вина. Потому что мы позволили это делать, и они, видно, как я понимаю, украли миллион, потом мы дальше хочется 2, миллиард захочется. А скажите, калі ласка, а вы за гранты існуеце? Нет. То бок вы вось тыя грошы, што выдзяляе Еўразвяз на беларускую справу, яны... Не, я просто пытаюся. І гэта нармальнае пытанне. Я пастор церкви. Я пытаюся, тому што я разумею, што ў грантах няма нічога дрэннага. То бок, но калі ёсць вынік, а калі выніка няма, і што? Тут есть ситуация, знаете, в чем заключается? Что те люди, которые помогают, они делают искренне, с чистым сердцем, надеясь сделать хоть что-то. А дело в другом, что те люди, которые получают, они не хотят, чтобы это было всем. А тогда откажите мне на пытанне. Вось пасля столькіх правалаў, то, што адбылося асабіста з Мельнікавай, да? Захад працягвае супрацоўнічаць. То бок, напрыклад, Трамп сказал «нет», ідзіце вы нафиг, то бок ён разумее, што все гэтыя СМІ, которые там абслугоўваюць структуру, што все гэтыя людзі, которые трацяць грошы там падаткаплацельшчыкам, навошта яны яму? І гэта правільна, таму што няма ніякіх крокаў уперед. Мы як стаім 5 год, мы стаім на адным і тым же месцы. Вось. І забыў пытанне, пока вас, што хацеў запытацца. Дык вось, а як на гэта рэагаваць вот простым людзям? Вось я, напрыклад, гляжу, а как это так? Правал з Мельнікавай, правал з гэтым наркабаронам. І тут ім все роўна даюць грошы, і ім все роўна, яны ведаюць, што яны останутся беспокаранными. Друзья, здесь вопрос, как я сказал, с одной стороны, это наша вина, потому что мы недостаточно, не то что критикуем, а недостаточно контролируем жизнь, то, что делают наши лидеры. То есть мы их оставили делайте, что хотите там и так далее. Мы занимаемся своими справами. Это первое. Второе, что те побуждения, которые толкают помогать белорусскому народу, они искренние. Они же не понимают, что вокруг кого-то собралась толпа воров. Они же этого не понимают. Почему? Мне кажется, что зараз вельмі шмат, великая колькасць людей зразумела, что... Людям да, но люди, те, которые помогают нам, они же помогают из добрых людей. Окей, а что, яны не разбираются? А почему яны не запытаются? Пошакайте, а вот у вас был ЧКБ, у вас был план перамога, людей садят у турму, а что, не может быть пытанием? Сейчас я вам скажу, вы видели, как красиво говорит на английском Фрада Кучерка, как красиво на английском говорят другие. Они набирают тех людей, которые умеют красиво говорить по-английски. А они говорят по-английски с теми, кто дает, все на это. Они не говорят с нами, не мы их выбираем. Они просто набираются менеджеры, которые управляют финансовыми потоками, которые хорошо говорят по-английски, пишут хорошо бумажки и так далее, и отчеты хорошо пишут. И это как бы такой компромисс, потому что всегда политика подотчетна гражданскому обществу. У нас гражданское общество дистанцировалось от политики. То, что мы сделали сход не в Язов, именно для того, чтобы приблизить, они к нам не идут. А вот мы не так. Як вы лічыце такое важное меркаванне, для мяне важное пытанне і ввогуле для людзей, тому што я чую, потом скажу, што ці павінны наши структуры дэмакратычныя, которые, нібыта наши лідары, весці перад людзьмі справаздачу за грошы, якія далі ім захадныя партнеры. Таму што яны кажуць, слухайце, нам далі партнеры, мы не павінны перед вами. І бачыце, людзі ўсё часцей і часцей задаюць пытанне. Вось па вашаму меркаванню, як гэта? Конечно. Это прозрачная политическая деятельность, это прозрачная деятельность, которая обычно, как положено, особое внимание прессы, журналистики. Проблема в том, у нас такая политика не потому, что она такая, потому что у нас такая журналистика. Потому что средства массовой информации куплены. И они, кто-то есть заказчик, который, я не говорю про блогеров и так далее, но те средства массовой информации некоторые, они просто отмывают, они просто убирают с повестки дня те вопросы, которые идут снизу к ним.
И поэтому это такая выгодная позиция, которая, когда не существует конкуренции в средствах массовой информации, вот, к сожалению, так получается. Окей, а если, наприклад, Захад перестане спонсировать наши дымсилы, вы гэта бы падтрымалі ці не? Вы слышали, как всегда Тихановский говорит, подтримайте и нас, подтримайте прессу? Альбо полізняволених. Нет, полизневольных, потому что процесс, так, называемый, я не буду критиковать, потому что я не знаю глубину, может быть, там много подводных камней. Но это скрытый от нас процесс подтримки полизневольных. Он не демократичный, он спрятанный, потому что, в сферу разных причин. То есть у нас нет доступа до информации, как оказывается помещено, какое оно размер. Так, я вибачаюся, що я вас перебиваю. Я вам скажу, що Байсол собирають гроші, робить збори. Тобто нема гарантованої, значить, що приходить чоловік, наприклад, просидів 3 года один, 3 года другой, третий. Ось у них така лінійка, у этого, который 5, тому більше, хто 15, тому більше. Гэтага ж вогуле няма, чамусь чалавек прыходзіць, полгода ходзіць, яму людзі скидываются, люди, а так яны навошта? Почему так происходит? Потому что этот вопрос окутан тайной неведения. То есть у нас нет доступа, они делают, принимают решения недемократичным способом. Мы за то, чтобы вернуть в белорусское так называемое белорусское демократическое сообщество демократию. А демократию — это тогда, когда каждый участник имеет доступ и может смотреть, что происходит. К сожалению, когда мы конспирируем очень много, нам очень тяжело достигнуть демократического эффекта. Окей, і тоді ось наступне питання. Тобто ви хочете сказати, що наш сьогоднішній сход неабыяковых нейкім чынам вырашыць гэтую праблему, ось наша мэта, то бок мы зробім нешта такое, што можа паўплываць на стасункі дымсілаў розных там, напрыклад, накірункаў і штосьці змяніць у адносінах да кабінета Тихановскай, НАУ. Ось, то бок мы гэта, вы думаете, что мы гэта зробім? Те европейские политики, которые занимаются помощью Беларуси, они находятся в изоляции офиса. Окей, а они тут присутнічаюць? Яны нас убачаць? У вас убачать. Доноры, они убачаць то, что... Нет. Так а як тоді? Як ми тоді повпливаємо? Вот задача такая, чтобы наша субъектность могла повлиять на них. То есть, чтобы доставщиком почты к этим политикам были не они, а были мы. То есть информация, чтобы поступала информация не искаженная, а настоящая. Чтобы анализ поступал не искаженный, а настоящий. Как с прямого эфира, да? То есть ты смотришь, слушаешь там. Да. У нас сегодня выступал литовский политик. Он же знает правду? Знает. Потому что есть люди, которые не приносят эту правду. А остальное, много политиков европейских находятся в абсолютной изоляции. Мы к ним не можем прийти, потому что на входе стоит шлагбаум. Да. А шлагбаум называется один Анатолий Небедько. А рядом второй шлагбаум, который называется, не буду говорить дальше, но по этому же самому списку. И тебя не подпускают. Ты приходишь в политику, у меня стоит очередь вокруг него из 6 белорусов, которые все вместе. И то же самое со СМИ. То все, наши СМИ, Инфопоинт, Франек, да. Что? Так забирай, давай. Так. Дякую, спадар Георгий. Все-таки оказывается, что Георгий это не Жигор. Як это? Так, ну что, можешь сесть? Что? Может, где-то сам, мой молодой самый помощник говорит, что и экипабные, и всякое. Не, я не буду. Я тут побуду. Ну то мы пойдем, сходим. Просто единственное, что этот телефон тебе тогда будет без этого Так, сябры, ну что, тут пірапы наших у нас некалькі хвілін. Вялікі дзякуй за донат. Я написал там рэпортер Людовы, дзякуй за падтрымку. Вось, толькі што я вось размаўляў с аднім з арганізатараў. Может, зараз яшчэ падайду. Вы пакуль што просто адпачывайце. У 3 гадзіны пачнецца новы сет. Так што убачымся, я пакуль отойду, окей?
Так, ну что вам, сябры? Ой, 100 человек висите в эфиры. Приемно, конечно. Приемно, что гэта на якой хвіліне часу гэта было, што было, если пра Франака Вішорку, то гэта было у самым пачатку, можа там, ну не ведаю, 10-е там. Алексей, Буэнос Диас. Ми амиго. Так, ну что, давайте. Вы згодны, что мы датакаем менавіта некие грантовые потоки отобрать от кабинета Тихановской и перевести на себе? То, что бывает тут не только не связано мы не собрались супротив кого-то. Мы собрались только тех людей, которые рахуют, что отбывается, что не вельми добре, и треба об этом поразмовлять. Мы собрались поразмовлять, почусь один рядом с ним. Не супротив кого-то, не для кого-то. Это не то мероприятие, которое робится для того, чтобы сделать отчетность или там на отримании гранта, что-нибудь такое. Нет, это спонтанный сход необыяковых людей, как поразмовлять, что нам робить далее. Вот, видите, когда мы кажем про доверие, мы не только скажем, что мы не доверяем Тихановской или мы не доверяем Лукашенко. Безумовно, это так само. Мы знаем, что белорусы и нам не доверяют. И нам треба робить, что с этим, нам треба, как белорусы, кому-то доверять. Поэтому проблема доверия, лидерство доверия, вот это, то есть, если есть доверие, это равно лидерство. Если, как нас могут основать лидеры, которых нет доверия? Это же так само то, что и в Беларуси. Так само тут. Это нереальная справа. Так не максимум. Поэтому мы тут для того, чтобы сказать, и к нам нема доверия. Ну, дорогие белорусы, нам треба что-то с этим робить. Потримайте нас или не потримайте, это ваша справа. Ну, если мы будем робить разом что-то разом, Вы лічыце, што ваша мэта дойдзе да беларусаў хаця б за межы, я ўжо не кажу тым, хто жыве в Беларусі. Я хочу сказать, что это точно, это не опошний раз мы собрались, и, конечно, за один раз такие питания не вырашаются, и мы только мяркуем, что людям это сподобается, что говорить правду это нормально. Вы можете быть супротивным, вы можете быть подтримливать или не подтримливать, это не имеет значения. Мы не модерируем встречу. Не цікавимося, не бачите, що ви кажете, може, другой, не всі однаково, і не всі однаково подрихтовані, але ж наша мечта, наша, не знаю, сказати, Мара, щоб люди демократично могли высказаться. То есть немагчыма, если блогер высказывает на конференции, а ему там затыкивают и кажут, ты что, ты откуда приехал. И все еще смеются, кажут, что ты ненормальный. Это немагчыма такое быть. У каждого из нас есть демократичное свое отчувание. И он має право сказать, має право пытаться, має право добираться до права. скажите, вось я сёння то бок на круглым столе Петрухін казаў аб разыходзе грошай не мэтазгодна, не метанакіравана грантавых грошай. Скажите, як вы да гэтага ставіцеся? Ці вас турбуе? Я бачу, што по Фейсбуку, па запісу Фейсбуку, што у вас таксама непакоіць, што грошы, якія даюць дэмакратычныя еўрапейскія краіны ці Амерыка раней, ідуць ну, не зусім мэтазгодна або не зусім таму, каму яны павінны дайсці, да каго яны павінны дайсці. Першая это проблема, ты як люди, они роблять своими добрыми чувствами. Они мяркуюць кожны з них, что они допомагають белорусскому национальному обществу. Они мяркуюць, что допомагають политику. Они мяркуюць, что они допомагають политизневоленым, допомагають шматдетным
мама и так далее. Они робят это из щирого такого отчувания этой проблемы, солидарности с нами. А вот проблема, то, что отбывается с этим, это катастрофа. То есть, и самое... Звук, я думаю, что со звуком дрянно, потому что тихо размовляют люди, которых вы чуете без микрофона, и тому я могу с вами поразмовлять, коли хочете, попереписываться. Я там под репортер Людовий, или можете мне позадавать зараз какие-нибудь питання. Я откажу вам. Потому что хутко почнется следующий сет, который называется «Довер, да, блин, забыл. Нормально. Хто закликав вечорку, я не ведаю. Ну слухайте, как это закликав? Это было обвешано як сход, где треба поразмаўляць, дамовіцца да чагосьці, пагаварыць, то бок не супраць каго-то, а каб аб'яднацца і пагаварыць. Вось, і вечорка прыйшоў, я лічу, цалкам прыняўшы запрашэнне. Вось. І тое, што адбылося так, што людзі павярнуліся да яго спінамі, і то, што ён вымушан быў уйсці, то гэта не вельмі. Это шмат каму не спадабалася. Вось. І мне таксама у тым ліку, таму што як бы там не ставіцца да чалавека, калі ён прыйшоў па запрашэнню, яго трэба было выслухаць, прынамсі, а потым можна было, напрыклад, встаць і арганізатар Георгій Дмітрук, это один, і Євген Вільський, вось їхні сцягі висят, Народная громада і БХД. Вось, а которого я вам только что показывал и размовлял, это Георгий Дмитрук. Вось. Так, что-то в морду. О, это плохо, это плохо. Так что... звук нормально. О, окей. Окей. Не час назад. Стрим уже идет, этот стрим уже идет 4 часа, то есть 3 часа назад. Вот, это здарилось. Чего вы собрались, если не против света? Надо жестко, иначе сход превращается... я бы не сказал, что против. І мається під увагою, що не супраць разговора мусіць, тому що я скажу, наприклад, свою позицию, что у меня как бы цалком недовер абсолютный до кабинета, абсолютный недовер до офиса. Но это не значит, что, наприклад, я б с ними бы не размовлял. Ось так, грубо кажучи. Ось. Тому що то, що відбулося з демсилами зараз, це незворотна реч. Незворотна реч. Ось. Незворотна. Так дискредитувати себе свой, не імідж, а репутейшн. Репутейшн, це, звісно, треба постаратися. Добрый день. Занятый? Размовляю с подписантами. А что вы хотели? Это Тетяну Мутахонову ты ж ведаешь, так? Якую? Тетяну Мутахонову, спевачка. Не ведаю. А вот она тебя ведает, говорит, это подойди. И она в Стамбуле живет. Говорит, подойди там до Петрухина, и он там такие резкие. Значит, так само резко критикует офис. При чем тут я критикую офис? Мы же в демократии живем. Что значит, я не только офис критикую. Не надо тебе добро ставиться. Не, я просто скажу, что я задаю питання усім, а не только что офис. Просто что офис под пристальною увагою знаходиться. Это ж з яких, до яких є питання, а до кого нема питання. Я так само їх критикую, но не таким чином. І все. Не важно, скажу, меня политика не занимается. Я просто решил подойти, познакомиться.
Вот ты, видать, не ведаешь, потому что я Може, які-небудь там повернися. Мені треба мати твої здимки. не стараюсь особливо. О, Это не потребно. Не тому, что боюсь, мне это не потребно абсолютно. А что тычется Тихановских и так далее, это не другие погляды, это не идеология. Это социопаразитичные группы. А коли будешь докладно говорить, это частка коррупционного. я пробачаюся. А, Георгий, он уходит уже? Я хотел у него просто запытаться. Господар Георгий, а вы уже уходите? Я хотел у вас... Мы же почти сейчас проблемы. А, окей. Я просто хотел запытаться у него про Дудкина, про Ковалькову и про... Я не являются политическими оппонентами, и пока мы их воспринимаем политических оппонентов, это никакое продвижение наперед не будет. Как кого воспринимаем? Офис Тихановской, это АГП, то есть не АГП, а это объединенный переходный кабинет Конституционной Рады. Они не являются политическими оппонентами. Они являются социопаразитичными группами, які денежат заодно с коррупційно-мафіозними групами заходніми. Вони гуляють в одну гульню, і вони кормяться на Білорусі. Ось, наприклад, яка сьогодні ситуація, навічно всі ті громкі заяви там, про санкції і так далі. То саме справді з перепинним потоком йдуть заходні товари на усход з Білорусі. Вони гандлюють на війні абсолютно безсоромно. І основні потоки йдуть з Польщі, Германії, Литви. Хоча гандлюють і інші. Але основні потоки вони те саме з України. Тобто вони це використовують для того, щоб вирішити які свої питання, приватні, більш широкі. Яны не тыя, это не тыя палітычныя сілы, не тыя палітычныя групы, якія могуць дапамагчы Беларусі, дакрыгубіць Беларусь. Ну так слухайте, а какие политические силы могут допомогти Беларуси? Які готові керуватися для національної ідеї. Не обов'язково своим життям, но, скажем, правительство правду за это змагаешься, но ты неизбежно ставишь себя, куда становишься небезпечно, тебя в тюрьму могут выслать и так далее. А когда ты просто пристосовываешься, ты становишься часткой гульни, это злочинный, криминальный, якой завгодно. Ты не можешь принести к користі. А когда ты готов ризиковать, готов денежить в відповідності з сумлением, потому что коли этика не напереди, а сзаду, ці только для того, как эту этику подбудовывать под себя, ничего не будет. Ну а хто з наших політиків такі відповідає вашим таким потребуванням? Ахвярувати собою? Хто годний, наприклад? Таких мало. Буйних завжди мало. Ну да, настоящих буйных мало. Окей, ну так а кто? Вот. Ну хорошо, а можно вам задать питання? Я поднесу. Вас можна здимати? Можна. Окей, господар Анатолій Федоров, ви скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли б зараз на волі был бы Северинец или Миколай Статкевич, или там Цыганович, и яны были лидерами демсилов, было б то и самое, ці было б зусім по-іншому? Я думаю, что ситуация б не изменилась. Было бы то и самое, да? То бок и при Северинце бы, и при Статкевиче тоже бы и крадли бы гроши, да? Я не знаю, что я не за гроши. Вот они могли бы стать в оппозицию, вот то, что сегодня сформировались этим структурам политическим. Вот. Але они бы уже не переломили ситуацию, потому что мы находимся на чужой земле, значит, мы являемся закладниками чужой политики. А эта политика, по сути своей, антибелорусская, то есть знищает Беларусь. Не важно, кто что говорит, важно выники этой политики. Вот. Мы сегодня не маем, фактически стратили краину уже. Мы стратили заходней политики. Вот. Потому что тая політика проводиться, у нас просто заштурховує сили, заштурховує в Росію, не оставляючи нам ніяких шансів на заховання країни. Я зрозумів, що я некоректно задав питання. Коли б від самого початку Павла Северинца не посадили б у турму, і він узначалив би тут демсіли, було б інакше, чи було б то й саме? Було б легше, звісно, ситуація, але б переломили, тому що неможливо переломити європейську політику. Потому что менавіта европейские политики ставят на тех людей, на яких они ставят, и інших людей не ждають.
Яны ніколі не падтрымлівалі нацыянальна-дэмакратычнай сілы, што тыя сілы, для якіх нацыянальная ідэя Беларусі, ідэя выжывання Беларусі, дзеля новай Беларусі ніколі не была актуальна. Для іх патрэбна, скажем, Беларусь, так як яны разумеюць, это пад сетамі нават не ліберальнымі, а псевдоліберальнымі ідэямі, дзе, скажем, няма месца для этики, для моральных нормаў. Дзе для каштоўнасці, што страшна. Расійскі лібералізм, ён сапраўды паспакут, скажем, праз войны, але ён выпрацоўвае гэтыя нормы. Але сёння нічого не засталося, то лібералізму. Сёння лібералізм, разумеецца, ўсё дазволенасць. То, что сегодня робится, цалкам парада порушены. Все лічаць, что для того, как это перемогти противника, все сладкие ходные. Что, скажем, демократичная країна, чи умовно демократичная країна, чи авторитарная. Они не те же сладкие. Я, например, ніколи не підтримував Іран. Я завжди лічив, що одні більше таких небезпечних і жудасних режимів. Ну так, як вони розправляються з Іраном, а раніше розмовлялися з Каддафі тими слотками, вони що, полегше світ це? Вони, наоборот, вони розбирають себе такими, тому що вони говорять, ось мы денежным, скажем, як бы дають, скажем, это, мы готовы на все, чтобы вас не было. Я это называю антикоммунистичный джихад. Я ж формировался как антикоммунист с 60-х часов. А вот те методы, які были, ну, во что они перетворили Ирак, во что они перетворили Афганистан, ну, это вынік таких методов, неразборливых часов, где некой метой нарушается международный порядок, международные нормы. И они не предприняли никаких заходов с боку заходних країн, как зробити ту структуру, яка вирішає питання міжнародного порядку. Вони не порушилися навіть, вони були супротив, я це вивчав питання. Не только, скажем, там Россия была супротив, как изменить порядок формирования Генеральной Ассамблеи, как, значит, Ради Безпеки, были супротив этой країни. США, значит, Франция, Британия, они были супротив. Треба статус-кво, який захват любым коштом. Потому что, когда не денежные не денежные органы, тогда у всех развязаны руки. Окей, а скажите, то бок вы маеце пад увагай, што вось гэтыя людзі, якія з'явіліся вакол Ціхановскай, калі яна з'ехала, яны былі ўзгоднены з Западам. Я кажу пра што, ну, напрыклад, той же Вечорка, Мацкевіч, Мамаева, ну, па фаміліям, іх раней ніхто не ведаў, так? І тут яны нейкім дзіўным чынам аказваюцца у атачэнні Святланы Ціхановскай. Вось, і потым частка гэтых людзей, яна знішчае рэпутацыю Дэмруху. І то бок вы хочаце сказаць, што вось гэтыя фігуры, яны былі ўзгодненыя з... Не так, оно складанне працэсу. А як? Справа ў тым, што пасля пратэсту, а яшчэ дакладней, падчас пратэсту узнікла новая сітуацыя. І мы зусім не новыя. Заўсёды пратэстамі імкнуцца скарыстацца пэўнай сілай. То есть это люди, якія падыходзяць да палітыкі вельмі цынічна. Якія імкнуцца на гэтым вырашыць нейкія свае інтарэсы. І тое, што гэтыя людзі раптам узніклі, хаця яны практычна не ўдзельнічалі ў пратэстах. Яны правацыравалі пратэсты, як мегафоны. Яны запрашалі пад дубінкі людзей з захада адсюль. Прычым абсалютна безадказна. Тады, калі ўжо было абсалютна відавочна, што пратэст будзе задаўлены любымі сродкамі. Вось не хопіць сваіх, стаялі падроздзелы вайсковыя на мяжы расійскія, у крыві затапілі. Але яны продолжали зазывать, продолжали, скажем, это поднять рабочих. А что такое рабочий? Он полностью под контролем на своим предприятием. Вот. Он не поспел слова сказать, як уже, скажем, ведаете вся администрация и ведаете, скажем, ты их контролируете, ту же самую администрацию и рабочие это коллективы. Ну, то есть это была провокация, яка продолжалася еще и когда уже протесты были подавлены. В 2021 году были еще спробы поднять рабочих. Это поднять их на забойство. Вот. Это абсолютно безотказные авантурные деньги. Вот. Але ситуация почалася не ў 2020 годзе, она почалася значна раней.
Спочатку виникає Русский Народний фронт, це рух інтелігенції, рух, який системно, політично, ідеологічно цілком відмовляється раніше комуністичну практику, який одразу ставить питання об національному одержанні, значить, об державній незалежності, далі. Це ідейна позиція. Але тут же починають формуватися ті, які імкнуться скористатися новими подіями. Помним, значит, есть народные депутаты СССР, Верховный Совет, скажем, значит, только частка невеликая идейная позиция. Все остальные, скажем, это подвигалось, как бы там под значит, лозунгами там перебудовы и так далее. Выдвигались аферисты из усіх боков. И они лезли. Отсюда появились Булаховы и... Вначале объявление хотел сделать, там все-таки это здание церкви, и, пожалуйста, те люди, которые курят, когда вы выходите, пожалуйста, не стойте около входа, не бросайте таких Потому что АГП от початку формировалась. Бумажек и прочего, прямо там, где вы стоите, выйдите левее, там находятся лавочки, и там находится мусорка. Поэтому, пожалуйста, проявите свою европейскость. Это партия аферистов. Именно это партия аферистов захопила новый символ, який народила революция. То есть это что было обрана это женщина. Зрозуміло, значит, обрана это как символ, потому что символ не была. Чекайте, Конопатская? Нет, не Конопатская, а Тихановская. А, Тихановская, потому что вы когда кажете про ОГП, то это ж ее спонсовал Конопатский батя, отец Анатолий. Але менавіта яны былі найбольш в этом плане уже падрыхтаваны, яны уже былі спрактыкаваны. Таму яны перехитрили нават хартию. Якое тут те самые пунктнения, там такие же самые ожидания. Они перехитрили. И они фактически сформировали, выступили инициаторами формирования. Але у них уже были сильные связи с еще этой европейской политической мафией, с еще этой коррупцией. И она формировалась на протягу десятков годов. Тому им одразу, они користались национальными связями, они отримали потом с боку литовских спецслужб, а потом немецких и інших. Вот. То есть это первый крок, конечно, какая была сутность в режиму. И они хотели выкинуть, как бы это, и они сделали помилку, и они выкинули эту Светлану. Она взяла домой, решила, что она не будет заниматься политикой. Господарство потихоньку собираемся уже, будем начинать поставить рынок. Тоді після. Ні, 5 хвилин там ще буде. Кажіть. То есть это починалося як акт спецслужбы, не слова одразу не подберу, діяння спецслужби. А потім это подхопило литовские спецслужбы. Без литовских спецслужб офис бы не сформировался. Тому они одразу курировали формирование этого офиса. А откуда у вас зв'язки? Связки, их достатково, они просто раскиданы, а их достатково. А что вы в Вогуле скажете про Анатолия Лябецкого? Лябецкий – это профессиональный аферист. Я не скажу, что он там агент, это что-то глупство. И я завсёды, скажем, покольки я был в реальном процессе, а не просто сбоку тут байками занимался. Вот. Я веду, як спецслужби працюють. То, що він у їх на повному крючку, це є. Таким чином. Але він амбіціозний. Ну так, скажем, быть, вот это просто займаться, доноситься, это він не низько. А як ви думаєте, зливають Дарацеву з Тихановською, підставляють її? Тому що у мене таке враження, що вони так роблять, щоб вона виглядала там певним таким... Ні, я не її використовую, я не їх інтересів. Все, я прошу пробачення. Зараз, господар Анатолій, дякую велике вам. Я зараз пойду, я ж на панелі на ГТ виступаю. Так, то я дался, что я еще подойду, окей? Да. Ну, як будет час там? Друзья, еще один раз объявление по поводу использования этого зала. Пожалуйста, очень аккуратно, вот, когда вы ходите покурить вниз, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к тому, чтобы не бросать ничего под ноги и не засорять площадку перед зданием. Там слева есть лавочки, пожалуйста, ходите туда. Дякую, Георгій. Я веду, що ви мене без слов розумієте. А сябри, я, на жаль,
так хвилювалася на минулій панелі, що забула. Я хочу відвести нашим хлопцям вітання з Варшави. Тут сьогодні присутні люди, які можуть підтвердити кількість грошей, які ми з вами зробили. А ви сьогодні бачили Андрея Безсмертного, Дениса Урбановича, Віталя Вітушко, Родзину Батуліна Гену. Гэта невялічкая колькасць вельмі блізкіх мне людзей, за якіх я вельмі дбаю, і я хотела бы, каб вы паўдзельнічалі ў гэтым. Мне не важна сума, мне патрэбна увага ваша, якую я смогу перадаць ім непасрэдна. Дзякую, прабачце. Ну что, господарство, починаем тогда третью секцию. На этой секции у нас будут Наталья Кривошей, Геннадий Смирнов, Александр Белый, Василий Нериш, Александр. Уже была? Добре. Не, у нас эта секция, ну и основа спикера так само. А это у нас яны заявлялись на выступ Евгулевич, Нейкая Инна, Юрий Гудинович, Юлия Ждунова, Алена Ярушевская, Илья Миронов, Оля Пашкович и Алена Дубрик. А теперь начинаем основную частку с ролика про политвязнев.
Жили Беларусь? Живи. Третя секція очиняємо кредит довіру і питання лідерства. І ми прибрали не за просто так. У нас є мета, і треба визначитися, як її досягати по шляху. Господар Дмитру, чи є він? Привітання сябры, меня зовут Алена Янушковская. Я христианская демократка и так само я в управе ПХД и отказываю менавіта за социальные справы, за допомогу людям. Ми колькі разів зверталися до офісу, менавіта самої Світлани Тихановської, з пропановами, як вирішати проблеми. Вот тут є Тетяна Островська, ми зверталися до Ольги Гарбунової, яка відказувала у кабінеті за це питання, але ми просто сутикнулися зі стіною. Тобто проблем вельми шмат. Тут, я вже не кажу про Білорусь, від якої нас просто обнижили, так? Тут вельми шмат проблем у таких людей, у разових груп, як інваліди, люди пенсіонери, тут вельми серйозні справи, зараз потребують від пенсіонерів, уже, які пенсію отримують, з'являться у Білорусь і заключають інші рахунки, як отримувати пенсію. Так само люди предпенсійного возрасту, яких уже не беруть на працю, які тут уже нікому не потрібні, і так само шматдітні. Тобто люди залишилися з цими проблемами сам-насам. Польська держава тягне як може, але, пробачте, ніхто не розлічував на такі наплыву, скажем так, людей, и есть такие проблемы, як бюрократия, тому я вам скажу так, вот я инвалид, так, у меня проблемы с хребтом, позвоночником, так, и у меня бронхиальная астма и шмат других хроничных захворювань. Я уже год уж не будет, як я не могу справить тут свою групу інвалідності, розумієте? І я без усілякого утримання тут. Так, я не просила для себе ніколи, я просила завсюди для людей. Да? Ми намагалися нечто зробити, але стіна і все. І ось зараз вечірка, при всіх тих злівах, скільки людей вони поставили, і він прийшов сюди не порозмовляти з нами. Ні, і він прийшов виступити. Де там Єврорадіо, які його захищають? І він прийшов виступити. І він прийшов нас закликати з її літні справи. Давайте домовлятися. Пробачте, у вас було 4 роки, 5. Как нечто зробити? У вас був кредит довіри. Вас в уголі ніхто не критикував. І що? Вы разбурили все, что можно. Мы уже стратили Беларусь. У нас люди тут помирают. У нас, я не ведаю, размежевали, уже разделили людей так, что далее некуда. И они просто грызутся помеж собой. Это что отбывается? Так, милые мои дорогие, якого вы хотите взаимодействия, коли все, вы не то, что не оправдали доверие, вы здрадили белорусам. Вы то, что о тем, о чем думаете, это только свой карман, свои кишени, куда вы просите эти гроши, а для белорусов на свое такое доброе життя. Тому я лечу, что мы не можем домовляться с этими людьми, а треба, я згодна вот, с господаром Анатолием Федоровым, треба все зметать и робить все наново. И наново объединять белорусов. Дякую. Леночка, молодец! Молодчина, умница! Разумная женщина. Уважаемые соотечественники, меня слышно? А теперь? Вот teraz lepiej.
Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Сергей Марцелев. Я политолог по образованию, по профессии. Уважаемые соотечественники, в этом году исполнится трагическая дата. Прошло 5 лет, начиная с августа 2020 года, когда 105 тысяч белорусов вышли на улицы городов. Впоследствии около полумиллиона наших соотечественников было вынуждено покинуть свою страну. Я затрудняюсь в подсчетах, сколько из них потеряли работу, отсидели в тюрьмах, подверглись тем или иным видам репрессий. С тех пор прошло 5 лет, и это был очередной срок не только для диктатора, который сидит на своем троне, начиная с 1994 года. Эти 5 лет – это был достаточный срок, чтобы подвести итоги деятельности человека и его команды, которая назвала себя избранным президентом. В этом году дембель 2025 не только для Лукашенко. Это дата для того, чтобы вместе со Светланой Тихановской рассказали о том, что они сделали для белорусов, что они сделали как политические лидеры, на роль которых они претендуют. И это было, по-моему, достаточное время. Давайте попробуем разобрать, что эти люди пытались сделать. Может быть, критика, которая звучит в отношении них, неконструктивная. Я поделюсь только несколькими тезисами. Помимо того, что они привезли с родины свои личные вещи, свои воспоминания, они привезли свой опыт. Это был опыт государственных управленцев, это был опыт людей, которые годами жили и служили этой диктатуре. Среди них также много было бывших топ-менеджеров и менеджеров среднего звена белорусского бизнеса, которые, в принципе, действовали в своей профессиональной карьере по той же модели. И здесь, уже в эмиграции, начали выстраивать вторую Беларусь. Беларусь, по сути, такую же тоталитарную, какой она осталась там у нас, на родине. Итак, что из себя представляют эти псевдогосударственные институты, которые появились за 5 лет, и насколько они эффективны? Прототип правительства, объединенный переходный кабинет. Мы не видим результатов его деятельности. Мы не получаем отчетов о том, что они планируют сделать, насколько это успешно и что происходит. А если не получается, то как это исправить? Вместе с тем, периодически возникают коррупционные скандалы. И эти люди меняются в составе переходного кабинета, тем не менее ситуация остается прежней. Закрытая система. Никакой обратной связи с обществом не происходит. Может быть, дело не в самих людях, может быть, дело именно в том, что предложенная модель взаимодействия белорусов за рубежом неэффективна. Над этим стоит задуматься. Координационный совет, на мой взгляд, наиболее реально в перспективе полезная структура. Белорусам за рубежом не нужен единый вождь. Должна быть система координации и переговорная площадка. Должен быть представительный орган. И как ни странно, мне кажется, что Координационный совет, у которого есть международное признание еще с 2020 года, хотя бы на уровне Канады, Соединенных Штатов, Европейского Союза, мог бы стать такой площадкой, куда бы наполовину люди могли избираться, а наполовину они бы проходили на ротационной основе, делегировались. Где была бы возможность с трибуны обсудить те проблемы, которые действительно волнуют белорусов на местах. То, что нынешний Координационный совет, к сожалению, тоже показывает невысокую эффективность, это опять-таки беда всей целиком построенной схемы. Количество белорусов, которые в так называемых выборах решились отдать голоса в Координационный совет, чуть более 6 тысяч. А теперь давайте зададим себе вопрос, почему мне это напоминает нашу оставленную родину. Там Центральная избирательная комиссия содержится за деньги Лукашенко. Если они посчитают не так, как ему нравится, они лишатся работы или сядут в тюрьму. Скажите мне, кто считал голоса в Координационный совет? За этим стоит человек с криптонимом лидер, который так или иначе зависит от того, получат ли его проекты финансирования при помощи офиса Светланы Тихановской. Мы получаем такой же контролируемый ЦИК. Если, опять-таки, мы посмотрим на состав Координационного совета 3-го созыва, то мы с вами видим ту политическую систему, которую после референдума последнего обещал сделать Лукашенко в Беларуси.
Вроде какие-то партии будут, но только те, которые за. Так как теперешний Координационный совет третьего созыва, за редким исключением честных людей, которые не боятся говорить вслух, это вроде бы фракции. И вроде бы у них есть какое-то свое собственное мнение. Вот. Но для них, для всех есть первый среди равных. То есть все они так или иначе поддерживают созданную офисом Светланы Тихановской неэффективную систему функционирования белорусов за рубежом. Поэтому и происходит то, что на газетных полосах появляются неуспехи того же переходного кабинета. Например, то, что на Лукашенко наконец заведено уголовное дело Международным уголовным судом в Гааге. Обещали, пытались развивать эту тему. Мы до сих пор не видим отклика, а прошло несколько лет. Универсальная юрисдикция, очень грамотная идея, которую предлагал офис Латушка, она тоже затихла. То есть были очень какие-то трезвые тезисы, которые могли бы помочь действительно ухудшить качество жизни для тех, кто осуществляет диктатуру в Беларуси, но эти идеи не были реализованы. Вопрос, почему? И похоже получилось с паспортом новой Беларуси. Я, как и многие, наверное, сотни тысяч белорусов, мечтали о том, что у нас будет свой универсальный проездной документ, что мы не будем зависимы от перепадов настроения в правительстве Польши или Литвы. Давать нам этот годичный документ для выезда за рубеж или не давать. Но и идея паспорта новой Беларуси, который вел, кстати, очень грамотный человек, бывший дипломат Ковалевский, она тоже зашла в тупик, и Ковалевский отошел и от сотрудничества с офисом, а без него идея с паспортом вылилась в презентацию, где предложили фактически сувенир, то есть документ, который за собой не имеет никаких полномочий. Вы не можете перед ним пересекать границу. При попытке показать это полицейскому, как удостоверение личности, скорее всего, вас задержат, а может быть даже арестуют. Попробуем с вами рассмотреть, что еще из созданных органов работает эффективно или не особенно эффективно. Я попытался затронуть псевдоправительство, криптозаконодательный орган Координационного совета, Центральную избирательную комиссию электронную. Что у нас еще осталось поставить под лупу и рассмотреть, что они за это время сделали. Получилось таким образом, что одна организация контролирует все вот эти вот, пускай и искусственно созданные, но ветви власти. И она закрыта для общества. Мы получаем информацию о том, что официально западные страны не отказывались от Беларуси, что эта помощь на самом деле идет. И она достаточно крупная. И вместе с тем, до низов, до людей, белорусам, которым действительно эта помощь нужна, она доходит крайне редко. Я не хочу сказать, что вообще не доходит. Какую-то отчетность, в конце концов, грантополучатели должны предоставлять донорам. Но сопоставляя те колоссальные цифры, которые мы видим в официальных сводках, и видим положение одновременно белорусских пенсионеров, инвалидов, которые вынуждены попали в эмиграцию, можно сказать, что цифры и реально оказываемая помощь, они несопоставимы. Отчетности для белорусов, для общества, со стороны тех, кто взял на себя полномочия, взял на себя ответственность, распределять эти средства, мы тоже не видим. Разумеется, наступит август, и будут многочисленные попытки системно по полочкам разложить, чем заканчивается 5-летний срок избранного президента Светланы Тихановской. И я вам скажу, просто как наблюдатель, просто как белорус, гражданин Беларуси, самое главное, что она потеряла и будет терять дальше, это даже не возможности встреч за рубежом. Это даже не те средства, которые сейчас в состоянии расходовать офис и направлять его на свои программы. Светлана Тихановская и ее приближенные теряют доверие белорусского общества. Для меня лично, как для простого человека, которому разрешили побеседовать с вами здесь, это очевидно. И эта тенденция будет продолжаться. Что касается международных последствий для офиса, то хотел бы надеяться, что непорядочных и неучтивых людей
ждет судьба команды Гуайдо, этого латиноамериканского оппозиционера, который был избран, его поддерживали в течение всего президентского срока, который он должен был отсидеть на посту президента, но через 5 лет кредит доверия к нему как со стороны общества его страны, так и со стороны международных институтов закончился. И мне кажется, я полагаю, что подобная судьба будет ждать еще одного человека, который решил, что он может, не спрашивая никого, сидеть у власти сколько угодно и держаться за это кресло посиневшими пальцами. Соотечественники, белорусы, мне кажется, нас хватит одного просроченного президента. И если мы будем собираться и обсуждать нашу дальнейшую судьбу, то мы должны это делать все вместе, открыто, прозрачно, с доверием друг к другу. Спасибо вам и живи Беларусь! Витаю, шановное господарство. Сегодня мы смотрели выступление известного евродепутата, который сказал, что критиковать не страшно, критика должна быть. Партия «Народная громада» не критикует конкретно какую-то личность. Мы критикуем созданную систему. Партия «Народная громада» в 2020 году, весь актив партии практически вошел в команду Светланы Тихановской. Это были доверенные лица, это были координаторы, наблюдатели. То есть практически вся партия участвовала в сборе подписей, продвижении. Лидер партии Николай Статкевич был тем человеком, который дал первый толчок. Единственная партия, прошу заметить, единственная партия. Пробачьте, я продолжу. Вот, Николай Статкевич дал толчок выдвижению Светланы Тихановской. Почему это сотрудничество не продолжило, другой вопрос. Мы были лояльны в течение 5 лет, от одной каденции к другой, мы были лояльны. Но теперь появилась проблема. Проблема обычная для постсоветских стран, это несменяемость лидера. У нас сидит такой усатый гражданин Беларуси, несменяемый, крепкий, хозяйственный, да, без которого ничего нельзя сделать. И кто как и не он. То же самое предлагается сейчас нам. Нам предлагается масса красивых фотографий, связей, обниманий, пожиманий рук и говорится, кто как не он. Все красиво, да? Есть опыт, есть связи наработанные, но тут не хватает одного. Тут нету демократии. Демократии тут близко не пахнет. Вы, может, и не против Светланы Тихановской, ради Бога. Давайте сделаем все демократично. Давайте проведем процедуры, давайте увидим какие-то программы, соревнования каких-то лидеров. Давайте проголосуем. Может, Светлана Тихановская предоставит хорошую программу, и мы все дружно за нее проголосуем. Почему нет? В данный момент нам почему такого близко не предлагают. Нельзя стать лидером, выйдя на трибуну и сказать, я ваш лидер. Сегодня возвращаемся в Советский Союз. Лидером или можно заслужить стать моральным лидером, да, или через какие-то процедуры. Поэтому мы собираем вот это мероприятие, собранное именно поэтому. Да. Спасибо за внимание. Меня пишет Сергей Петрухин, и, на жаль, все то, что я хочу сказать, уже сказали попередние виступовці, і я думаю, може мені треба обоє виступати. Треба, так? Дякую. Добре, я коли рихтував, мені сказали, що там треба зробити доклад. Я такой думаю, доклад про наш доверие, недоверие до лидеров. Я перед тем, як это робить, я такой думаю, так, начну с того, что, а что мне подобается, там, не подобается, чего я чекаю от
наших демократичних сил, що мені у них не подобається. А потім, як я писав, я подумав, так, ну, при великому рахунку, що так тим силам-то якби насамрэч нема, бо принаймні у вашах у людей їх нема, вони себе цілком дискредитували в ноль. І, ну, то же самое тычется и организаторов. Я кажу вам то, что кажут люди, то, что они пишут в комментах, что нема доверу у людей ни до кого. Вот. И я частково это потребливаю, потому что я так само никому не доверяю, я ни за тих, ни за інших. І якое питання мене вельми хвилює у этой плоскости, да? Ось хто такі НАУ, хто такі ОСЦ, хто такі Координаційна Рада, хто гэты люди, які декларують, що яны представляють білорусів. Ну хто яны? Яны з'явилися ниоткуль. Яны что, ходили с людьми на баррикады? Их там не было. Яны там ходили со стягами? Нет, яны съехали на заход и закликали белорусов, шчырых белорусов, якія захотели отстоять свое право выбора, яны закликали их нести под молотки. Под штрафы, под тюремные сроки. Вот. А зараз яны лидеры. Ну з чого лідери? Ну ладно, добре, всякое може бути там, ну, тоже може бути там люди пристойные, да? Ну там 10 тупанули, позвали под молотки, посадили там когось в турму. Вот. Ну тут приехали, давайте робить якби широ свою працу. Вот. Ну так этого ж так само нема. Постоянные скандалы, наркотики, какие-то шпионские, джеймс-бондовские романы с Гэтой Мельниковой. Ну, короче, кажется, вы же разумеете, что у ваших людей, ну, полный зашквар, пробачьте, я крыху хвалюсь, и тому, у меня тут доклад же я писал, ну, серьезно. Так, пробачьте, коли ласка. Я хочу все-таки все, что написал, сказать, потому что я не ведаю, коли я так буду выступать, меня уже больше никто никуда не позовет, не позвонит. Мое головное питание для лидеров, до всех лидеров, не до Тихановской области, до всех. Прозрыстость. И я вам скажу, что я сидел у турме, у Терлику, менавіта за то, как улады Беларуси, Лукашенковские и Лукашенковские были прозрыстые и справоздачные перед людьми. По факте, ну что мы бачим по факте? Ну что мы за это змагались? Что мы чуем? Слухайте, вот это ж нам доноры дают гроши. Мы перед ними будем справоздачиться. Будешь ты давать гроши, мы перед тобой будем справоздачиться. И это каждый блогер, который покутовал, который сидел в турме, скрывался там, если не помер, стал на Координаційній Раді и все, переродился человек. А? Что? Не, ну, пожалуйста, я же хвалюсь, не перебивайте меня, то есть их это. Так, отсутность зворотной связи, про якую казав Спадар Марселов. Ось, я ему кажу, мы вас слухаем, мы открыты для размов, мы хотим, как к нам приходили некие новые люди, новые твари были у політиці. Ну, а по факте, тих, що я бачив, людей, это переважно люди, которые сидят на грантах, и они просовывают свои особистые интересы и себе особисто у повестки. На людей им все равно. Я не кажу, что гранты это древно. Гранты, коли ты берешь, треба, как был вынік. Коли ласка, человек, ну понятно, ты повинен за нечто існувати, бери. Самое главное, что отрималося, що вони живуть у свої пульхіри і все там далі народу. Їм вугулі пофіг. Як сказала Мельникова, я не читаю коментари, що там пишуть. Ну, я не чорновож там мені, я розумію їх, і вони не читають коментарі, їм це не треба. Я не бачу мети. Я не чую про вертання домов, про боротьбу з режимом. Сьогодні на панелі політв'язня люди казали, вони вже все, вони зрозуміли. Многие из нас застанутся в чужой земельце. Давайте робить тут нам, как у нас было, где, ну, куда пойти, там, получить, там, ну, инвалидность, идти там, это все уже, ну, зрозумело.
Пра гэта няма ввогуле мовы ніякай. Таксама важное пытанне ўзяць, самое галоўнае, это дайце больш візаў, дайце больш грошаў. А барацьба, ладно, пускай я там не палітык, но барацьба, якая может быть? Ось просты прыклад. У Польшчы жыве, працуе, радуецца жыццю пройма міліцыянтаў, якія здзяйснялі ў Беларусі злачынствы. Чаму ДМ-сілы не працуюць над тым, каб іх дэпартавалі з Польшчы, калі уже ладно, Машинский вам не по зубам, который просто замовляет рекламу в нашей мире. Окей, но больше яны. Замест працы па перамогі бацькоў непаўнагадовага юнака, які быў выкарыстаны спецслужбамі Белполу, можна было б заняцца, хотя бы вось гэтым, да? Памятаеце, я кажу про гэты выпадак, который у меня на канале, хлопца там прыштамілі, і яны дэнанавалі яго бацькоў, якія жывуць у Беларусі, да яшчэ прыплялі туды неягоных просто аднафамільцаў. І хаця, да, безумоўна, што Белпол, аддаю ім должное, яны робяць крутыя расследаванні, але, сябры, якая карысць зараз з гэтых расследаванняў, калі героі гэтых расследаванняў здороваются с нашими, вхожи в наши ДМ-силы. Якая корысть? Да, это круто. Потом, так а зараз что? А то мы работаем на будущую. Лябедька кольки змарновал грошу на Конституцию на будущую. Сразу на будущую. Я вам скажу, что коли не будет Лукашенко, не будет никаких Лябедек, Губаревичев и кого я назвал. Их просто не будет. Есть Лукашенко, есть они. Они на будущее працуюць. Нам не трэба будущее, нам трэба зараз повертаться домой. Хотя многие уже застанутся тут. Самое жудасное, самое болючее, от чего у меня опускаются руки, это то, что заходние партнеры, максимум я чагосьці не разумею, яны все гэта бачаць. Яны бачаць гэтыя зашквары, бачаць гэтыя провалы, бачаць, как ДМ-силы поставляют людей новыми политвязнями. Это просто такая ганьба. Они это бачат. И яны дают им гроши надалей. И яны не задаются питанием: слушайте, Светлана Георгиевна, а что это у вас такое здарилось-то тут? А чему это так? Да вы что, мы вам даем гроши наших податкоплательщиков, а вы тут обеспечиваете свои СМИ, которые вас подтримывают и гасите там всех, кто не нравится, которые перепечатывают повестку Лукашенко на 50%. Загляните повсюду. Вас, продаем новые автомобили, мы вас зараз распорядим. Все, Лукашенко, Машинский робить рейбрейс, круто, наши они, вон один у них. БелАЗ выпускает новые боты. Это что, звонарская повестка? Для кого это? Для кого это? Для кого? Вот. А Трамп, он зух, он не хочет давать деньги гэтым, пробачьте меня, ладно, я скажу так, нагадаю просто фильм «Паразиты», да? Корейский, вельми можно. Навошта давать, навошта кормить людей, которые ничего не робят и не дают никаких выников. Вот. И про себя, да? Да. И глядите, что белорусы на это глядят. Вот, например, я, что Заход в этой гульне и люди глядят. И яны таки думают: боже, а як же так, а где же там добро? Мы же думали, что тут на Западе выполняются все законы, а тут такой беспредел. Вот. Не працует так. Деньги выделяются на борьбу с диктатором, а новые диктаторы уже тратят их на себе. Вот. И зараз я уже переходжу до такой типа долгой, может, нормально, потому что я сейчас уже к практической части перехожу. Так, окей. И от какой европейской будущее можно казаць, калі беларусы нават бачаць, что нават тут у Еўразвязе павінен працаваць закон, инициативы, и особые громадяне массово раскрадают гроши Еврозвяза, выделенные на борьбу с диктатором. И когда уже тут порядок навести не дали рады и не смогли показать приклад справедливого мира, то який сенс белорусам менять шило на мыло?
как любит сказать Латушка, сейчас все чиновники перейдут там на наш бок с милициянтами, а на во что им? Так у них там такое ж, як і тут. І ось гэта менавіта задача адбіць у людзей веру ў лепшую будучыню і справядлівасць, і пры дапамозе наших дзівсілаў рэжым паспяхова з гэтай задачай спраўляецца. Ну, все размываецца, людзі ні во што не вераць. Але ёсць і хорошая навіна, калі завтра зачыніць усе гэтыя групоўкі па інтарэсах разам з абслугоўваючымі іх СМІ, блогерамі, экспертамі, то гэтага амаль ніхто не заўважыць. Таму што прекрасна працуюць нізавыя ініцыятывы, і калі неяк там гэта зарганізаваць фінансава, то яны будуць і байполам, і бейстолам, і все будзе празрыста. І па сутнасці все вельмі проста. Нам усім трэба ўсяго лишь зразумець, якая у нас мэта, сябры. Надалей, я кажу про дэмакратычныя сілы. Якая у нас мэта надалей? Надалей хлусіць людзям аб тым, што мы тут вядзем нейкую барацьбу і хочам новую сумленную Беларусь, або зрабіць працу над памылкамі і зразумець, што ўсе гэтыя фестывалі, форумы і выставы нічога апроч расчаравання людзей ні да чаго не вядуць. Думаць, чаго мы хочам, легітымізировать як мага большую колькасць беларусаў у Европе, ці накіраваць іх энергію на вяртанне домоў. А домоў гэта як? У такім выпадку ситуация потребует адекватной оценки, где свои, а где чужие, и створения напряжения внутри Беларуси. Напряжение не просто пустые слова про европейскую будущее и гарантованные визы для всех белорусов, а про правую размову об тем, что белорусы повинны вызначиться, какой будущее они хочут для себя и своих детей. Быть регионом России за железным занавесом, а докладней у тым статусе, у якім зараз знаходзіцца Беларусь, у статусе фейковой республики. Ось. Ці долучаться до... Але вот фейковая незалежность – это асабісты выбор тых, хто працягвае гандляваць Россией. Або продаваць на прадпрыемствах, які прямо зараз працуюць на российскую военную промысловость. Вот такие, что нам выбрать? Быть регионом или надалей працаваць на российскую военком? И что, гэтые люди не ведают, что яны робяць, что яны робяць снарады, якія забіваюць украінцаў? Усе добра ведаюць, але пакуль не будуць створаны умовы, при якіх сядзенне на двух стулах, заробак разом з Россией и поездки на Захад, нічога не зменится. Патрэбна просто сказать беларусам: вы хочете быть с Россией? Окей. Европа кажа вам да пабачэння. На працу, на военные заводы люди выходят добраахвотна, а не под дулами лукашенковских автоматов. И это, сябры, трэба признать. Покуль им дают визы, и они могут спокойно ездить в Еврозвяз, тратить свои деньги, на во что им перемены. Ну на во что? Я себе хожу, роблю, езжу тут, трачу. А я, как сотни тысяч других белорусов, не могу поехать домой, не могу отведать могилку своего батьки, не могу допомогти матулі посадить бульбу, не могу. А чому я ездить? Ну, треба визначатися з гэтым. Але складывается уражение, что офис Тихановской гэта ніяким чином не хвалює. Офис Тихановской хвалюет черги на мяжы, что ствараюць тыя, кто тихо перасядзелі 20-й год на Ханапе. И зараз могут спокойно кататься за мяжу. Гэта зона отказности офиса. Короче, сябры, я шура кажу, що вже стомився. Дякую. Я просто не то, что я такой там хочу критиковать, что у меня есть отказы, но просто то, где мы находимся в этой кропце, ну это просто капец. Просто капец. И мне соромно, что я там человек говорят, что я там часть Денстилов. Питание потом питание. Я хочу сказать, что сегодня вообще, скажем так, мы ничего сегодня не сказали про так званые наши СМИ. Так? И я вот хочу сказать, тут присутствующие журналисты,
хоть там Павла Усова вы показываете на Еврорадио, и он вам трошку там подлезал, так скажу, да, то я скажу, не вы. Один СМІ, якое застається щирими, это радіорація. А на фонд вас я очень не розумію, що ви робите. Це підсудна справа, це здрада. Кого ви нам популяризуєте? Кнеровича, який, пробачте, двоє за кабак сидів. Это герой наш белорусский народный? Ти що? Римашевського зрадника, який здавав там всіх, і також Марцелева, і Северинца. Кого ви нам показуєте? Це наші герої. Грунтососа Лебедьку, які не ходять на розгляд. Які не Вы что робите? У вас нема кого показывать, людей у нас нема в Беларуси. Нема тут людей. Я не хочу, вы отримуете то, что вы заслужили. Я в Беларуси, только освободился. Девочка, молодец! Вы тут показали, вы показали, як яны покутують тут. Они кричали во славу Тихановская. Вашу Тихановскую никто не копляет. Яна зашладница, а вот спокойнее здравники. И то же Губаревич, и то же Лебедька, и то же Я думала, что это мне Маршевский. принесли. А эти остальные присосались до корита. І вірите, это шмат кого портила ранее и зараз. Дякую, великий. Сябри, Молодец! Написали, блядь, парламентскую партию делать. Позор, я на радио! Позор! Друзі, Позор, я на радио! Позор! Калі ласка, сябри. Зараз буде конструктивно. Ми провели аналіз стану білоруського демократичного руху з періоду з 20 по 25 год. На підставі фактів, свідчень і експертних назирань удільних секцій прийшли до наступних висновків. Перше. Констатация кризису лидерства и доверия. Беспрецедентная фрагментация белорусской супольности. Белорусская демократичная супольность в своей наиновейшей истории не была настолько разъединенной, как теперь. Вы это бачите зараз. Сегодня, здесь мы бачим. Мы бачим это в том, что наша так называемая лидерка Светлана Тихановская не приехала до нас. Не приехала. И не треба. Ну, потому что мы бы задали бы питание. Ну, Этого Юрика спрашивают. это вельми конструктивные реакции, да? Когда тебе запрошают, ты не приезжаешь. Ну, это первое. Страта незалежности демократичной прессы. Значная частка медіа перейшла від принципів незалежної журналістики до пропагандистського обслуговування інтересів конкретних політичних структур. Приклад. Тенденциозное, предвзятое осветление працы круглого стола. Вы уже можете почитать, уже есть реакции, есть конкретные тенденциозные высказывания и отсутность взять у нас, наприклад, інтерв'ю, или освітлять це все демократичним незалежним шляхом. Обмовлення демократичних принципів у керівництві демократичних структур і афілірованих з ним структурах. Це виявляється у подавлении конструктивной критики, нездольности признавать собственные помилки и игнорирование демократичных процедур. Приклады. Отсутность публичного анализу ситуации, например, вокруг Ковальковой, Зарецкой, Мельниковой, Зливов-Гаюна, самовозначение национального лидера. Это все приклады. Игнорирование проблем белорусов в изгнании. Это, я все конструктивно кажу, чи ні? Да.
Игнорирование проблем белорусов у выгнании, деяние и бездеяние керівництва на отказы потребам наибольш уразливых категорий белорусов, політв'язнів, доброохотников, людей с инвалидностью, шматдетных семей. Приклади: свідчення потерпілих, відсутність реальної допомоги, афери з паспортом «Новая Беларусь», фінансування сумнівних структур. Конструктивно політичні основи. Таким чином, узельники секції прийшли до переконання, що кризис довіри у білоруській демократичній просторі з'являється прямим виником некомпетентного, авторитарного і корумпованого стилю керівництва, освободили? Слава Богу. Освободили Тихановского? Что за нахуй, Этот подарок до нашего расходу. Серьезно? Освободили Тихановского? Сябры, освободили Тихановского, Сергея. Сябры, если у кого есть информация, прочитайте, коли ласка. Вот это да. Ну, ось. Ось вы на меня образились, вы на меня. Из нашей НИУ есть видео. Да, образились вы на меня. Видео. Образились вы. Вызволенный Сергей Тихановский. А яка вас не знайшла? Коли я знайшла, я не знайшла. Без представника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Основатель канала «Украина – это жизнь» и одна из налогов повстал в апреле 2020 года был затронут решение выборов, ну, только выборы 29 мая. Загадывание Сергей провел больше за 5 годов. На видео видно, как выходит Сергей, тому за это маю, что нас чекают великие перемены. И я бы сказал, будет очень интересно. Да, Сергея Тихановского отпустили, а вы вызволили. Боже, храні Америку. І це зробили не наші демократичні сили, але дякую Богу, дякую Богу. Шмат других наших сябров, которые находились за кратами. Слава Богу, спасибо Трампу. Друзья мои, деятельность и бездействие керівництва не отказываясь проблемам наибольш уразливых категорий, былых политв'язнів, доброохотників, людей з інвалідністю, шматдетних сімей. Політичні основи. Таким чином, узельники секції прийшли до переконання, що кризис довіри білоруської демократичної простори з'являється не тільки результатом діяння адміністрації Лукашенка, но и прямым виником некомпетентного, авторитарного и коррумпированного стиля керівництва з боку демократичних структур и связанных с ним структур. В 2020 году были подорваны менавито принципы и достижения 2020 года были подорваны менавито зениями об убеждении официальных, так называемых официальных лидеров оппозиции. Які заклики? Заклики і рекомендації до білоруського громадства. Закликаємо до згуртування з горизонтальної самоорганізації. Закликаємо до солідарності у ділу громадських ініціативах і присоединеннях боротьби за свободу незалежної Білорусі. До структури демократичної опозиції наш заклик сьогодні. Потребуємо стратегічних реформ, включаючи відкритий аудит діяльності, механізми ротації внутрішньої демократії. У випадку немагчимих реформ закликаємо до саморозпуску як акту політичної сумлінності і відказності. До міжнародної супольності закликаємо переглянути концепцію єдиного керівництва у білоруській опозиції як недемократичну і контрпродуктивну. Закликаємо сприяти діалогу поміж різними політичними і громадськими суб'єктами білоруського демократичного руху. Закликаємо підтримати ініціативи, засновані на прозорості, справоздачності і принципах європейської демократії. Закликаємо до співпрацювання
спрацоўкай круглого стола як незалежнай ініцыятывай, скіраванай на дэмакратыю, раўнаправие і еўраінтэграцыю. Это наши прапановы, наше бачанне, сённяшняе бачанне панелі. Дзякуй вялікі. Шановні удзельнікі сходу неабыякаў. Я були сёння было сказано про дапамогу палітвязям. Я сам ярам, якія змагаюцца за незалежнасць Украіны і Беларусі. Але сёння не было сказано про дзейшую культуру і культуру у міграцыі. Гэта вельмі такая тэма. І мой досвід, набыты нават у зняволенні, паказаў, наколькі песні і памяць пра культуру даюць сілу і яднаюць людзей. Але офіс нічога не робіць за тыя 5 гадоў, каб падтрымаць беларускую культуру. Не было арганізавана ні фестываляў, ні канцэртаў. І зараз дзейшыя культуры знаходзяцца ў такіх умовах, што ім прыходзіцца працаваць на будоўлях, прыбіральніцамі і таму. Мы стаім перад сур'ёзнымі выклікамі. Палітычны крызіс, фрагментацыя грамадства, сутнасць эфектыўнага лідарства. Але гэтыя выклікі не павінны нас паралізаваць. Захаванне і развіццё нашай культуры – гэта не проста захаванне спадчыны, але і стварэнне трывалага фундаменту для будучай незалежнай Беларусі. Культура – гэта наша ідэнтычнасць, наш генетычны код, які аб'ядноўвае нас незалежна ад палітычных поглядаў. Яна стварае падмурак для салідарнасці і супрацы, неабходную для дасягнення агульных мэт. Культура таксама можа служыць пляцоўкай для канструктыўнага дыялогу. Зараз, я прошу прабачэння. Культура таксама можа служыць пляцоўкай для канструктыўнага дыялога, які дапаможа пераадолець палітычныя рознагалоссіні. Гэта не толькі, гэта пляцоўка для дыялогу, для захавання мовы, это вельмі важна, і традыцыі, для стварэння супольнасці. Гэта практычны доказ магутнасці культуры як інструмента супраціву і адзінства беларусаў. Каб дыяспоры сталі сапраўдна эфектыўнымі, нам патрэбна агульная стратэгія, заснаваная на каштоўнасцях беларускай культуры. Таму прапаную стварыць канкрэтную праграму падтрымкі беларускіх творцаў за мяжой, якая будзе ўключаць наступныя элементы. Фінансаванне по праекту. Офіс не падтрымлівае культурные проекты. Тому это наша справа ясно. Забеспечение для белорусских музыков, мастаков, письменников и іншых творцаў, якія знаходзяцца ў міграцыі. Крытэрыі адбору праектаў будуць заснаваныя на ацэнцы мастацкай вартасці, сацыяльнай значнасці, патэнцыялу для папулярызацыі беларускай культуры. Фінансаванне можа ажыццяўляцца праз краўдфандинговых кампаній, партнёрства з міжнароднымі культурнымі фондамі. Гэтага таксама няма. Стварыць онлайн-платформу «Культурны фронт». І інтэграцыя з дыяспорай, супрацоўніцтва з існуючымі беларускімі арганізацыямі ў розных краінах для рэалізацыі культурных праектаў і абмену вопытам. Стварэнне координацыйнага савета, гэта не таго координацыйнага савета, а культурнага, з прадстаўнікоў розных арганізацый, якія будуць займацца распрацоўкай агульнай культурнай стратэгіі. Гэта не толькі падтрымка творчасці, але і інвестыцыі ў будучыню нашай краіны, у развіццё грамадзянскай супольнасці і пабудову дэмакратычнай Беларусі. У салідарнасці наша сіла. Жыве Беларусь, жыве беларуская культура. Шчыра дзякуй. Пані гаспадарства, у нас яшчэ ёсць таксама Наталья Кривошей, Геннадий Смирнов, Александр Белый, Василий Коневич, Александр Иргулевич. Я бы хотел сказать пару слов. Тоже ты сказал. Юрий Гудинович. Чудинович. Юлия Годунова, Оля Пашкевич и Алена Дубовик. Кто из этих людей есть? Коли есть, по списку идем. Наталья. И тут не будет снова. Добро. Смотрите на Смирнов.
Привітання. Мене звати Ігнат Віру, я бывший політв'язень, сидел 25 года, выпустился в Ирак, в одной из самых жестких зон Беларуси. Это город Шкло, где забили Ольга Шутка, где в один час со мной сидел Паша Северинец. И вот я хочу сказать, все ведают, у нас есть политвязни, у нас есть закладники режима, все мы ведаем забитых людей, но у нас есть люди, которых там медленно убивают, и которых тысячи там. Их держат просто в одиночных камерах месяцами, годами. Я так само больше месяцев сидел в одиночке. Там постоянно холодно. На сутки через 10 перестал мерзнуть. Но там, кроме холода, еще морят голод и им не дают спать. И медленно людей убивают. Когда просто не с кем поговорить, когда ты в своих мыслях постоянно, там морально просто убивают. И вот чего я хочу сказать. Вот наши так называемые лидеры Тенчин, которых они как бы выбрали сами себя, прикрываясь нашими политвязнями, собирают донаты. Но что сделано за 5 лет, чтобы выпустить этих политвязнями на волю? Ну ничего не сделано. Одни слова. Извините, Костя, там, я забыла сказать, иди туда. Войди. Очень много хотел что-то сказать, но вот основное как бы. Да, всем живи здоровы, слава Украине. Дякую вам велике. Так, далее Александр Белый. Я там некий текст подиктував до слова, як регламент потребував, але я буду, ну, трошки інакше буду з великим того, що тут почув. Я особливо хочу звернути увагу на виступ Великої конструктивності Сергія Марцелєва. А потім прозвучав проєкт резолюції в цій секції, і він такий у порівнянні з вельми структурно вибудованим і аналітичним Марцелєва, он не размытый такие, и он больше подобный на «ребята, давайте жить дружно». Мне здається, що це все ж таки не то, для чого варто було збиратися. Треба поставити собі яку доволі окреслену мету і структуровану, я би сказав, жорстку в сенсі логіки, в сенсі прагматичних сенсів. І ось хочу сказати, що тут звучала эта думка, что если один протерминованный президент з'явилася там потенційна претендентка на ще одну, да? Ось. Это, конечно, такое хворое наше громадство, что оно допускает такое, да, раз за разом, что вот інші люди, іншая колода, а вы никто сам. Ось. И я думаю, что давайте мы поспробуем ось інших проєктів, що нам потрібен реально діючий парламент, це ось те, що прозвучало у виступі Марцелєва, да? Ось. І ось шмат разів кажуть, що там наша країна там не виступила для парламентської демократії, що у переходний період, які у нас будуть тягнутися невідомо скільки, там полстагоддя, 2 стагоддя, ми не доспіли до парламенту, нам потрібен мощний лідер. Ось. Але давайте ми спробуємо ось як модель, що ось 3 конкретно, хто знаходиться у вигнанні, да, это, номинально это около 400 тысяч человек, хотя не всем это цікаво. Голосовало за довольно сумнівно, под концовкой там 6, кругом меньше 7 тысяч человек. Давайте попробуем поставить питание так, что передачу представництва, мы не можем сказать влады, да, потому что влады мы виглядание нас нема, але представництва вибраному органу, так, і скасування всяких абсолютно незрозумілих структур, таких як там НАУ, там, да, ОСЦ, які фактично нікого не представляють, так, не просто вони перезуються. І причому, я хочу сказати ще одну річ, що за ці 5 років виросло вельми шмат лідерів супольності на місцях. Ось у тих епіцентрах, просто, я скажу, бувають презентації своїх книг там де-не-де, я там бачу, які там є лідери там самих різних, там, наприклад, Вроцлав, Хайфа, абсолютно різні, так? І ось є лідери на місцях, які себе зарекомендували. І ось наш протопарламент, як би він називався,
Ён мусіць фармавацца не з нейкіх там вось віртуальных электронных партый, дзе тусуюцца людзі, якіх ніхто персанальна не ведае, да? Ну, максимум ведаюць у падачы, там, скажем, нашай Нівы, а мы все ведаем, што такое наш Ніва, як яна адбірае, фільтруе там, да, сваіх фаварытаў. Ну і іншыя, значит, СМІ ад радзянскага пулу, ну так званая, вось, дэмакратычная выгляд. Вось. А на месцах ёсць лідары, якія прайшлі выбраць, які просто людзі давяраюць на месцах, і ведаюць па рэальных справах. Вось. І вось такого штату прадстаўнікоў па квотах там, ну ясна, што ў адным горадзе жыве там, зарэгіструецца там уже 100 выбаршчыкаў, а ў другім 3000, яны розныя. Але вось гэты квоты адрэгуляваць і сфармаваць парламент на гэтай аснове. І калі казаць, што будзе нейкі там твар беларусаў у выгнанні, то это будет демократично обраний керівник ось этого парламента, якого можна в будь-який момент змістити. І зрозуміло як. Ось, так і робиться во всіх країнах. Бо зараз те, що ми там бачимо з цим офісом, да, там, я так розумію, що немає навіть регламенту, немає навіть, як докладно називається титул, національний лідерка, президент елік, ніхто не веде, як називається, і немає положення на що ось змістити можна таким чином, да. Ніде не записано, де процедура. Як туди трапляють, і як можна оттуда перед ногами только вынести. Вот. И я хочу, чтобы мы задумались про это, потому что давайте попробуем. Ну, кажется, что Беларусь не дорасти до парламента, белорусам потребны мощный лидер. Давайте мы попробуем распречить эту, ну, на той модели, какая у нас собралась из этих там 400-500 тысяч, которые вымышлены были не по своей воле покинуть краину. Вот. Ну, когда уже у нас ничего не отрывается, мы скажем, ну да, правда, хай уже будет там у нас царь, ти император, ти там великий князь. А давайте попробуем поставить задачу провести это выпробование. Дякую. Кто-то кому-то продаст. У нас яшчэ на гэтай трэцяй секцыі будзе адзін чалавек з спікер з чацвёртай. Готовы наступны? Не. Добра. Тады наступныя. Александр быў? Ці готовы? Сейчас. Не готовы. Добра, тады Василий Корнеевич. Кто? Да. Есть такие? Добра. Вітаю господарство. Сергій, не треба чтобы звучало в этой сцене, але мы трошечки забылись одну важную вещь, что есть одна умова, при виконанні которой это не спотребится. И вот я тут посадил целый день, и ни один человек, я их видно шаную, не сказал, як ми вирішимо усі проблеми. І от ця проблема – це фашистський режим, який зараз панує на Білорусі. Я хотів би спитати присутніх, хтось має який план, як змінити ситуацію, щоб нам все це не було потрібно і ми могли повернутися до родини. Вот вспомните, вы коли вас есть какой-нибудь план? Вы будете выступать? Добре, це добре. Видите, бачите, все ж таки хтось ще є. Має план. Добре. У меня есть такая пропанова, есть люди, которые ведают про эту пропанову в этой зале. Вот. Я бы хотел познакомиться с присутствующими с этой пропановой. Это, ведаете, все это давно відомо, але чомусь ми всі про це забулися. У нашої боротьби ми не бачимо таких речей дійсності. Це проблема вельми проста. Коли, наприклад, десь на полночі зашла паразиту в якої-нибудь избушки, в хатке, що роблять люди, як позбавитися від паразитів? Они просто опранаются, потеплее, и при этом лечат, чтобы ни один паразит здесь там не лотковался, это не понести из повода.
І відчиняються двері, окна, і йдуть собі погуляти там на 3-4 годинки на мороз. Коли не вертаються до своєї хатки, то там уже ні водного паразита нет, вони всі змерзли. А чому так здарилося? Потому що існує така з'ява у нашому житті, як бойкот. Ми всі забулися на це. Але це вельми коштовна річ. Тому мой тут доклад називається «Тотальний бойкот соціальних паразитів від повстання Спартака до Білорусі». На протягу стагоддя чоловічество змагалося з паразитичними системами, які використовували працю, життя і ресурси більшості для добробуту меншості. Історія веде множество прикладів від повстання рабов Спартака до мирних протестів Махатми Ганді, від стачок працовних до бойкотів жінчин у Ісландії. Сьогодні Білорусь стоїть перед історичним вибором. Ідея тотального бойкоту паразитичної системи на чолі з режимом Лукашенки – це шанс для народу спинити вар'ятство, позбегнути війни і вернути країну собі. Іншого шансу у нас нема. У нас нема зброї, у нас нема армії, у нас нічого нема. У нас є тільки люди. Ті люди, які бойкотували вибори 26 января в этом году. Ведь народ не пошел, народ за бойкот. Кто поддержал, кто призвал народ пойти на выборы? Вы думаете, это Лукашенко пошел, призывал народ на выборы пойти? Нет. На выборы призвал народ пойти кто? Латушка и Тихановская. Ну, ребята, ну вам еще что-то нужно объяснить, или вы уже так все поняли? Поняли, да? Значит, историчные приклади бойкоту и супротиву. Спартак и повстание рабов 73-71 годы до нашей эры. 120 тысяч рабов вышли з системи, відмовилися працювати і повинуватися. А так само це паралізувало економіку Рима і викликало у дикого значні проблеми. Насамперед, раби на той момент, може, коли ви забулись, я вам нагадаю, і вони розбили армію Рима. И Рим призвал свои легионы с колонией, как они вернулись в Италию и смогли нечто сделать с этим повстанием. И навод это не спинила здрада. Когда Спартак хотел перевести на Сицилию, то он доверился пиратам. Заплатил ему гроши, але пираты здрадили его, и тому повстание было задавлено. Также было сделано в 2020 году. Нам здрадили. Насамрэч, мы перемогли. У нас была перемога. Але нас здрадили. И вы все ведаете этого человека, который нам здрадил. И покуль мы все это не осознаем, мы не пойдем далее. У 2020 году мы перемогли. Так, далее. Значит, еще один приклад. Сецесія плебеїв у старожитному Римі. Плебеї покидали город, відмовляючись працювати і служити у війську. Як було зроблено? Просто була об'явлена сецесія, плебеї виходили з Риму і жили поза межами Риму, десь там 2 тижні, може місяць, може більше. Патриции, у которых не было уже обслуживающего персонала, они уже не могли дальше жить, приходилось им договариваться. И они, в конце концов, получилось, что была досягнута правовая оборона про основание народных трибунов. То есть люди захотели, люди зробили. Далее, Махатма Ганди, сатьяграха и бойкот Британской империи. Мирная обмова от співпрацовництва с колонизаторами, бойкот соляного податка, денег, судов, привел до краху морального авторитету Британской империи у Индии. Виник, Індія повстала як незалежна країна. Хтось тут мені буде зараз сказати, що бойкот не працює, як мені сказав Латушка. Я йому повідав про бойкот. Я йому так сказав, а бойкот не працює. Ну просто не працює все, завернуйся, пошел. Так, далее. Жаночий бойкот у Исландии, 1975 год, 1975 год. 90% женщин отмовились вести на працу и выполнить домашнее обязанство.
90%. А мне тут казали, что хтось підтримає твій бойкот, да ніхто не підтримає. Я спитав людей, люди підтримують цей бойкот. Найменше 60-70% підтримає бойкот. Це найменше, народ у Білорусі. Але люди повинні нам вірити. Коли нам не буде віри, і вони не підтримують бойкот, ніхто не буде своє життя марнувати десь у турмі. І не хоче цього робити. Тому люди, спочатку треба у людей, как люди нам доверяли. А люди не мають нам довіри. З того, що є такі люди, як Тихановська, як Латушка, вони в цьому роблять все правильно. Але винику немає. Значить, що отрималося у винику у ісламі? Да, давайте потом. Добре. Какое отношение это имеет непосредственно к нашей стране? Вы просто тратите время на вашу ислам. Нам там Добре. Коли я вам пропонував щось робити, ви одразу не хочете щось нічого робити. Я нічого не робити. Владимир Матвеевич пропоновал бойкот. И где он зараз? А потому что его по-настоящему никто не готовил, понимаете? Бойкот нужно готовить годами, а не 2 дня. Да о чем вы, елки-палки? А о том же самом, что народ нужно убедить пойти на бойкот. Читали Владимира Матвеевича? Это бы, далее, потом, я не хочу волновать вас сейчас, пан Марат. Так, что такое тотальный бойкот социальных паразитов? Это полная и комплексная обмова народа от уділу любой діяльності, яка підтримує паразитичну систему. Це не зґвалтовна зброя масового діяння, яка паралізує економіку і структуру влади, не підвергаючи людей непосередньої ризиці. Люди нема непосередньої ризиці, як у інших. Нема натовку людей, яких збивають. Нема як робити. Основною методом. Почекайте, у меня нема часу. Зараз буду кричати, як я вже сиходжу со сцени. Основний метод – цілком позбавити паразитичну систему ресурсів, контролю інформації і підпрацювання. Третє. Тотальний бойкот у Білорусі. Стратегія діяння. Що таке тотальний бойкот у білоруських реаліях? Повне ігнорування усіх структур держави, влади, поліції, війська, школ, податкової інспекції, ЖКГ, метрів і так далі. Припинок економіки, спинення праці підприємств, крам, навчальних установ і любих організацій. Що ми робимо під час тотального бойкоту? Ми зостаємося вдома. Ми не йдемо на працю, не ведемо дітей у сад, школу, університет. Не відказуємо на дзвонки, відключаємо телефон, відключаємо інтернет при необхідності. Мінімізуємо виходи на вулицю. При погрозі перетрусу ці арешти частково зміняємо житло. Як підрихтуватися до тотального бойкоту? Перше. Продукти на 1,5 місяці автономного життя. Ліки першої необхідності. Паливо для автомобілів. Явні гроші і обмінний товар. Тривожний чемодан для кожного члена сім'ї, документи, одягні, ліхтарик, їжа, вода, аптечка. Коли протягнеться тотальний бойкот? От 1 тижня до місяця. Залежить від розшужості і збудування народу. Скільки часу потребується на підрихтовку? Так, господарство. Зараз відео повимикається біля вас, то у нас є чоловік з червоною карткою. Що це там з червоної карти? Это нельзя фотографовать. Зараз. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я приехала из Беларуси. Живу и работаю там. Вот я прослушала все очень внимательно. Проблемы есть везде, и я понимаю, и их надо решать.
Проблема есть здесь, в Литве, в Германии и прочее, прочее, прочее. Но проблема, к сожалению, есть и в Беларуси. И, может быть, немножко пора уже перенести свое решение проблем на страну вашу родную, в которой вы родились, жили, выросли. Вынужденно уехали, я с этим согласна. Но что-то же надо делать, чтобы все это поменять. Говорить можно все, что угодно. Мы строим будущую Беларусь. Мы пишем новую конституцию, которая, кстати, ничем от лукашенковской не отличается, я сверила. Но ведь там живут люди, которые тоже хотят каких-то перемен. Вот я сейчас приеду, и, естественно, меня будут спрашивать, ну что там, ну как там. А я вот смотрю на них и думаю, что же им сказать, то, что они хотят услышать, или правду. Как-то я их спросила. Они говорят, ну правду, конечно, ну что ж ты нас уж так жалеешь. И когда им начинаешь рассказывать, смотришь, у них опускаются руки. Остались пожилые, дети, какие-то студенты. Ну и чиновники, это каста отдельная, понимаете, с ними я не работаю. Хотя и они доходят. Иногда и они приходят спрашивать какие-то проблемы, может быть, поможешь решить. Так вот, что я хочу сказать. Не надо так радоваться, что там не дают визы, что люди стоят по 5 суток чтобы выехать за границу. Назревает гуманитарная катастрофа. Почему катастрофа, я вам скажу. Родители остались дома, дети, внуки уехали. Родители, бабушки, дедушки не видят детей и внуков. Умирают потихоньку, вы считаете это нормально? Вы не можете поехать туда, они не могут приехать сюда. Приходишь, спрашиваешь, разговариваешь в посольствах. Более того, приезжаю в Брюссель, я по линии своей организации часто бываю и в Брюсселе, и за границей. Я стараюсь встречаться с чиновниками, чтобы хоть как-то рассказать о происходящем в Беларуси. Почему нет тех людей, нет контактной группы из Беларуси, которая могла бы как-то что-то рассказывать о той жизни, которая там, по ту сторону барьера? Почему мы должны быть во всем виноваты? Понимаете, и я могу уехать, а люди? Всех ведь 9 миллионов не вывезете оттуда. Надо как-то переносить работу на то, договариваться на то, чтобы можно было как-то что-то сдвинуть с места. Ну так всю жизнь продолжаться не может. Приходишь к чиновнику в Брюсселе, а мне говорят, ой, вы из Беларуси, мы с вами разговаривать не будем. Почему? Это опасно. Кому, простите, мне или вам? Думала, вам. Я говорю, так я здесь, вот, я уже здесь, вот так же, как и сегодня. Я ведь тоже не думала выступать, мне домой еще ехать. А мне говорят, знаешь что, нам Светлана все рассказала. Это прекрасно, что она все рассказала. Только ведь она там 5 лет не было и ничего не знает. Я не знаю, что она может рассказать. Я расскажу то, что там есть. Давайте мы говорить и решать проблемы. Кто-то говорит, кто-то нет. Просто поворачиваются. И я поняла. Я вот выступаю, надо там визы. Тут же Римашевский хватает. Дай мне слово. А вы знаете, вот у нас там пастор, который съездил за границу, и тут же его обвинили в шпионаже. Я говорю, Виталий, если бы он не поехал, его в шпионаже бы не обвинили. И тоже бы обвинили, потому что сажать уже некого. По 5-му разу ходят. По 3-му, по 4-му. То есть так жить дальше просто невозможно. Надо думать не только о политических вопросах, есть еще же экономические. Есть айтишники, есть те же дальнобойщики, которые выехали. Им зажимают вот дальнобойщикам, ну почему я знаю, потому что вот родные там у меня. Им все больше и больше все зажимают. Поедешь лишний раз, значит, забираем ВНЖ. Ну, забрать ВНЖ, конечно, он теряет работу, естественно. А с другой стороны, ведь только Министерство транспорта Литвы за них и борется. Никто больше никогда ни разу ни слова не сказал. Ну, не знаю, возможно, я говорю сумбурно, и, возможно, это не нужно здесь обсуждать. Тогда где это надо обсуждать? Ведь мы же люди. Да, я не белоруска, я не родилась в Беларуси. Я безмерно благодарна людям, которые воюют за мою родную страну Украину,
Но я живу в Беларуси, и я вынуждена, и я должна и вынуждена там бороться за Беларусь, потому что другого выхода нет. Мы ведь когда выходили пенсионерами на улицу, ходили каждый понедельник, десятки тысяч нас было. Каждый понедельник, это нас всех хлопнули, в один момент всех забрали. Все автобусы, наверное, которые были в Беларуси, и милиция, нас окружили и развозили. Никто не сказал, что вот видите, вот там вот вы ходили, вот потом пошли суды, опять на суды никто не ходил, мы одни ходили. Но мы живем, и мы безмерно ждем, когда все это будет меняться. Но само оно меняться, поймите, не будет. Надо, чтобы кто-то его менял. Надо думать, надо собираться, думать, решать, как мы это сделаем, и, наверное, сообщать. Ну, и мое предложение, что, наверное, все-таки нужно какую-то контактную группу создавать, пусть не всех вместе привозить, помочь делать визы, естественно, потому что для визы, да, визы не дают, но вы поймите, они не перестали давать визы, дают, просто они стоят теперь очень дорого, очень дорого. Поэтому простой человек, бабушка, дедушка, мама, папа, они их просто не потянут, потому что заплатить 1000 только за то, что поставят на очередь, а потом дадут или не дадут, и ждать годами, это не дожить до этого. Поэтому у меня очень большая просьба, пожалуйста, давайте обращать уже внимание и на Беларусь, внутри Беларуси. Ну, Так, наступний Олександр Єргулевич. Був? Нема? Вони витримані. Тоді Юрій. Чуднович. Так. Тюрма. Тільки це саме, 3 хвилинки. Добре? Хорошо. Наверное, успею. За 3 минуты. Это очень хорошо, что мне дали слово, наконец дали слово. Спасибо. С вами Юрий Чуднович. Моя история очень коротенькая. Баллотировался кандидатом в президенты в 2020 году. Как бы выдвигал меня на пост генерал Статкевич, как Светлану Тихановскую. У нас осталось 2 кандидата, которых зарегистрировали. Это был Вова Непомнящий и Светлана Тихановская. Так как Светлана Тихановская была помоложе, мы поставили ставку на нее мелкими YouTube-каналами, вытянули ее и сделали с нее лидера. Благодаря нашему генералу, то есть генерал мне предоставил и Светлане Тихановской свою инициативную группу, свою команду и сделал все правильно. Он не допустил гражданской войны, и как бы что не было, мы должны благодарны быть. Я только не понимаю одного, почему мы забываем генерала Статкевича. Это сильнейший лидер, который сделал то, что никому не удавалось сделать до этого. Хорошо. Потом меня арестовали, потом меня возили в дурдом, новики, держали там месяц, Володарка, Барановичи СИЗО, Брестское СИЗО, Гомельское СИЗО с Тихановским Статкевичем пересекался, потом Могилевская колония, сразу с начала пару дней там был карантин месяц, но меня уже через 3 дня отправили в СИЗО. Я ничего не нарушал, я очень порядочный человек, сам не пью, курить скоро брошу. Поэтому вот меня сразу отправили туда, держали в ШИЗО постоянно, и потом через пару месяцев меня этапировали легендарную тюрьму номер 8 Жодина, где я находился. Потом меня немножко переселили в ПСД, когда завозили Тихановского Сергея, чтобы мы с ними пересеклись, посидел немножко с ПЗшниками, пожизненно-заключенными, и с ворами в законе. Потом перевели меня обратно на этот корпус Светальника. И вот я досидел до какого-то определенного времени. 10 числа прогремел звонок. Я думал, я уже свободен, но вы меня не передали родственникам. Меня посадили опять в автозак. И под охраной доставили в Баранович. Я говорю, у вас много денег, дайте мне моим родственникам. Нет, говорит, мы тебя довезем и сдадим местные органы власти. Приехав туда, понятное дело, мне сказали, ничего страшного, что у тебя там, не знаю, 30 или 50 тысяч евро штрафов.
Уедь, пожалуйста, со стороны. Мне пришлось сесть, демонстративно хлопнуть дверки самолета в Минске и вылететь в Грузию. Вылетел в Батуми. Все. Да, ну сейчас я уже пару слов после, чтобы познакомиться. Вообще, что сюда пришел? Скучно, потому что правильно. Хорошо, правильно. Вас не должен интересовать. Я пришел предложить маленький план. Хочу, чтобы этот съезд принял решение о создании Народного суда, о создании Народной прокуратуры, о создании Бюро национальной безопасности. И прошу вас проголосовать, кто за это народное. Лукашенко говорит, я не хочу, чтобы меня судила Блага, я не хочу, чтобы меня судила Германия, я хочу, чтобы меня судил народ. Давайте создадим Народный суд и его осудим. Давайте, почему мы проголосуем в течение ближайшего времени Народный суд. Народный суд. Ребята, давайте поднимем свои бирки, кто за создание Народного суда над Лукашенко. Евроунии, да? Евроунии, да, это все законно. Кто за создание суда? Мы за Народный суд над Лукашенко или против? Пожалуйста, кто за? Поднимите. Мы должны принять решение. Создаем мы Народный суд. Судим мы. То есть вы за этого ублюдка, который убил мою жену, который покинул мою жену, который мне сломали ноги при задержании. Здесь сидел в одиночке, и вы сегодня мне заявляете, я не на зоне был, я был в скрытой тюрьме. Вы не путаете две вещи. Я тоже сидел. Ой, бля. Как? Я бы сказал, если вы хотите в тюрьму съехать в зону, я был 17. И, между прочим, я сидел я много кто здоровый-то в школе. Я не знаю, я чувствую, что мы все здоровались, я там не успевал с ними знакомиться. Я же там только с 3 месяцев пробыл. Сколько я там пробыл на воле, то есть в зоне? По-моему, 1,5 недели. Я мало очень пробыл там. А вы помните? 15 лет. Вместе ходили, просто честно. Ага. Я до вас встречи с пропановами обещаю. Как всегда. Паника, вы Так, теперь у нас, глядите, теперь у нас 4-я секция. Делегат. Зараз у нас буде онлайн з 4-ї секції делегат, бо його не може бути на 4-й. А потім ми далі йдемо по 3-й секції. Вообще кого пауза повинна быть. Да? 15:30, 15:45, уже 16:30. 16:20. Нет, 15:45. Не нахожусь сейчас на конференции. Для меня очень важно быть с вами. На мой взгляд, дискуссия настолько серьезная, наболевшая и даже перезревшая, что просто она должна была состояться довольно давно. Так получилось, что на сегодняшний день я нахожусь в Брюсселе на большой антивоенной конференции, и я бы ее поменяла на конференцию с вами, на право быть с вами, но так получилось, что тут люди, которые очень сильно помогали белорусам отбиваться от депортации из Литвы в Беларусь, и я просто им морально обязана. И когда я просила о помощи, они помогали, и сейчас они попросили меня, и, соответственно, я уже не могла отказаться. Но, повторю еще раз, ничего важнее вас и того, что происходит в этом зале, просто нет. И если мы говорим сегодня о консолидации демократических сил, и если вы меня спросите, нужна ли консолидация, я скажу, что она нужна сильнее и больше, чем когда бы то ни было. Но если вы меня опять спросите, возможна ли консолидация, я скажу, что на данный момент она невозможна.
И она невозможна по нескольким причинам. Первая причина в том, что сложилась действительно очень тяжелая ситуация, когда никто никому не верит и подорвано базовое доверие. Поэтому говорить о том, что давайте все забудем и с сегодняшнего дня все друг другу верят и все друг другу доверяют, это не работает. Это невозможно, и нам придется так или иначе вернуться в прошлое и провести определенную работу над ошибками, а также прояснить очень мутные ситуации, которые на сегодняшний день подрывают это самое доверие. Потому что доверие строится только в ситуации, когда все понятно, и ты понимаешь, что можно ожидать от человека, и что за этим стоит, собственно, да, за его поведением, за его поступками, за его высказываниями и так далее, и так далее. И очень важно то, что сегодня накопилось так много ситуаций и так много вопросов друг к другу, очень часто просто из-за недопонимания, но не только. Я хочу напомнить и кейсы черной книги, и кейс белорусского Гуюна, и кейс Керамоги, и многие другие вещи. Пока мы не разберемся с этими всеми ситуациями, ничего не будет. И мое мнение, что все равно нужно возвращаться и обсуждать, где сделаны какие ошибки, как это исправить и что нужно сделать лучше, и как мы можем эти ситуации избежать в будущем. Потому что я могу сказать из своего опыта, я участвую в разного рода движении демократических сил Беларуси с 1998 года. И кампания или революция 2020 года для многих из вас это была первая кампания. Но для Лукашенко это была 22-я кампания. И до этого, во время 21-й кампании, Лукашенко и его структуры учились, как блокировать нас, как разрушать любую революцию. И, к сожалению, я хочу сказать, опять-таки, из моего опыта с 98 года, никогда демократические силы ни после какой революции не собирались и не проводили работу над ошибками, никогда не обсуждали, что нужно изменить. Это приводило к тому, что каждый раз ситуация повторялись лозунги, люди и так далее, мы просто ходили по кругу. Чтобы прекратить это хождение по кругу, тем более мы видим, как ситуация улучшается, мы должны все-таки вернуться в прошлое и размотать вот эти все очень странные клубки и прояснить их хотя бы для себя, что происходит. Второй очень важный вопрос. У нас должно быть общее видение и общие цели. Когда в 2020 году мы просто, не знаю, канкан танцевали, честно говоря, вокруг офиса Тихановской, пытаясь как-то работать на объединение демократических сил и на то, чтобы был круглый стол оппозиции, мы выработали общую стратегию победы и так далее, я никак не могла понять, почему это не получается. А потом я поняла, у нас просто разные цели. Потому что я хочу вернуться домой, я хочу перемен, я угробила там, минимум 25 лет своей жизни на то, чтобы добиться этих перемен. Есть люди, которые заинтересованы в ситуации статус-кво и которые заинтересованы, чтобы ситуация не менялась. Если у нас нет общих целей и общего видения, консолидация просто невозможна. Поэтому нам нужна общая цель и общая стратегия. И я, когда говорю про стратегию, я имею в виду не просто стратегию свержения белорусского режима, что, конечно же, крайне важно, но еще стратегия по всей геополитической ситуации в регионе. Потому что, будем говорить прямо, если бы белорусская революция 2020 года выиграла, война в Украине была бы просто невозможна в принципе, ее бы не было. Поэтому Беларусь сегодня является очень ключевой страной в системе архитектуры безопасности всего региона. И пока в Беларуси сохраняется диктатура, пока Лукашенко является марионеткой Путина, пока Кремль делает все, что хочет в Беларуси, и, соответственно, распространяет свои щупальца уже дальше, там, со страны Балтии, Польшу и так далее, ситуация для Украины и для всей Европы будет все более и более угрожающей.
Поэтому нам нужна не просто стратегия победы, как скинуть Лукашенко, но еще и нам нужна антивоенная стратегия, очень органично вплетенная вот в эту всю общую стратегию. И третий очень важный момент, про который я бы хотела сегодня сказать, это легитимность. Вот этот вот кризис доверия, когда никто не верит никому, и мы превратились в группу параноиков, которые следят за другими параноиками, да, я бы сказала так. Нам нужны структуры, чтобы возвращать это доверие. Но опять-таки, это не та ситуация, когда вот можно щелкнуть пальцами и сказать, давайте с этого момента мы будем легитимные или там прозрачные и так далее. Нужно выстраивать все органы власти в знании заново и думать, как строить эти структуры, чтобы они получили эту легитимность. А самый главный вопрос, чтобы они были прозрачными перед белорусским народом и чтобы была сменяемость. Сменяемость властей и независимость властей. Тут кто-то уже хорошо говорил и про нашу лигу, и про белорусские так называемые медиа. Знаете, у нас сейчас какая-то абсурдная ситуация. Лукашенко не мог убить белорусскую независимую журналистику уже много лет. Что он не делал, как он не старался. Сейчас белорусские независимые медиа вроде как находятся в безопасности физически. Их нельзя посадить в тюрьму, на них сложнее надавить и так далее. Но независимой журналистики у нас нет. У нас разрушены все институты, которые 30 лет, как ни странно, но смогли бороться и продолжать свою борьбу в диктатуре. Мы, по сути, начинаем даже не с нуля, а с глубокого минуса. Потому что, как Сергей Марцелев очень хорошо сказал, за 5 лет мы откатились назад намного больше, чем за все эти годы. И нам придется, повторю, сделать эти шаги и работать над тем, чтобы выстраивать консолидацию ради общей цели, общей стратегии, общей победы, и только через легитимные органы, представляющие белорусский народ. Никаким другим образом это не получится делать. И спасибо за внимание. Я слушаю всех, кто выступает. Спасибо большое за то, что вы неравнодушны, за то, что вы не боитесь говорить, и за то, что вы делаете. Живи Беларусь, и я с вами. Живи вечер. Тепер по третій секції у нас є ще 4 чоловіки, коли ласточка по 3 хвилинки, і будемо вже йти потім на перепинок. Юлія Гадунова, є така? Ну, коли ласточка. Спасибо. Здравствуйте. Это мое первое выступление. Я чувствую себя как Кольцов из фильма прошлого советского такого. То есть, действуй, Кольцов, давай, не тушуйся. В общем, я примерно с таким же настроением. Я очень волнуюсь. И я приехала из Беларуси совсем недавно. Буквально несколько дней назад из Бреста. И я приехала с предложениями. И прежде всего приехала еще в том числе по программе, по научной программе реализовать свой, скажем так, экологический проект. Я надеюсь, меня возьмут в эту научную программу, и все будет хорошо. Кроме этого, я хотела реализовать еще несколько своих политических научных проектов, но мне сказали, вы должны выбрать. Ну, пришлось выбирать экологию. Поэтому науку я буду реализовать, поэтому политику я буду реализовывать здесь, с вами на сцене, извините, так вышло. Вот. Значит, первое, я с чего хотела бы начать, да, то есть прежде чем начать с каких-то предложений, это с того, что случилось вот прямо сейчас, освобождение Тихановского. Это очень классно, вот, но это значит одну важную вещь. Это значит, что Лукашенко, как никогда, очень сильный. Не потому он освободил, что он добрый какой-то, он сильный. И сегодня, да, сегодня это подтвердилось. Сегодня к нему приезжают, с ним разговаривают, с ним встречаются. А мы здесь, да, вот, вот. И нужно сказать, что он победил. Он победил, а мы здесь. Вот. Здесь я слышала, давайте устроим бойкот, да, то есть это все классно, или давайте там новый парламент. У нас уже есть этот гребаный парламент, который проворовался до такой степени,
что противно просто смотреть. Мы видели 26 числа, да, то есть января, да, вот этот вот митинг против Лукашенко, в котором там впереди несли хуй, простите, да, то есть, а после этого шла Тихановская, Мельникова и Латушка. Это все прекрасно, они хорошо шли, но самое главное, вот, например, госпожа Мельникова, да, шла в полушубке за $40 000. Услышьте, да, от Бородяна. Полушубок за $40 000. После этого она пришла на Еврорадио. Здравствуйте, Еврорадио, да, тут где вы там, да, тут в костюме за $10 000. А сколько будет коштовать шуба? Что? $40 000? Вообще-то такая шуба, это стриженная норка, стоит $600. Может, ее так само? Нет, у нее от Бородяна. 600 нормально, а 40 000 драма. Давайте не будем успели Еврорадио. Извините, да, то есть я хочу просто, чтобы вы понимали, куда, что были украдены никакие не $150 000, да, было украдено целая куча миллионов. Вот, и все эти миллионы пошли на какие-то тряпки, поймите, приходит Латушка, который тратит все это бабло на тряпки. То есть он не потратил это на медицинское обслуживание для наших воеров. Что вы ухмыляетесь? Да ты что, нам не нужно медицинское обслуживание, нашим пацанам не нужно медицинское обслуживание. Он съездил туда один раз, показал, сделал себе рекламу и все на этом, да, то есть, а потом, ну как бы, это нормально. Вы знаете, сколько дронов можно купить за $40 000? И вообще, ну, собственно говоря, давайте большие. А откуда эти деньги? Или есть такая зарплата? Или что? Вот, ладно, да, то есть это то, что сегодня представляет собой парламент. Я не предлагаю сделать парламент сюда, да, сделать партию, свою партию. Мы очень часто слышим на Еврорадио, да, о том, что приходит политический эксперт, спасибо вам, да, очень уважаемый и очень классный, я с ним виделась, да, то есть, я очень горжусь этим. И он часто говорит, давайте создадим белорусскую фракцию здесь, в Польше, чтобы у нас была власть. Нам нужна власть, потому что приходит Тихановская и говорит, у меня нету власти. Ну так о чем мы говорим тогда, если у нас, нету нафиг за 5 лет даже власти, так давайте возьмем и сделаем это для себя. Вот, ну он приходит и говорит, да, давайте сделаем белорусскую фракцию. Белорусская фракция это очень классно. Но дело в том, что я посмотрела, что здесь есть на политическом рынке. И на политическом рынке есть уже немецкая фракция. Знаете, сколько они выиграли на прошлых выборах? 0 мест в парламенте. И, а на позапрошлых тоже 0 мест. А на позапрошлых 1 место. Это все, конечно, здорово, но как бы одно место это не то, ради чего стоит идти в политику. Я хочу выиграть выборы, которые будут через 2 года. Да, в парламент и в Сейм, в Сенат, соответственно, в Польше. Вот. Я хочу там белорусскую фракцию, которая будет решать проблемы белорусов здесь, проблемы белорусов там, проблемы на границе и все прочее. Да? Кроме этого, украинскую фракцию, экологическую фракцию, все как должна составлять то, из чего должна вообще состоять любая политическая партия. Значит, соответственно, через 3 года выборы в парламент, которые я тоже хочу выиграть. И у нас у всех, я, собственно говоря, в общем-то, надеюсь, что вы присоединитесь к моей инициативе. Появится возможность, я в микрофон говорила, да, бывает, вот, появится возможность представлять себя там, да, то есть, вот, собственно говоря, через 5 лет у нас выборы президента, и я надеюсь, что я получу свое польское гражданство, подамся на эти выборы и выиграю их. Вот, ну как-то вот примерно так. Да, я спасибо. Но дело в том, что есть еще одно важное, как бы, про белорусскую фракцию. Я знаю, есть такая тема под названием белорусская фракция, которую я хочу создать. И самое главное в ней, то, чего в ней нету и не будет. Не будет там никакой борьбы, еще раз я хочу услышать, никакой борьбы с Лукашенко. Вот. Это самое главное. Почему? Потому что это антинаучно.
Мы все здесь, да, то есть собираемся, сидим, да, то есть как бы, но друг друга не видим. И за 30 лет никто не удосужился посмотреть на Лукашенко, да, то есть он, на самом деле, ну как бы, он не просто диктатор, да, то есть мы даже не удосужились изучить своего собственного, диктатора. Вот что случилось за 30 лет. И мы его не можем победить. Не можем победить, потому что не знаем, с кем мы воюем. Вы когда-нибудь видели, как, допустим, тренируются боксеры? Вот эти вот все знаменитые какие-то там... Спасибо. Простите. 3 минуты, спасибо большое. Калиновский собрали. У нас в час уже наступные выступления. Да, я понимаю. Я все-таки 3 минуты уже пошло. я закончу. 3 минуты вся возможность взяли 3 минуты, уже проговорили 10 минут. И поэтому, к сожалению, пожалуйста, наступные кто-то у нас... Да, минуту, хорошо, минуту, да, не то мы сейчас будем торговаться больше, чем идет время. Вот, так никто не изучил, кто такой Лукашенко. Даже когда спортсмены выходят на ринг, тренируются, они прежде чем выйти на какое-то соревнование, они изучают стратегию, тактику и тому подобное. Лукашенко не просто диктатор, он психопат. И это не обзывательство, понимаете? Это клинический диагноз. И из этого нужно исходить, прежде чем какую-то там формировать стратегию. Он не отдаст власть. Никогда. Это антинаучно, понимаете? Так это было в 94-м году уже известно. Так про какую борьбу и какую стратегию борьбы он будет до конца своих дней. И вот то, что нужно делать, это нужно делать здесь, сейчас. Дякую. І що? Як тут некоторі кажуть, знаходяться кваліфіковані професійні тренери, тому якби трошки розумію про тему, як що робити. Алена Пашкович. Оля, вибачаюсь. Тоже красная. Я просто работаю там, где надо орать. Иногда. Голос у меня мощный, я не буду тратить время ни ваше, ни свое. 3 минуты уложусь в регламент. Тем более, что те, с кем я солидарна, чьи мысли мне схожи, уже озвучили. Это Хазин, Бульба, Кучеров. То есть я придерживаюсь этого мнения. Я участвовала в ультиматуме и считаю лично для себя, что только ультиматум и только силовой метод. Потому что договариваться и цветочки носить, извините, будем в семейной жизни, а не тогда, когда мы боремся. Это раз. Наши ошибки. То, что вранье, кражи, и неважно, кража это для своей шубы за 40 тысяч, или это просто там украденный мелочный донат. Все начинается с малого и заканчивается больше. Дальше. Я не считаю, что то есть договариваться можно, но можно с определенным. Если человек изначально врет, о каких договорах можно договариваться? Если человек психопат, с ним тоже не договоришься. Поэтому да, договариваться можно. Сегодня я не стала поворачиваться спиной к Франку, потому что считаю, что поворачиваясь спиной, мы сдаемся в плен. Я смотрела ему прямо в глаза, и я видела, что он как шелудивый кот отводит свои глаза, потому что он забрался, потому что он тот, кого использует. И да, такие люди нам тоже понадобятся. Для чего? Потому что им чуть больше заплатили, они перейдут на твою сторону. Но рассчитывать на них не стоит. Это раз. Извините, я волнуюсь, потому что 2 часа назад я похоронила, похоронили моего отца. Я не смогла быть на похоронах ни отца, ни своего мужа. И что я хотела сказать? Стратегию. Есть у меня собраны письма, около 100 человек. Я человек из культуры. Я допускаю, что я не разбираюсь в военном деле. Я в политику пришла только потому, что была задета совесть, было вранье, и поэтому я оказалась. Я, наверное, единственный человек в Беларуси, которого осудили за призыв к потусторонним силам, можете посмеяться. Вот, в общем, так получилось. Вот. И что я хочу сказать.
У меня многие люди запуганы были, как и в Беларуси, так и здесь. Наверное, знаково то, что Ольга Карач как раз тот человек, который в течение 15... Я просто написала комментарий, находясь на границе между Польшей и Чехией. И это человек, который за 15 минут отреагировал на мою просьбу. А Тихановской я уже не жду. Мое письмо было написано в октябре. В декабре у меня была личная встреча. И вот это вот ее высказывание, меня шантажировали детьми, дочкала я, когда она ответила, что я нахожусь в лучшем положении, чем она. В декабре месяце, когда моему сыну собирали всей Польши, белорусы в Польше, собирали на операцию. Да, мне наболело, и я не собираюсь ни с кем вести переговоры, я не умею договариваться. Но у меня есть план. Мы собрали, около 100 человек нас собрали, и на основе этого сложили план. Мы передадим его тем, кто давно в политике, тот, кто разбирается в военном деле, и надеемся на их поддержку. Спасибо за внимание. Дякую великий і особливо дякую за те, що худсенька і по сенсу. Алена. Знову. О! Так, у меня, короче, очень коротко. То, что у нас СМИ как бы не независимые, это понятно, потому что политика СМИ зависит от того, кто платит. И мое предложение, не знаю, как это пока сделать, но как бы идея так на размышление, создать СМИ такое составное, скажем, когда у разных организаций есть возможность публиковать там свои материалы, у разных структур есть возможность параллельно вести какие-то, то есть в одну колонку там печатаются материалы от разных организаций, и возможно там даже сделать рубрику, невозможно, а, наверное, скорее всего получится, рубрику «Дебаты». То есть один выдвигает свое предложение, кто-то не согласен аргументированно, и, скажем так, у нас нет дебатов, и обязательно реакция людей обязательно, чтобы можно было людям комментировать, потому что нужна обратная связь, нужно понимать, что люди по этому поводу все думают. Предлагаю радиорацию использовать как площадку. Можно это? Дякую великий і апошні на сьогодні Худсенька Анатолій Федоров. Вот за место Кого? Дед нормально. Я хочу ввести политический контекст, а не идти, скажем, в детали. Мы являемся Украина, и мы, и доброплотники, как мы сегодня разно почули, являемся закладниками далеко не только режима. И я бы сказал, не столько режима на сегодняшний день. Мы являемся закладниками заходней политики. Именно тому, скажем, наши доброплотники не могут на европейских краинах отнимать належную оценку. И на это само, и мы тут находимся на ролях людей другого сорта, які не могут выразить навіть свои самые элементарные питания. И хочу особенно подкреслить, наша задача не разобраться с офисом, хотя я недоволен, что это за люди, и я ними это переследуюсь. Наша задача сорганизоваться, сконсолидироваться, кто есть сдольный сконсолидироваться, выпрацевать стратегию действий для того, чтобы поставить перед европейскими политиками руку питания по Беларуси. Потому что то, что вот я говорю, что мы являемся закладниками это европейские и западные силы политики. Что я маю на увазі? Вони громко говорять про санкції, а в який час із перепинним потоком санкційні товари йдуть про Білорусь у Росію, йдуть на війну, на підтримку війни. А в цей час некие там сметану, те что-нибудь там людей выкидывают и ножи. Вы знаете, что такое? Это декорация, это подман, это хрустня. Вот. Яка готова прикрыть справедливе дочинення, справедливу економічну політику.
і не тільки економічну. Тому, поки ми не здатні будемо сорганізуватися, а для этого я уже сказал эту фразу, прежде чем сконсолидоваться, прежде чем об'єднатися, треба роз'єднатися. Ми повинні роз'єднатися з тими людьми, які фактично стали колаборантами для країни. Не просто, скажем, это офіс, ось і структури, які вони понастворали. Вони понастворали їх, дякуючи європейській політиці, з їхньою підтримкою, з підтримкою їхніх спецслужб, починаючи з Литви. А потім це інші країни. Це колаборанти. З ними ми країну не відстоїмо. Ми кончатково згубимо. Ми вже Амалію її згубили. Ось. Я займаюся зараз питанням, що відбувається в Білорусі. Сьогодні вся Білорусь працює на війну. Коли підприємство сьогодні не працює на війну, я не маю ніяких шансів вижити. Тому всі підприємства, Амаль всі працюють на війну. І це не тільки підприємства. Это фактично вся наша наука сьогодні працює на війну. Усі академічні інститути працюють. І це виразно, коли аналізуєш, це абсолютно виразно бачно. Абсолютно виразно бачно. Тому режим, это режим и заходні політики делают наш народ совдельником этого злочинства. Совдельником, подкрещу, не только режим. Мы закладники заходней политики, абсурдной, недальнобачной и злочинной по отношению к Беларуси. И от нас отгораживается, и в тот же час нас заштурховывают силой в Россию. Силой заштурховывают в Россию. И гадливают на нас. Гадливаете, скажем, что мы просто так поставляется военная техника в Украину. На бульдозер кошты ужасают. И не сгорбляют на войне. И не только про Беларусь идут, это подсолтинные товары, а это и военные товары, товары двойного предназначения. И они идут, что время такие окружают Россию. Разумеется, все гандлюют на войне, все заробляют на этом. А я откуда идут сами. Потому что тут технологии, тут сучасная военная техника и так далее. Они все отчет. Тому то, что вы сегодня охотнее, потому что все не скажешь, и часу нема. То, что сегодня тут обмерковалося, я вже бачу по тим тезам, чому сводиться сутність. Сутність сводиться к тому, коли політично підсумувати, з великим досвіду політично, це сісти побут з офісом, домогтися, щоб нас приймали разом з офісом. Это ничего не даст. Это ничего не даст. Это не политичное решение. Это дальнейший шлях у тупик. У нікуди. У стран України початкової. Дякую. Миром правят деньги, ничего мы не сделаем. Что? Все, господарство, дякую. 15 хвилин у нас перепинок. Потім буде апошній і більш позитивна частка стратегії. Ні, люди, ви можете витримати чи ні? Ні. Хочешь перепинать? Конечно. Так. Мы уходим на Ветке Чикаго 4-ю секцию, и там еще покажу. У вас или нет, это будет коньячок. Коля пошел в дело. Конечно. Ой, все. Добре, таки хутенько. Я только начал разгоняться. Начал разгоняться. Будем разговаривать, что в понедельник нужно готовиться.
Ты не видишь, просто на планете. Красный плакат. Я из зоны 3 месяцев постоянно. Ты в тюрьме постоянно учишься. Я не спорю, я не буду спорить с этой книгой. Это вообще парень скала. Ты может слышал за книгу, нет? Это вообще, это мужчина с большой буквы. Это стержень, это сталь. Зайдет эфир, потом я тебе перепишу. Я слушаю, что не, а потом у тебя... Пошли кофе пить. Мы с тобой где останавливаемся сегодня? Я уверен. Спасибо. Сами себе
Далее себе не может. Ой, позор, ганьба. С октября 2020 года тянули себе, скажем так, шаг помощи беженцам, не правда никакой копейки не брать. Нет, один раз, но то надо было просто-напросто, в принципе, сами предложили, что нужно было беженцев вывести в Мугин, мост с Вильнюса. Ну да, там десятки, все половины своими заплатили. А в Беларуси где-то В Беларуси пока бы, в принципе, покажили по несколько фильмов. Я вам скажу так, что я сейчас на улице в прямом смысле слова дяди работаю, я зарабатываю больше, чем в Беларуси месяц фильмами. Там просто налоги не душили. Когда в самом конце, сейчас мы тебя раздавить. когда в самом конце, допустим, я уезжал уже там практически, то есть фильм практически бездействие было, заходил налоговую там пару вопросов порешать. Девочка, это сама новая инспекторша, молодая девочка, что-то там туда-сюда, и она что-то ни с того ни с сего, типа, а вы что, хотите, как в 90-х, что ли, было? Я говорю, да. Представляете, говорит, да, хочу. Ну как? Она, то есть она торопила, ну как? Я говорю, да? Как? Я вам скажу как. Тогда, по крайней мере, было когда слово и честь. Если люди сказали вот так, значит вот так. А сейчас, говорю, я говорю, плачу налоги по чесночку полностью до копеечки. А потом бах задним числом. Оказывается, что я еще должен, что я, оказывается, уже обокрал страну. Но забил злочинство. Но. Поэтому, говорю, извините, я хочу назад 90. Там люди сказали, сколько должен заплатить. Заплатил, и все. Никто к тебе, и если тебе нужна помощь, тебе приходят, помогают. А сейчас, говорю, что? Ни помощи, ни хрена. Налоги платишь. А все равно еще собакой остаешься последний. Ну это все. Ну, вроде как она тогда нормально поняла, не знаю, как там, что там. Она мне просто уже было... не знайшла, с чего отказать. Но мне просто было уже как по барабану, поэтому как бы... Вот. Потому что для того, как это отчув, зрозуміти, это про депрессии, а я же это добровольно. Да, я вырос в 90-е годы, как говорится, и становился на ноги в 90-е годы, поэтому я знаю, что это, как это. Абсолютно. Ого! Вот это видок на пляжу. Не, ну да, уже так трохи так. Что, будешь сваливать? Будем сваливать? Не, ну видишь, я уже до конца не буду, наверное, сейчас посмотрим. Тебе это обязательно, чтобы я тут с собой стоял на самом Трансляция идет. Но он ничего не боится. Не, я знаю, что... Ну, вырежешь потом. Сейчас рожа вырежешь потом еще. Не, ну 78 человек с нами, собой. Хоть почнется, типа, самая цікава... Он еще денег подсобирал. До речі, да, такою першиню. За шмат, как бы. Да нет, до тюрьмы было без проблем. До тюрьмы. А вот скорее... Коль, возьми, дай тебе куплю. Ты купил? Да, тебе. Я себе. Попей. Тебе еще надо это самое. Да, успокойся. Я тебе что есть. Сегодня я тебя с этим. Господарство седаем. У нас апошняя частка. Секція стратегії консолідації. На этой частке перше буде Андрусь Цанюта, Юрій Буздуган, Алена Сковорощенко, Жан-Ив, Хелеминская и Антон Малкин. Покулі не збираються, наші білоруси всі відомі. Юрій Буздуган – це геополітик, професор, глава Ради соціал-демократів України. Алена Сковорощенко – так само геополітик, кандидат філософських наук.
І так само у нас є ще гость Жан Ів, який уже буде представлений, мабуть, гэтымі нашими поважаними сябрамі. Пропоную усіх гостей, у нас якраз стільки місців, скільки і будемо починати. Здравствуйте. Шановне господарство, ми маємо справу з доволі специфічною секцією зараз. Я попрошу виключити усі прилади. Не тому, що у нас є якась секретна інформація, а тому, що у нас є секретна інформація. Сябри, ну ви чули, так? Мені треба виключити приладу. Ось, виключіть, будь ласка, аудіо, фото і відеозйомку. Я мусить тоді на гэтым буду заканчивать сённяшні этот. Ось, великий дякую, что были сегодня со мной. Бачите самі, що не хочуть, каб транслювалося гэта. Ну і окей. Окей. Великий дякую за донаты. Великий дякую за то, что были сегодня со мной. Вельми добро, что вызволили политзневоленных. Сергея, 14 человек. 14 человек, так что, як кажуть, працуємо і перемагаємо, да? Хоча визволили їх, на жаль, не ми, а повинні були ми. Всього доброго, до побачення. Без телефона.